заниматься наукой. Мы богаты на таланты. Дорогие друзья, от имени Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук поздравляю вас с началом работы фестиваля науки. В этом году фестиваль науки проходит по-особенному. Оно связано с особыми условиями, которые связывают все государства, все страны, в том числе и наш город. В фестивале науки участвуют сотрудники нашего центра, Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, в составе которого 7 научных институтов, и каждый коллектив, каждый институт имеет свою грандиозную историю, в котором копилке имеются очень значимые научные результаты. Мы также горды и уверены, что в фестивале науки участвуют молодые сотрудники молодежных лабораторий нашего центра. И вы знаете, в ходе работы фестиваля вы ознакомитесь с тем, какие фундаментальные и прикладные исследования ведут наши сотрудники. В целом, надо сказать, что в Федеральном исследовательском центре работает более 1100 человек, сотрудников, и из которых научными сотрудниками является 540 сотрудников. И из них более 40% представляют молодые ученые. Вы во время фестиваля ознакомитесь со многими нашими разработками, нашими проектами, в которых участвуют наши сотрудники. И они, безусловно, должны быть нацелены на то, чтобы мы их использовали, чтобы мы на них опирались и совместно разрабатывали уже новые проекты и новые программы. Разрешите поздравить с началом фестиваля науки и пожелать всего самого доброго, чтобы были очень открытые дискуссии, чтобы вы анализировали свои результаты и чтобы эти результаты были нацелены на будущее. Успехов и удачи вам! Дорогие друзья, от имени нашего Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» я хочу вас приветствовать на таком масштабном мероприятии, как фестиваль науки 0+. Почему он так называется? Это мероприятие, которое является событийным, идет популяризация науки среди молодежи, среди детей, среди взрослых. Да? Есть открытое общение с нашими учеными, которые известны не только в нашей республике, но и за пределами страны и мира. Это интересные подходы, это интересные возможности, когда мы можем пообщаться в Blended World, когда мы можем с вами увидеть, как общается за экраном человек, что можно будет выстроено, скажем, в изобретениях, в опытах в настоящей лаборатории. Это все можно увидеть своими глазами и, конечно же, принять активное участие в нем. Кроме того, что фестиваль науки является уже прочно вошедшим в нашу жизнь событием, это еще и, наверное, очень интересное событие. Почему? Потому что именно здесь можно увидеть, как реализуется интересное открытие. Почему? Потому что все исследования, которые идут на развитие современного человечества, они все выходят как научный поиск, который улучшает нашу жизнь. И, конечно же, многие, опять же скажу, перспективы, они открываются именно тогда, когда мы общаемся с вами на профессиональной площадке. А наука плюс – это как раз-таки наука 0+, то есть является такой площадкой, где можно общаться всем, неважно, сколько тебе лет. Да? Кроме того, что фестиваль науки рассчитан не только на школьников и студентов, но и на все массы, которые есть у нас в человеческом мире.
это и взрослые, это и пожилые, это все социальные слои, которые есть. Здесь как раз-таки можно видеть, что многие дети, особенно маленькие дошкольники, они являются активными участниками данного фестиваля. Фестиваль открыт для всех, он доступен для каждого. Это принципиальная особенность данного фестиваля. Каждый может прийти, каждый может увидеть, послушать то, что он хочет. Да? Ну и особенный эффект такого фестиваля – это сопричастность науки. Поэтому он так и называется фестиваль «Наука 0+». Конечно, сопричастность науки мы можем увидеть по встречам, по мероприятиям, которые проводятся на данном фестивале. Ну и, конечно же, зависит еще от тех лекторов и ученых, которые увлеченно рассказывают о своей профессии. Это еще и площадка, в-третьих, встречи всех людей, которые могут быть участниками фестиваля. Это встречи с выдающимися учеными, которые рассказывают о своей науке, о своей жизни, о своих каких-то выдающихся открытиях и, конечно же, легко общаются с широкой аудиторией. То есть, чтобы донести, что наука важна для нас в жизни, нам нужно общаться как раз-таки очень просто, как эту науку претворить в своей жизни. Ну и сам фестиваль, он открыт для всех. Можете пройти регистрацию на Скиллометре, можете прийти и посмотреть, что это такое, да. Ну и, конечно же, все площадки будут проходить на онлайн-форме. Ну и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли активное участие. Всех с открытием данного фестиваля «Наука 0+». Всех мы ждем вас. Добро пожаловать. Я приветствую участников научного форума от имени Института геологии, алмаза и благородных металлов. Хочу пожелать вам успешной и плодотворной работы. Это очень интересное и важное мероприятие. Для многих это мероприятие будет играть очень важную роль в их судьбе и в выборе дальнейшей профессии. Я хочу привлечь ваше внимание к такой отрасли знаний, как геология, которая очень востребована в Якутии. Это интересный край, еще много проблем, которые предстоит решить будущим поколениям. Обратите внимание на эту отрасль науки. Предшествующими поколениями геологов в Якутии были открыты крупные месторождения алмазов, золота, сурьмы, углеводородов и других видов полезных ископаемых. Их освоение сегодня вносит весомый вклад в экономическое развитие региона. Однако далеко не все еще изучено. Недра республики скрывают много богатств, которые предстоит открывать следующим поколениям, используя новые технологии поисковых работ и передовые аналитические методы. Пройдет немного времени, и вы, овладев новыми знаниями, сможете приносить пользу своему родному краю. Еще раз всем успешной и хорошей работы. Институт приглашает коллег и всех заинтересованных лиц к взаимовыгодному сотрудничеству. Добрый день, уважаемые участники и организаторы фестиваля. Я от себя лично и от лица сотрудников и обучающихся Якутского института водного транспорта рад приветствовать вас с началом работы фестиваля «Наука 0+». Фестиваль является площадкой, помогающей школьникам определиться с выбором будущей профессии, а образовательным учреждениям дает возможность показать и в доступной форме рассказать о своей деятельности будущим своим обучающимся. Формат проведения нынешнего фестиваля является инновационным и накладывает определенную специфику на его работу в плане непосредственного участия гостей и участников мероприятий. Я уверен, что на площадках фестиваля вы найдете очень много интересной, захватывающей и увлекательной информации. Я верю, что в результате работы фестиваля многие смогут определиться с выбором своей будущей профессии и жизненного пути. Желаю вам удачи, друзья! Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука+». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. The science of life is a dazzlingly bright
lights and well-lit kitchen, which may only be reached by walking through a long, dark and ghastly hall. Это праздник для молодых людей, праздник для всех, кто занимается наукой, и праздник для всего общества, которое ожидает от науки новых достижений и новых вершин. Это возможность общения, это чтение лекций, это выставки, экспонаты, и самое главное, это интерактивно. Дети, школьники, студенты могут прикоснуться к таинствам науки. Увидеть робот, увидеть сделанный там самолет свой или вертолет. И в этом есть наша главная проблема в стране. Чтобы вот эта идея из гаража, чтобы она вот родилась у кого-то, а предприятие увидело, что из этой идеи получится. Все вот так кипит, каждый хочет что-то показать. Он открыл, и глазенки горят. Я надеюсь, что именно среди них будущие наши российские и, может быть, международные светила. Мы хотим заниматься наукой. Мы богаты на таланты. Дорогие друзья, от имени Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук поздравляю вас с началом работы фестиваля науки. В этом году фестиваль науки проходит по-особенному. Оно связано с особыми условиями, которые связывают все государства, все страны, ну, в том числе и наш город. В фестивале науки участвуют сотрудники нашего центра, Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, в составе которого 7 научных институтов, и каждый коллектив, каждый институт имеет свою грандиозную историю, в котором копилке имеются очень значимые научные результаты. Мы также горды и уверены, что в фестивале науки участвуют молодые сотрудники молодежных лабораторий нашего центра. И вы знаете, вот в ходе работы фестиваля вы ознакомитесь с тем, какие фундаментальные и прикладные исследования ведут наши сотрудники. В целом, надо сказать, что в Федеральном исследовательском центре работает более 1100 человек, сотрудников, и из которых научными сотрудниками является 540 сотрудников. И из них более 40% представляют молодые ученые. Вы во время фестиваля ознакомитесь со многими нашими разработками, нашими проектами, в которых участвуют наши сотрудники. И они, безусловно, должны быть нацелены на то, чтобы мы их использовали, чтобы мы на них опирались и совместно разрабатывали уже новые проекты и новые программы. Разрешите поздравить с началом фестиваля науки и пожелать всего самого доброго, чтобы были очень открытые дискуссии, чтобы вы анализировали свои результаты и чтобы эти результаты были нацелены на будущее. Успехов и удачи вам! Дорогие друзья, от имени нашего Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» я хочу вас приветствовать на таком масштабном мероприятии, как фестиваль науки 0+. Почему он так называется? Это
мероприятие, которое является событийным. Идет популяризация науки среди молодежи, среди детей, среди взрослых. Да. Есть открытое общение с нашими учеными, которые известны не только в нашей республике, но и за пределами страны и мира. Это интересные подходы, это интересные возможности, когда мы можем пообщаться в Blended World, когда мы можем с вами увидеть, как общается за экраном человек, что можно будет выстроено, скажем, в изобретениях, в опытах в настоящей лаборатории. Это все можно увидеть своими глазами и, конечно же, принять активное участие в нем. Кроме того, что фестиваль науки является уже прочно вошедшим в нашу жизнь событием, это еще и, наверное, очень интересное событие. Почему? Потому что именно здесь можно увидеть, как реализуется интересное открытие. Почему? Потому что все исследования, которые идут на развитие современного человечества, они все выходят как научный поиск, который улучшает нашу жизнь. И, конечно же, многие, опять же скажу, перспективы, они открываются именно тогда, когда мы общаемся с вами на профессиональной площадке. А наука плюс – это как раз-таки наука 0+, то есть является такой площадкой, где можно общаться всем, неважно, сколько тебе лет. Да? Кроме того, что фестиваль науки рассчитан не только на школьников и студентов, но и на все массы, которые есть у нас в человеческом мире. Это и взрослые, это и пожилые, это все социальные слои, которые есть. Здесь как раз-таки можно увидеть, что многие дети, особенно маленькие дошкольники, они являются активными участниками данного фестиваля. Фестиваль открыт для всех, он доступен для каждого. Это принципиальная особенность данного фестиваля. Каждый может прийти, каждый может увидеть, послушать то, что он хочет. Да? Ну и особенный эффект такого фестиваля – это сопричастность науки. Поэтому он так и называется фестиваль «Наука 0+». Конечно, сопричастность науки мы можем увидеть по встречам, по мероприятиям, которые проводятся на данном фестивале. Ну и, конечно же, зависит еще от тех лекторов и ученых, которые увлеченно рассказывают о своей профессии. Это еще и площадка, в-третьих, встречи всех людей, которые могут быть участниками фестиваля. Это встречи с выдающимися учеными, которые рассказывают о своей науке, о своей жизни, о своих каких-то выдающихся открытиях и, конечно же, легко общаются с широкой аудиторией. То есть, чтобы донести, что наука важна для нас в жизни, нам нужно общаться как раз-таки очень просто, как эту науку претворить в своей жизни. Ну и сам фестиваль, он открыт для всех. Можете пройти регистрацию на Скиллометре, можете прийти и посмотреть, что это такое, да. Ну и, конечно же, все площадки будут проходить на онлайн-форме. Ну и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли активное участие. Всех с открытием данного фестиваля «Наука 0+». Всех мы ждем вас. Добро пожаловать. Я приветствую участников научного форума от имени Института геологии, алмаза и благородных металлов. Хочу пожелать вам успешной и плодотворной работы. Это очень интересное и важное мероприятие. Для многих это мероприятие будет играть очень важную роль в их судьбе и в выборе дальнейшей профессии. Я хочу привлечь ваше внимание к такой отрасли знаний, как геология, которая очень востребована в Якутии. Это интересный край. Еще много проблем, которые предстоит решить будущим поколениям. Обратите внимание на эту отрасль науки. Предшествующими поколениями геологов в Якутии были открыты крупные месторождения алмазов, золота, сурьмы, углеводородов и других видов полезных ископаемых. Их освоение сегодня вносит весомый вклад в экономическое развитие региона. Однако далеко не все еще изучено. Недра республики скрывают много богатств, которые предстоит открывать следующим поколениям, используя новые технологии поисковых работ, передовые аналитические методы. Пройдет немного времени, и вы, овладев новыми знаниями, сможете приносить пользу своему родному краю. Еще раз всем успешной и хорошей работы. Институт приглашает коллег и всех заинтересованных лиц к взаимовыгодному сотрудничеству.
Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Внимание! Говорит и показывает Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммосова, региональный оператор 8-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на торжественном открытии нашего фестиваля. На торжественном открытии принимают участие ректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, руководитель регионального оператора 8-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия Анатолий Николаевич Николаев. Первый заместитель министра образования и науки в Республике Саха-Якутия Михаил Юрьевич Присяжный. Ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Климович Павлов. Исполняющий обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета Константин Константинович Кривошапкин. Председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Михайлович Чиросов. Директор Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета Нинель Васильевна Малышева. Вот уже 8-й год в Республике Саха-Якутия проводится фестиваль науки, который стал одним из главных мероприятий по популяризации науки среди населения. Несколько тысяч зрителей ежегодно принимают участие на площадках фестиваля науки, чтобы окунуться в мир изобретений и научного волшебства. С каждым годом количество посетителей растет, ими становятся зрители всех возрастов. И для каждого возраста фестиваль науки будет интересен. Старшее поколение привлекает оригинальный подход к науке. Старшеклассники могут выбрать профессию или утвердиться в уже сделанном выборе. А для самых маленьких посетителей наука предстает настоящей страной чудес. Фестиваль можно назвать отчетом образовательных организаций и научных учреждений перед обществом. Главная идея фестиваля науки – привлечение внимания к работе исследователей, необходимой для развития общества и повышения качества и уровня жизни людей. Подобное позиционирование науки способствует привлечению средств на создание необходимых условий по обеспечению организационной и финансовой поддержки и распространению научного знания. Демонстрация обществу места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в жизни людей на доступном ей языке. Инициатором проведения фестиваля науки в России стал Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. В 2007 году при поддержке правительства Москвы фестиваль науки стал общегородским мероприятием. В 2011 году фестиваль науки получил статус всероссийского и с тех пор проводится под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации. Слово для приветствия предоставляется ректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, руководителю регионального оператора 8-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия Анатолию Николаевичу Николаеву. Доброе утро, уважаемые друзья. Конечно, мне очень приятно приветствовать всех вас, всех участников на базе нашего университета. Конечно, в виртуальном мире, наверное, не очень хорошо представляется, что из себя
мы представляем, какие лаборатории у нас открыты и так далее. Но очень надеюсь, что Центральный вуз нашей республики всегда рад открывать свои двери, свои лаборатории интересующимся наукой, включая очень молодых наших участников, да, и заканчивая довольно-таки старшим поколением. Я прекрасно помню, вот когда в 2013 году мы на базе нашего университета проводили первый фестиваль науки «Наука 0+». И, конечно, тогда, будучи директором Института естественных наук, мы от института представили достаточно широкое количество наших лабораторий, довольно-таки интересных лабораторий, да, и в атриуме вот корпуса, где мы сейчас находимся, проводился первый вот такой конкурс, да, и тогда же стал вопрос, где же лучше еще проводить, потому что желающих было много, желающих посетить, участников было много, желающих посетить, посмотреть тоже было достаточно, да, и где-то мы смогли показать где-то буквально около 2500 совсем молодых школьников и так далее, целыми делегациями приходили, приняли участие и посмотрели на наши достижения. Кроме этого, у нас в различных больших аудиториях проводились интересные лекции, их было, ну, я не скажу, что совсем мало, да, но недостаточно много, чтобы в широком плане представить все наши грани науки. Сейчас этот год, конечно же, внес очень большие коррективы в работу фестиваля. Мы все-таки приняли решение провести фестиваль в онлайн-режиме, исходя из пандемии, исходя из каких-то ограничений и так далее. Но я думаю, что мы немного потеряли. С одной стороны, конечно, прийти именно в лаборатории, потрогать именно детали, какие-то там изделия или воочию поговорить или побеседовать с участником, с работником, который представляет вот свои лаборатории, побеседовать. Это, конечно же, очень интересно. Мы, конечно, думаем, что в следующем году в таком формате мы возобновим нашу работу. Но, с другой стороны, введенный вот такой новый формат нашего общения, проведения вот данного мероприятия, я надеюсь, расширит наши границы. Очень хорошо то, что поддержали вот данный фестиваль наши партнеры. Это и академические институты в полном плане вот этого слова, все институты. Это и Малая академия наук, наш непосредственный партнер, Арктический государственный агротехнологический университет, да, который непременно участвует в данном фестивале. Это и все представленные музеи, колледжи, Малая академия наук, да, и многие-многие энтузиасты, которые захотели и заявились, чтобы в виде лекции или в виде видео каких-то экскурсий представить свои достижения. Наверное, новый формат нам позволил сделать достаточно много мероприятий, интересных мероприятий. Я надеюсь, где-то около 300, если не больше, различных лекций, круглых столов, каких-то брейн-рингов или там викторин и так далее будут проведены в рамках вот этого фестиваля в течение 3 дней. Я до этого посмотрел список лекций. Они достаточно интересные, и каждая лекция – это целая жизнь ученого, который посвятил вот этой теме достаточно много времени и принес в науку очень хорошие результаты. Очень надеюсь, что фестиваль в таком ритме, можно сказать, в следующем году в гибридном ритме, да, и онлайн, и офлайн режиме украсит дальнейшее проведение вот подобного мероприятия «Наука 0+». И, конечно же, очень надеюсь на участников не только, которые находятся в городе Якутске, да, но и новый формат нам позволит посвятить или рассказать, показать наши достижения и жителям всей республики, может быть, даже и других сопредельных субъектов Российской Федерации. Ну, всем желаю успехов, плодотворной работы, нашим ученым еще больших лучших достижений, а любознательным юным участникам дерзайте, может быть, даже задавайте каверзные вопросы нашим ученым. И, конечно же, всех ждем в фестивале.
участвуйте активно. Всем успехов и с наступающим Новым годом. В преддверии Нового года всем желаю, чтобы этот Новый год завершился и пандемия вся завершила, да, и следующий Новый год принес нам только положительные эмоции. Всем спасибо. Слово предоставляется первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилу Юрьевичу Присяжному. Доброе утро. Мне очень понравился тезис, с которого начали наши ведущие, да, говорит и показывает Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Но мне, конечно, роднее бы еще ближе звучало, если говорит и показывает корпус факультета естественных наук СВФУ имени Амосова. Почему? Потому что именно этот корпус принимал все первые фестивали на нашей якутской земле. Потом мы увидели, что энтузиазма у участников и у посетителей стало настолько много, что мы действительно, вот Антон Николаевич правильно сказал, подумали, куда бы еще уместиться, попробовали 50 лет Победы уйти. Да, действительно, очень много приходило людей с семьями, которые выбирали удобное время, посещали. Потом мы последние 2 года пробовали, и это тоже успешно получилось на базе исторического парка «Россия. Моя история». Но еще хотелось бы большего, поэтому формат гибридный, который сейчас есть, он, конечно, хорош, но мы будем ожидать развития наших учреждений высшего образования, прежде всего науки. И, наверное, один из следующих фестивалей я искренне желаю, чтобы прошел в новом учебно-лабораторном корпусе медицинского института нашего федерального университета, чтобы эта тоже задумка, этот проект он у нас реализовался. Но «Наука 0+» изначально ориентирован вообще-то на все население, не только на самых маленьких, на всех, потому что наука, она всевозрастная. И вот на самом деле вот то, что будет происходить в эти дни, пожалуйста, найдите время. Взрослые, найдите время для своих детей, взрослые, найдите время для самих себя. Дети, пожалуйста, проявите активность и привлеките своих старших братьев, сестер, родителей, дедушек, бабушек, чтобы действительно окунуться в мир знаний, в мир науки. И вот, наверное, вы уже увидели, очень хорошие действительно организаторы отработали, очень интересная программа, очень много для вас уже материала приготовлено, видеосъемка, контент выложен, и рубрикаторы очень интересные на каждый день, где вы видите обозначены дети, да, там взрослые, и взрослые, и дети. И я вот вчера, когда мы вот собирались, смотрели еще оргкомитетом, готовность, как-то мне в глаза что-то бросалось. Сегодня утром я еще раз увидел. Действительно, мы вот в блоке «Взрослые и дети» пропустили буковку «И», оказывается, на нашем сайте. Но мне кажется, это очень правильно. «Взрослые дети» – такая рубрика, потому что настоящий ученый, он всегда стремится к знаниям, он остается вот ребенком, потому что он что-то новое ищет. Ну, а дети сейчас настолько рано начинают разбираться во многих сложных процессах, что мы только поражаемся этому. Поэтому на любых устройствах продумано это все. Регистрируйтесь, пожалуйста, на своих мобильных устройствах, на телефонах, на ноутбуках, на планшетах. Все это нужно использовать. Я специально вот вчера направил обращение в адрес управления образования улусов, районов нашей республики. Пожалуйста, коллеги, вот вы сегодня присоединились, слушаете нас. Я прошу передать каждому учителю, каждому педагогу дополнительного образования, чтобы сегодня и завтра, во время уроков, во время занятий, вы уделили несколько минут и ребятам дали информацию, основные ссылки, куда можно пройти, что можно узнать, посетив мероприятие фестиваля «Наука 0+». Добро пожаловать в новый формат нашего фестиваля. Всех с этим прекрасным праздником поздравляю от имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и от себя лично. Успехов всем нам! Слово предоставляется ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василию Климовичу Павлову. Добрый день, доброе утро, дорогие друзья.
Я сегодня очень рад вас всех видеть через Zoom. И сегодня действительно замечательный день, потому что начинается наш удивительно приятный и красивый фестиваль, который рассказывает о науке, о том, как действительно делается наука. И сегодня будут самые замечательные лекции. Я вот всех призываю детей с 2 часов, например, да, послушать лекцию о том, как можно начать науку, какие исследования можно проводить. И я очень рад, что мы все тут собрались сегодня утром, чтобы так торжественно открыть замечательный фестиваль, который в России уже проходит 15-й раз, и у нас в Якутске уже много лет мы этим уже занимаемся активно. И я хочу сказать, что в этом году было очень много открытий в области искусственного интеллекта, квантовой информатики и в области биологии, геномной инженерии и прочее. И все эти вещи вы можете узнать в нашем Северо-Восточном федеральном университете. Пожалуйста, идите туда. Идите, пожалуйста, в ДНК, послушайте, как люди работают, как делается наука, станьте участниками. На самом-то деле все дети, все люди рождаются учеными, они с маленьких лет занимаются исследованием. И поэтому этот фестиваль называется «Наука 0+». Это начинается с того, что вы с рождения уже ученый, вы уже с рождения являетесь участниками этого удивительного движения. Поэтому действительно становитесь членами этого сообщества, и сообщество это удивительно у нас концентрировано в Северо-Восточном федеральном университете, который сейчас является самым главным фронтом нашей научной деятельности. И Малая академия наук всегда рядом с вами, чтобы помочь вам и вместе с университетом нашим занять эту позицию, чтобы помочь вам сделать такой удивительный хороший шаг в будущее, которое открывает наука. Спасибо большое, поздравляю всех. Давайте активно заниматься, участвовать во всем этом. Спасибо. Слово предоставляется исполняющему обязанности ректора Арктического государственного агротехнологического университета Константину Константиновичу Кривошапкину. Дорогие участники, организаторы фестиваля науки 0+. От имени студентов профессорско-преподавательского состава Арктического государственного агротехнологического университета разрешите всех вас поздравить с замечательным праздником науки. Как организатор 1, 2, 3, 4, 5, 6 фестиваля науки Северо-Восточного федерального университета и Республики Саха-Якутия, мне очень приятно присутствовать здесь на 8 фестивале науки. Я помню, как мы организовывали в стенах корпуса факультета естественных наук первые фестивали у нас в Республике Саха-Якутия, первых наших посетителей, участников, их радостные лица. И помню также, как мы организовывали участие команды республики в фестивалях науки Южной площадки России в Ростове-на-Дону, также в Всероссийском фестивале науки в городе Москва на площадках Московского государственного университета. И это действительно были замечательные праздничные научные дни. Фестиваль науки – это праздник радости, знаний и будущего. Ведь во время фестиваля науки проходят интерактивные площадки, онлайн-лекции, эксперименты, встречи с ведущими учеными, нобелевскими лауреатами, научно-популярные фильмы. И сейчас, благодаря интернет-технологиям и социальным сетям, фестиваль науки стал доступным для всех. Арктический государственный агротехнологический университет активно участвует в проведении фестиваля науки в течение последних лет. Мы на 8 фестивале науки
подготовили для вас лекции про домашних животных, про традиционное питание народа Саха, который повышает иммунитет, про миграцию радионуклидов в трофических цепях, про чипирование животных, про органическое земледелие и продукты. Ведь самым главным для человека являются земля, здоровье и время. Человек, который имеет землю, будет иметь растения, животных, которые станут органической продукцией для здоровья человека. Соответственно, человек будет жить долго и счастливо. И только тогда человек может заниматься наукой. Дорогие друзья, фестиваль науки – это грандиозное мировое событие и мероприятие для детей, школьников и для всех вас. Наслаждайтесь наукой и будьте здоровы. Спасибо. Слово предоставляется председателю Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия Михаилу Михайловичу Чиросову. Ну, тут так интересно, уже ностальгия вспоминает, кто когда. Я был как-то случайно на первом фестивале в Москве, подпало так в апреле месяце, если память изменяет, что-то было посвящено полету в космос. И в тот момент я понял, что очень интересное мероприятие. То, что у нас это так проходит, очень интересно. Причем я могу, как общественный представитель, как бы со стороны могу сказать, что, изучая остальные сайты, что, наверное, у нас в Якутске по объему, по охвату, наверное, самый крупный фестиваль региональный в нашей стране. То есть вот... Поэтому поздравляю весь оргкомитет, что это произошло. Во-вторых, мы, конечно, охватили впервые в этом году муниципальные районы, а то обычно такое впечатление, что это только для города Якутска. В реальности сейчас уже есть региональные отделения Малой академии наук, представители школы. Я думаю, на следующий год их будет еще больше. Тот гибридный формат, который волей-неволей мы сейчас все оказались, он только оказался нам на пользу. То есть я думаю, что такие мероприятия должны быть республиканского масштаба. Не надо проводить все только для города Якутска. Как известно, у нас очень много ученых, очень много академиков, член-корреспондентов, они родом из сельской глубинки. Большинство здесь сидящих тоже имеет корни из улусов, из районов, поэтому надо всегда помнить о том, что Якутия, как и Россия, она очень будет сильна именно периферией, регионами, районами. Ну и, конечно, то, что нам нужно всем готовиться постепенно. В 2022 году будут международные интеллектуальные игры. Сейчас уже прорабатывается концепция, в том числе нужно подготавливаться. Ну и я еще извиняюсь перед всеми, я один из тех, который инициировал проведение именно в эти сроки, потому что на шаг будущее уже отбор в какой-то мере уже происходит, а есть такая небольшая пауза, Олимпиады прошли, и самое время, самое хорошее именно посетить. Плюс еще дополнительное образование сейчас у нас в основном на дистанта, и не всегда муниципальные районы имеют тот уровень квалификации лекционного материала, мастер-классов, которые сейчас есть на фестивале. Вообще, наверное, это самая вершина, и каждый год, наверное, это будет оставаться. И еще, что для районов и для всех, эта платформа Skillometer, она будет держать эти мероприятия довольно долго. То есть можно потом в записи зайти и увеличить свою посещаемость. Это фактически вечный, может быть, источник, который постоянно можно приходить и заниматься. То есть у вас, у учителей, появляется возможность и сейчас поучаствовать, посмотреть, это что же происходит в онлайн в том числе, и потом в дальнейшем использовать это как огромный ресурс, который был создан всей академической наукой, вузовской. И в этом году надо сказать, что
больше 350 активностей, так мы их называем. Это, по сути, наверное, чуть ли мы приближаемся к центральному фестивалю. Ну, конечно, там у них нобелевские лауреаты есть и так далее. Но я думаю, что оргкомитет, если поработает, и СФУ, его мощь, учитывая рейтинги, которые он стал занимать, я думаю, и нобелевские лауреаты тоже будут вести в прямом эфире. У нас есть мероприятия, которые проходят на английском языке. У нас есть мероприятия, которые охватывают не только нашу республику, но и другие субъекты. В частности, Дом научной коллаборации, он находится в этом здании этажом ниже. У них будет мероприятие с Липецкой областью. То есть уже традиционные мероприятия, и они подпало под это. Плюс проходит отбор на шаг будущее, который проводит тоже университет. Огромное им спасибо. Более 4500 работ будет оцениваться, и 1300-1500 детей будут приглашены на онлайн-формат очного, мы называем, плана уже в январе месяце. Все это у нас происходит в декабре. Ну, что делать-то? Надо немножко напрячься в этот месяц, он самый такой финальный. Я желаю вам всем удачи, воспользуйтесь этим уникальным ресурсом, и я думаю, что всем вам будет на пользу это интеллектуальное развитие. Спасибо. Дорогие друзья, мы переключаемся к нашим коллегам. Представляем вашему вниманию научную выставку с участием научно-исследовательских и учебно-научно-технологических лабораторий Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета. Видеотрансляцию с оранжереи ведет Никифоров Леонид Александрович, начальник информационно-аналитического отдела Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте, дорогие участники фестиваля. Позвольте представить вашему вниманию традиционную выставку фестиваля науки и пройдемся по нашим стендам. Первым стендом на нашем пути будет стенд энтомологии, насекомые, пластикоеды. Представит его команда биотехнологической лаборатории технопарка Якутии Евгений Николаевич Попов. Добрый день. Наш проект называется «Схаксенос». Мы решили использовать насекомых для утилизации пластиковых отходов. Вот здесь у нас представлен результат нашей работы. Такие насекомые, как Zoophobos morio, который представлен вот здесь, или большая восковая огневка, могут утилизировать, деструктировать пластик до простых безопасных соединений. Я передаю слово своему коллеге Валерии, она расскажет более детально. Добрый день. Мы из популяции восковых молей не планируем заводить большую ферму, разводить их в большом количестве. Наша главная задача – это провести их биохимический анализ, затем секвенировать ДНК бактерий, которые находятся в их желудочно-кишечном тракте, и на этой основе выделить ферменты, которые и участвуют в разложении пластиковых отходов. Всем спасибо. Спасибо большое, очень было интересно. То есть данный проект решает уже глобальную проблему человечества. Переходим к следующему стенду, который называется «Сенсорная панель на основе графеновой пленки», и представляет его научный сотрудник лаборатории графеновой нанотехнологии Евсеев Захар Иванович. Всем привет. В общем, как уже говорилось, наша лаборатория называется графеновой нанотехнологии. Ну, исходя из названия, можно сказать, что мы занимаемся графеном. Ну, во-первых, что такое графен? Графен – это, по сути, очень тонкий слой углерода. Обычного углерода, графита, который есть у нас во всех карандашах. В общем, это слой графита толщиной 1 атом. Благодаря своим наноструктурированным свойствам он обладает уникальными свойствами. Например, он 300 раз прочнее стали. Он очень хорошо проводит электричество, плюс он прозрачен, гибкий и так далее. Ну и где мы можем использовать такой электропроводящий, прочный, прозрачный материал? Ну, одно из возможных применений – это сенсорная панель. Вот, например, у нас есть вот тут, можно помочь, да? Демонстрационный образец можешь подержать, пожалуйста? Это у нас демонстрационный экспонат сенсорной панели на основе графеновой пленки. Ну, тут встроена программа решения задач легких на умножение. Соответственно, когда мы нажимаем, то панель у нас чувствует прикосновение, как мы видим.
Соответственно, таким образом мы можем масштабировать данную технологию до экранов, которые у нас применяются во всех наших смартфонах, гаджетах и так далее. Это особенно актуально в связи с тем, что у нас сейчас экраны телефонов делаются на сплаве индий-титан-олово, а индий в мире он кончается. Некоторые эксперты говорят, что уже через 30 лет его не будет. Плюс большинство месторождений индии они находятся в Китае, так что это вызывает ряд некоторых проблем. Поэтому графен является одной из перспективных технологий замены. А как вы получаете графен? Какой технологией пользуетесь и какое сырье? Но графен, он, так как он сделан из углерода, да, а углерод является одним из самых распространенных элементов на планете, то, соответственно, можно его получать многими способами. Конкретно вот этот экран, который представлен вот здесь, он сделан из метана, то есть разложением обычного метанового газа. Спасибо большое, очень интересно, очень инновационно, и это будущее, как уже сказали. И, кроме того, это спасает нас от истощения ресурсов. Переходим к следующему стенду. Это калусные культуры на основе дикорастущих растений Якутии. Представляет его научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетические и клеточные технологии Елена Валерьевна Кучарова. Здравствуйте. Мы представляем учебно-научную лабораторию молекулярно-генетические и клеточные технологии. Так, мы разрабатываем технологии оптимизации и получения калусных культур из дикорастущих растений Якутии. Например, нами получены калусные культуры из разных видов полыней, обладающих вторичными метаболитами, как флавоноиды, сисквитерпеновые лактоны и другие соединения. В данном этапе нами получены 4 патента по изобретению получения калусных культур растений. Так, преимущества данной технологии много. Так, например, мы можем получить бесперебойное сырье, независимо от времени года. Если будем получать из редких растений, мы сохраним природное сообщество, то есть нет угрозы для краснокнижных растений. Через калусные культуры мы можем получить ценный конечный продукт для разработки новых лекарственных и промышленных средств. То есть данная технология является экологически чистой? Да, экологически чистым. И в отличие от обычных технологий производства лекарства, не нужно использовать огромное количество растворителей, вредных веществ и так далее. Да. Очень интересно. И, конечно, это может быть очень полезно и очень актуально, особенно в наше непростое время. Переходим к следующему стенду. Это резинотехнические изделия повышенной морозостойкости. Представит его сотрудник лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов. Здравствуйте, уважаемые гости и зрители. От имени лица нашей лаборатории хочу поздравить вас с началом фестиваля науки. Наша лаборатория занимается разработкой морозостойких полимерных композиционных материалов герметизирующего и триботехнического назначения, используемых в условиях Крайнего Севера. Наша лаборатория была основана в 2011 году. За 9 лет работы у нас более 20 патентов, из них 2 патента США. На этом столе представлены наши экспонаты. В основном несколько экспонатов были уже внедрены. Так, если взять Silent-блок, он был внедрен в прошлом году. За год его испытания он показал высокую излучение свойств в 2 раза. Также у нас еще не внедрен пыльник Шруза, он сейчас на стадии разработки. Скажите, пожалуйста, вот ваши изделия, они насколько лучше обычных, которые сейчас продаются в магазинах? Они сейчас лучше в 2 либо в 1,5 раза, это точно. То есть сколько раз нужно поменять человеку, владельцу автомобиля, эту деталь в течение 1 сезона? Ну, я как инженер и водитель могу сказать, что лучше менять 2 раза в год, перед летом и перед зимой. А вот ваша деталь, она вот зиму перезимует? Да, срок годности у них 1 год. Ну, это гарантированно. Отлично, очень интересно. И, конечно, будет очень полезно всем нашим водителям в нашем регионе. Переходим к следующему стенду. Это IRIS, интеллектуальная радиологическая интеллектуальная система. Представит его генеральный директор компании Сайберия Игорь Степанович Савинов. Добрый день. Значит, мы в компании разрабатываем систему, которая помогает врачам
делать диагнозы. То есть мы, значит, обучили нейронную сеть, которая распознает изображения компьютерной томографии и обрабатывает их и выдает выходные данные в виде подсчета процента поражения легких. Сейчас, вот в настоящий момент, врачи делают эту процедуру на глаз. Мы даем наша нейронная сеть обученная дает более точные показатели, и врач может более точно поставить по классификации диагноз, который сейчас использует, то есть это по стадиям КТ 0,4. И, значит, вот первый модуль, который мы сделали, это модуль для выявления вирусной пневмонии COVID. И сейчас мы разрабатываем еще следующий модуль. Это модуль на выявление рака легких по классификации Ланг-Рац, тромбоэмболия легочной артерии и ишемический инсульт. Скажите, пожалуйста, вот для наших зрителей, наверное, это будет особенно интересно, какой язык программирования нужно знать, чтобы научиться разрабатывать такие системы? Ну, обычно в проектировании нейронных сетей используют язык Python и его библиотеки. Отлично. А вот ваша система, она отличает от обычную пневмонию, да, от коронавирусной? Да, у нас нейронная сеть обучена со специфичностью больше 80% и чувствительностью 97%, точность 96%. А ваша система уже используется, да, в наших больницах? Запущен у нас в регионе пилотный проект, в который включено 15 республиканских медицинских образований. Это, значит, там, где стоят компьютерные томографы, и одна частная клиника. Спасибо большое. Очень хороший проект, это и будет являться подспорьем для наших врачей в это неспокойное время, когда у нас бушует вирус. Переходим к следующему стенду. Это стенд Арктического инновационного центра. Представит его сотрудник Арктического инновационного центра Оконечников Роман Романович. Доброе утро. Арктический инновационный центр – это площадка коммерциализации научных разработок, включающая в себя 9 научно-исследовательских и научно-образовательных лабораторий. По 3 основным направлениям – это новые материалы, биотехнологии и экология. Помимо лабораторий в АИЦ ВУФУ включается бизнес-инкубатор «Орех», нацеленный на повышение бизнес-компетенций у студентов и исследователей, а также в университете имеется Центр интеллектуальной собственности, который помогает защитить разработки исследователей. Спасибо. То есть, если у человека есть идея, есть какой-то инновационный продукт, то он может обратиться в Арктический инновационный центр? Да, конечно. Мы нацелены на стартаперов, у которых есть свои разработки, у которых есть свои проекты, но которым нужна научная база, а также на исследователей, у которых есть свои готовые прототипы, которым мы помогаем дальше продвигать проекты, развивать их и добавлять бизнес-навыки. Да? Скажите, пожалуйста, вот у вас стоит какие-то баночки, вот что это такое? Здесь у меня представлены продукты, которые у нас разрабатываются в стенах АИЦ. Это направление биотехнологий. Здесь у меня кальций-сигастин. Это биологически активная добавка, которая разработана на основе рыбокостной муки и помогает укрепить кости и помогает при остеохондрозе. Также есть биологически активная добавка Ягель Детокс. Она нацелена на повышение иммунитета и имеет антибактериальными свойствами. Также в лаборатории геномная медицина разрабатывается биочип, который позволяет диагностировать наследственные заболевания и предрасположенность к ним. Спасибо большое. Было очень интересно. Надеюсь, вы узнали много нового, и это только начало. Передаю слово своим коллегам. Большое спасибо, Леонид Александрович.
Дорогие наши зрители, а вы знали, что в Новосибирском академгородке расположен памятник лабораторной мыши? Он расположен рядом с Институтом цитологии и генетики. Памятник символизирует благодарность животному за то, что человечество имеет возможность использовать мышей для изучения генов животных, молекулярных и физических механизмов заболеваний, разработки новых лекарств. Благодаря лабораторным животным спасены миллионы, если не миллиарды жизней по всему миру за всю историю человечества. Наши исследователи также используют лабораторных животных для своих исследований. Сегодня наши студенты-медики продемонстрируют хирургическую операцию на лабораторной крысе. Операция проводится в рамках исследований изменений, происходящих при циррозе печени. И в будущем результаты, возможно, помогут найти новые способы лечения этой страшной болезни. Исследования, одобренные Этическим комитетом Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, операцию проведут Максимов Арсен, Гуляева Снежанна и Буслаева Ольга, студенты Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Сейчас проводим операцию по резекции печени с лигированием портальной вены. Слышно, да? Не слышно? Ну, поменять. Здравствуйте, мы студенты научного кружка. Сейчас проводим операцию по резекции печени с лигированием портальной вены. Данная операция проводится для достижения гипертрофии, которая наблюдается при стрессе. Таким образом можно диагностировать такие заболевания, как цирроз печени, фиброз печени и другие патологические процессы, которые происходят при стрессе. Крыса, она одобрена этическим комитетом, заранее обездвижена, обезболена и обработано операционное поле. Здравствуйте. Как вы видите, у нас участвует на операции ассистент, медицинская сестра, микроскоп и также хирургические инструменты, как иглодержатель, пинцет, ножницы, расширители, скальпель и микроинструменты. Итак, если все готовы, начинаем оперировать. Я уже сделал заранее лапаротомный доступ. Сейчас будем устанавливать. Так, устанавливаем расширители. После вскрытия, вот видим, находится печень, сама долька печени. Шовник, пожалуйста. Стой. Все. Может, стать.
Достань-ка. Наверх. Да. Покажи-ка. С этой стороны. Еще. Еще. Покажи-ка. Может, со своей стороны лучше? Сейчас лигируем дольку печени. Будем завязывать узел на портальной вене. Так. Угу. Все нормально прошло? Так, я завязываю узел. Прикрываю вену. Угу. Ножницы. Угу. Так, дальнейшее наше действие резекция. Сейчас будем удалять дольку печени. Угу. Так. Нет. Подними-ка. Не вижу. Сушить. Далее мы печень удалили и отправляем на лабораторию, в лабораторию для дальнейшего изучения удаленной дольки. Так. Сейчас будем закрывать ранку. Кровотечения нет, все хорошо. Шовники, пожалуйста. Сейчас мы зашиваем брюшную полость. Пинцет. Угу. Буду делать непрерывный шов на брюшной полости. И дальнейшее мы закрываем ранку, сперва брюшную, потом кожную. Все, спасибо за внимание.
Ну что ж, мы посмотрели очень интересную операцию. Наука – одна из важнейших опор государства. Именно она двигает общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство и открывает новые пути. Но путь в науку надо начинать как можно раньше. Прививать детям тягу к нелегкому пути познания, вовлекать их в этот процесс. И тогда у нас значительно эффективнее будут развиваться инновационные технологии, различные отрасли производства и социальная сфера. Наука – это успешный бизнес, замечательная карьера. И, наконец, это чрезвычайно интересно и увлекательно. Чем больше появится молодых перспективных ученых, тем быстрее и гармоничнее будет развиваться наша страна. В рамках фестиваля у вас есть возможность поприсутствовать на более чем 300 мероприятиях. Это 94 онлайн-мероприятия и 231 увлекательнейшее видео, представленные организаторами фестиваля для самого широкого круга участников. Вы сможете поучаствовать на мастер-классах и научиться чему-то новому. Всем участникам мастер-классов, прошедших регистрацию на наших платформах, будет предоставлен электронный сертификат. Напоминаем, что в этом году все 325 мероприятий на кончиках ваших пальцев, благодаря нашим партнерам платформе Skillometer. Приложение Skillometer доступно практически на любом смартфоне. Его можно скачать и установить из магазина приложений Android, Google Play и App Store для владельцев iPhone. Фестиваль также доступен и на официальном сайте festnauki.cvfu.ru. На сайте вы сможете подробнее узнать о платформе Skillometer и программе нашего фестиваля науки. По ссылкам вы сможете посетить все мероприятия и просмотреть все доступные видео. Сегодня, сразу после церемонии открытия фестиваля, в 11 часов начнутся наши онлайн-мероприятия. Прямо на этом канале трансляции состоится лекция «Выживание человека в автономных экстремальных условиях». Лекцию читает сотрудник Горного института Северо-Восточного федерального университета Яковлев Валерий Александрович и Кириллина Александра Александровна. Параллельно на 3 других каналах пройдут лекции на тему «Компоненты информационной безопасности для малых систем хранения данных» и мастер-класс «Занимательная математика» от Арктического агротехнологического университета и лекция «Концептуальное пространство» от Северо-Восточного федерального университета. И это лишь малая часть того, что вам предстоит узнать и увидеть. Все только начинается. Желаем вам творческих успехов и возможности самореализоваться. До новых встреч!
условиях. Так, сейчас я, значит, запущу презентацию. Так, ну, всем видно, да, надеюсь? И меня слышно при этом. Так, ну, в принципе, давайте начинать, да? Сейчас, секундочку. Так, ну, для начала введения. В экстремальной ситуации сегодня может попасть любой человек в любой момент. Причинами могут быть, значит, такие, значит, моменты, как взрывы, пожары, внезапные угрозы, направленные, значит, на человека. Также, значит, это могут быть стихийные бедствия, катастрофы, ну и так далее. К сожалению, многие подобные явления незаметно стали частью нашей жизни. И все это оказывает заметное влияние на наше поведение, на нашу психику. Сегодня, значит, достоверные источники, значит, средств массовой информации переполнены сведениями о нарушениях и преступлениях. Обилие таких сведений может, ну, порождает у неподготовленных людей чувство, значит, страха и бессилия. Когда же, значит, подобной ситуации накапливается так много, что она грозит парализовать всякую деятельность, срабатывает защитный режим психики человека. Острота восприятия пугающей, значит, информации утрачивается, и на смену страху приходит безразличие, вследствие чего, значит, человек перестает бояться, но не из-за сознания собственной силы, а от того, что утратил нормальную реакцию на реально существующие угрозы. Совершенно очевидно, что ни человек, подавленный страхом, ни человек, безразличный к опасностям, не в состоянии действовать эффективно. Страх во многом обусловлен неизвестностью. Поэтому для сохранения самообладания перед лицом опасности важно понимать, что нет неодолимых сил, что столкновение с опасностью можно избежать или, по крайней мере, существенно ослабить отрицательные последствия этого столкновения. Чтобы не стать жертвой, значит, таких ситуаций, значит, необходимо иметь ясное представление о своих преимуществах перед, значит, данными ситуациями. То есть, значит, иными словами, хочу сказать, что по большому счету, значит, как бы от самого человека как бы зависит его дальнейшие действия. Для того, чтобы правильно, извиняюсь, для того, чтобы применять более или менее, значит, правильное решение возникшей, значит, экстремальной ситуации, необходимо, насколько возможно, разобраться в том, в какую именно ситуацию, значит, как бы человек попал. Нужно оценить саму ситуацию, значит, ну, успокоиться, выбрать тактику, значит, дальнейшего поведения и уже затем действовать сообразно сложившимся обстоятельствам. Главные проблемы выживания человека в природе сегодня заключаются в нем самом. Слабая физическая подготовка, чрезмерная раздражительность, страх и паника, наличие нервозов, хронические заболевания и зависимость от комфортных условий жизни делают человека незащищенным и не готовым к выживанию в автономных условиях. Большинство жителей развитых стран мира привыкло передвигаться в автомобилях, питаться, значит, общепита, покупать одежду в магазинах, строить, значит, жилье, нанимая рабочих, а с любым, значит, заболеванием обращаться в медицинское учреждение. Такие умения, как разводить огонь, готовить пищу на костре, охотиться, спать в палатке, вести активный образ жизни без средств, обеспечивающих комфорт, и всегда иметь под рукой носимый аварийный запас. Многим как бы уже в данное время кажутся ну, такими фантастическими и как бы сверхъестественными, может быть, даже. Соответственно, благоприятный исход автономного существования зависит от многих причин физического и психологического состояния запасов пищи и воды,
эффективности, снаряжения и тому подобное. На жизнедеятельность человека большое влияние оказывает его воля, решительность, собранность, изобретательность, физическая подготовка и выносливость. Но и этих важных качеств порой бывает недостаточно для спасения. Люди, значит, порой гибнут от зноя и жажды, не подозревая, что в 3 шагах находится спасительный источник воды. Замерзают в тундре, не сумев построить укрытие от снега, погибают от голода в лесу, где много дичи, потом становятся жертвами, значит, ядовитых, значит, животных, не зная, как оказать первую помощь при укусе. Своего рода, значит, выжить – это значит решить 3 важнейшие задачи. Первое – суметь укрыться от холода, жары и ветра, защитить организм от переохлаждения или перегрева в зависимости от местности и погодных условий. Второе – сразу установить дневную норму расхода воды, а неприкосновенный запас оставить лишь на крайний случай. Необходимо также принять меры для нахождения источников воды. Третье. Составить пищевой рацион и убедиться, что имеется достаточное количество воды для приготовления пищи. Продолжительность сроков автономного существования зависит от ряда причин, объективных и субъективных, которые могут способствовать либо препятствовать деятельности человека в условиях автономии. Их называют факторами выживания. Факторы выживания делятся, соответственно, на 4 группы. Это у нас антропологические, природно-средовые, материально-технические и экологические. Теперь, значит, вкратце разберем их. К антропологическим факторам относятся психологическая подготовленность, морально-волевые качества, активно преобразовательная деятельность, влияющая на преобладание положительных или отрицательных эмоций. Ну и, соответственно, умение действовать в условиях автономного существования. Для неподготовленного человека окружающая среда – источник всевозможных опасностей. Он находится в постоянном тревожном напряжении, и это состояние продолжается от нескольких минут буквально до нескольких суток. Таким образом, важная задача обучения – психологически подготовить человека к преодолению возможной чрезвычайной ситуации, повысить его эмоциональную волевую устойчивость, научить правильно воспринимать и оценивать сложившуюся ситуацию. Следующие факторы – это у нас природно-средовые факторы. Это, к ним, значит, можно включить уже как температура, влажность воздуха, солнечная радиация, осадки, уровень давления атмосферы, ветер. Также можно сюда включить и абиотические факторы, ну и так далее. Люди способны переносить даже самые суровые природные условия в течение длительного времени. Однако, попадая в них впервые, они оказываются малоспособленными к жизни в незнакомой среде. Поэтому, чем жестче условия внешней среды, тем больше напряжения сил требует борьба за выживание. Следующее. Материально-технические факторы. Они, значит, обеспечивают защитные материалы в условиях автономного существования. Это, значит, у нас может быть как соответствующая одежда, аварийное снаряжение, запас пищи и воды, подручные средства, используемые для различных целей. То есть, значит, все то, что как бы может быть у человека там на руках, в карманах, значит, что может поспособствовать его к защите. Так, ну и, значит, экологические риски используют, значит, в результате взаимодействия человека с окружающей средой. Дальше, преодоление страха. Страх – это эмоциональная реакция на опасность, которая может сопровождаться такими физическими ощущениями, как дрожь, учащенное дыхание, сильное сердцебиение. Это естественная реакция, и она свойственна каждому нормальному человеку. Именно страх за свою жизнь вызывает желание действовать во имя собственного спасения. Если человек знает, как он должен действовать, то страх обостряет реакцию.
активирует мышление. Но если он не представляет, что нужно предпринимать, испытывает боль или слабость от потери крови, тогда страх может привести к стрессу, чрезмерно сильному напряжению, торможению мыслей и действий. Эти ощущения могут быть столь интенсивными, что внезапный сильный страх может привести даже к смерти. Существуют различные способы преодоления страха. Если человек знаком с методикой аутотренинга, то он может в считанные минуты расслабиться, успокоиться, беспристрастно проанализировать данную ситуацию. Если же нет, то мысли о чем-нибудь другом помогут человеку расслабиться и отвлечься. Хороший эффект дают и дыхательные упражнения. Нужно сделать несколько глубоких вдохов. Когда человек испытывает страх или стресс, его пульс ускоряется, и он начинает очень часто дышать. Заставить себя дышать медленно значит убедить организм, что стресс проходит, и независимо от того, прошел он или нет. Кроме того, человек может действовать неуспешно, да? Если у него нет четкой цели и плана по его достижению. Иногда кажется, что профессиональные спасатели, летчики, военные в сложных ситуациях действуют не задумываясь. Но это не так. Просто у них есть готовый, зачастую уже проверенный план, а то и несколько вариантов. Поначалу человеку может показаться, что он ничего не знает и ничего не может, но стоит только разделить ситуацию на различные задачи, как окажется, что много, в принципе, может быть человеку под силу. Вернейшим способом для преодоления страха и растерянности является организация планомерных действий по обеспечению выживания. Для этого человеку необходимо задать себе четкую установку действий в возможной экстремальной ситуации. Так, оказание помощи пострадавшим. Для оказания помощи крайне желательно, конечно, иметь аптечку. Поэтому, отправляясь в какое-то путешествие, в поход и так далее, лучше всегда брать ее с собой. Набор необходимых медикаментов зависит от климатических условий. К примеру, в пустыне нужна будет сыворотка против змеиного яда, крем от солнечных ожогов и так далее. В таких более тропических условиях или в лесных, то аптечки должны быть репеллент против пиявок, от насекомых, различные присыпки от грибковых заболеваний и так далее. В условиях автономного существования, когда возможны самые разнообразные ранения, ушибы, ожоги, отравления, заболевания, может и не быть аптечки, так как человек находится в дикой природе, поэтому знание приемов самопомощи особенно необходимо, ибо приходится рассчитывать лишь только на свои силы. К примеру, белый мох используется в качестве перевязочного средства с дезинфицирующим действием. Свежий сок подорожника и полыни останавливает кровотечение и обеззараживает раны. Обладает болеутоляющим и заживляющим действием. Незаменимо это средство и при сильных ушибах, растяжении связок, а также при укусах ос и шмелей. Листья подорожника и полыни измельчают и прикладывают к ранению. Свежие толченые листья крапивы оказывают противовоспалительное действие. Они способствуют свертыванию крови и стимулируют заживление ткани. Для этих же целей рану можно присыпать зеленовато-коричневой пыльцой зрелого гриба дождевика, туго зажимая порез, вывернутый наизнанку бархатистой кожицей того же гриба. Опасность в таежных районах представляет весенне-летний клещевой энцефалит. Поскольку заболевание передается клещом, очень важно вовремя обнаружить присосавшегося паразита. С этой целью следует не реже 2 раз в день осматривать складки одежды и открытые участки тела. Нельзя открывать присосавшегося клеща.
Чтобы он отвалился, достаточно прижечь его точечным горящим угольком. Оставшийся в рамке хоботок удаляется иглой, прокаленной на огне. Случайно раздавив клеща, ни в коем случае нельзя тереть глаза, прикасаться к слизистой, носа, прежде чем руки не будут тщательно вымыты. Для защиты от комаров, мошек необходимо смазывать открытые участки тела тонким слоем глины. Для отпугивания насекомых широко применяют дымокуренные костры, чтобы выгнать перед сном насекомых из шалаша. На толстый кусок коры накладывают горящие угли, а сверху прикладывают влажным мхом. Дальше. Ориентирование на местности. Определять стороны горизонта можно по небесным светилам. По Солнцу, Солнце в 7 часов утра находится на востоке, в 12-13 часов находится на юге, в 19 часов на западе. По Солнцу и часам со стрелками для определения направления данным способом необходимо держать часы в горизонтальном положении и повернуть их так, чтобы часовая стрелка своим острым концом была направлена в сторону Солнца. Прямая линия, делящая угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1, указывает на юг. По перемещению тени от вертикально поставленной палки покажет приблизительное направление – восток-запад. Ночью со стороны горизонта можно определить по полярной звезде. Для этого необходимо найти созвездие Большой Медведицы с характерным расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через крайние две звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней будет откладываться расстояние между этими звездами. На конце примерно пятого отрезка, то есть расстояние, будет находиться яркая звезда полярная. И это будет говорить о том, что эта полярная звезда находится на севере. Стороны горизонта можно определить по некоторым признакам местных предметов. Кора большинства деревьев грубее на северной стороне. Камни, деревья, деревянные, черепичные, шиферные крыши с северной стороны раньше и обильнее покрываются мхом. Соответственно, то же самое происходит и на деревьях. На хвойных деревьях смола обильнее выступает на южной стороне. Все эти признаки бесполезно искать на деревьях среди чащи. Зато они бывают отчетливо выражены на отдельно стоящем дереве среди поляны или на опушке. Муравейники располагаются на южной стороне деревьев и камней. Снег тает быстрее на южном склоне холмов и гор. Следующее. Организация ночлега. Сначала необходимо подыскать подходящий участок. В первую очередь, самое главное, он должен быть сухим. Во-вторых, расположиться лучше всего поблизости от ручья на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Простейшее убежище от ветра и дождя изготавливают, связав отдельные элементы основы, то есть рамы, тонкими корнями, либо ветвями особо прочных деревьев. Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и вертикальной поверхностью, служащей отражателем тепла. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно, физического состояния людей. Прежде чем приступить к строительству, надо хорошо расчистить площадку, а затем, прикинув, насколько потребуется строительного материала, заготовить его заранее. Вырубить жерди, нарубить лапника, ветвей, собрать, возможно, мох, нарезать коры и так далее.
Так, по поводу разведения костра. Любой костер необходимо разводить только после тщательной подготовки площадки, сбора сухой травы и валежника, устройства углубления в земле, ограждения камнями места, где он будет разведен. Топливом для костра служит сухой травы, камыш, кустарники. Замечено, что много искр дают горячий ель, сосна, лиственница и так далее. Для быстрого разжигания костра нужна растопка, то есть это может быть береста, мелкие сухие ветки, там различные бумажные изделия, сухое топливо и так далее. Она плотно укладывается шалашом или колодцем. Чтобы растопка лучше загоралась, в нее ставят кусочек свечи или кладут сухой спирт. Вокруг растопки укладывают более толстые сухие ветки, затем толстые дрова. В сырую погоду, или во время дождя, костер необходимо прикрывать брезентом, рюкзаком или любой плотной тканью. Дальше. Добывание пищи. Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, то есть использовать все, что дает природа. Так, в условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, наиболее доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обладает большой энергетической ценностью, чем растительные плоды, и менее трудоемкой, чем охота. Рыболовную снасть можно изготовить из подручных материалов. Леску из распущенных шнурков ботинок, нити, вытащенные из одежды, расплетенные веревки и так далее. Крючки можно сделать из булавок, сережек, заколок и различных значков и так далее. Мясо рыбы допустимо есть сырым, но лучше нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так оно станет более вкусно и дольше сохранится. Нельзя есть рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожными язвами и так далее. Охота, это наиболее предпочтительный в зимнее время единственный способ обеспечить себя питанием. В отличие от рыбалки, требует от человека достаточного умения, навыков, больших затрат. Мелких животных, и птицу добывать сравнительно нетрудно. Так. Все водоемы обеспечивают людей необходимым количеством жидкости для питья, приготовления пищи. Воду из ключей и родников, горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить жажду водой из стоячих и слабопроточных водоемов, следует ее очистить от примесей и обеззаразить. Самый надежный способ, конечно же, обеззараживания – это кипячение. Так, подача сигналов. Костер остается одним из самых эффективных средств аварийной сигнализации. Чтобы своевременно подать сигнал поисковому вертолету, костер заготавливают заранее. Сухие ветви, стволы, мох и прочее. Закладывают на открытых местах, поляне, вершине холма, просеки, иначе деревья будут задерживать дым, и сигнал останется незамеченным. Так. Ну и в заключение, хотелось бы сказать, что благоприятный исход автономного существования зависит от многих факторов, но основные из них – прочные знания из различных областей. Желательно не просто знать, как вести себя в той или иной ситуации, но и уметь это делать, ибо когда положение становится угрожающим, поздно начинать учиться. Поэтому
крайне, конечно, рекомендуется изучить, значит, матчасть, чтобы, значит, быть подготовленным в той или иной ситуации. Так, ну и спасибо вам большое за внимание, уважаемые слушатели. Александра Александровна, хочу передать слово тебе. Александра Александровна, вас не слышно. Так, слышно меня, да? Слышно стало вроде, да? Так, ну и получается в продолжение выступления моего уважаемого коллеги Валерия Александровича я хотела бы дополнить, что, конечно, вот главной задачей человека, попавшего в условиях экстремальных ситуаций, это выжить, да? Ну и, соответственно, дождаться помощи. Как раз-таки в нашем учебном подразделении готовят специалистов, инженеров по защите в чрезвычайных ситуациях, инженеров по пожарной безопасности и инженеров по охране труда. То есть мы с моим коллегой договорились, что он вот как бы рассказывает вам основные методы выживания, а я как раз-таки немножко вот хочу, воспользуясь площадкой, которая у нас сегодня с вами имеется, рассказать немножко про прием в наш университет и в наш институт горный. Меня зовут Александра Александровна, я старший преподаватель кафедры техносферная безопасность, специализация у меня охрана труда. Помимо этого, в этом году, летом, я сама буду ответственным секретарем приемной кампании нашего института, поэтому хотелось бы всем представителям учебных подразделений, школ, да, и организаций дать такую информацию, да, и свои контактные данные, чтобы в случае чего вы могли выйти на меня, и мы можем организовать у вас на стене, в стенах вашего учебного заведения именно профориентационную работу, ну и вести ваших школьников, да, допустим, где-то подсказывать, каким образом можно поступить, в какие учебные заведения, по каким направлениям, да, то есть это все, в принципе, я бы могла вам дать такую информацию. Помимо этого, я бы хотела вам организовать показ, демонстрацию своего экрана, и я хочу вам показать, допустим, каким образом я просто в поисковике ищу вот сайт Центральной приемной комиссии, вам виден, вы видите же, да, мой экран? Ну, так, ага, хорошо, вроде как видно, да? Вот, заходите на сайт Центральной приемной комиссии и смотрим, сразу у нас вот здесь утверждены правила приема на обучение по программам бакалавриата специалитета на следующее лето, 2021. То есть сюда вот мы нажимаем, и сразу у нас выходит вся информация по приему в наше учебное заведение, то есть в СВФУ, да. Здесь у нас имеются все направления, вне зависимости, не обязательно у нас это, допустим, мы должны здесь с вами, здесь указаны сроки приема документов у абитуриентов, здесь у нас указаны минимальные пороги, вот мы видим, да, по каким предметам минимальные пороги. Далее мы здесь с вами найдем таблицу. Таблица это как раз-таки указывает на места, то есть по каким направлениям, сколько бюджетных, сколько платных мест. И здесь мы можем увидеть, допустим, какие надо будет сдать ЕГЭ для школьников, да, и какие надо будет пройти собеседования для СПОшников для того, чтобы поступить к нам в университет. Допустим, да, вот именно к нам в этом году как раз-таки идет, именно к нам есть какие-то вот новшества. Если раньше мы принимали всех, кто сдал математика, физика, русский язык, то в этом году на технические специальности могут поступить те, кто сдал математика, физика или
обществознания. То есть, имея результаты ЕГЭ математики, русского языка и обществознания, человек может подать документы на технические направленности. Также и на инженера по защите в чрезвычайных ситуациях. То у нас идет бакалавриат, 60 бюджетных мест. В этом году есть такое нововведение, что абитуриент может подать только по 5 направлениям, то есть 5 направлений только выбирает. Да? Единственное, что 5 направлений он может выбрать именно в главном учебном заведении, да, вот ЦВФУ, и могут быть такое, что в этих филиалах. Ага, Александра Александровна, спасибо большое за информацию. Я думаю, кто заинтересуется, обязательно потом на вас выйдут. И, ну, ребята, если кому-то интересно, пишите, пожалуйста, в чат свои вопросы, а мы уже будем передавать, например, нашим лекторам Александре Александровне или Валерию Александровичу, чтобы они уже предметно разговаривали с заинтересованными лицами. А сейчас, ребята, мы хотели бы, наши уважаемые гости, мы хотели бы перейти уже к нашему другому мероприятию, которое тоже является очень интересным. Это мастер-класс по программированию в Майнкрафт. Ребята как раз вот ранее в чате интересовались, когда начинается. И я хотела бы узнать, вот, Михаил Владимирович, вы же здесь? Мы сейчас вам включим звук, и нам мастер-класс покажет Немохов Михаил Владимирович, педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум». Он поделится с нами опытом. Майнкрафт в нашем представлении – это просто игра, но на самом деле, оказывается, это очень интересная, нужная вещь для образования. Все внимательно слушаем Михаила Владимировича. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые гости и ребята. Меня зовут Михаил Владимирович. Сегодня я вам проведу мастер-класс по программированию в Майнкрафт. Ну, сложившейся ситуациями, да, у нас все перешло на дистанционное обучение. И вот мы, наставники, педагоги, да, искали все способы, чтобы выйти из этой ситуации и чтобы наши ребята были заинтересованы в образовательном процессе, искали все возможные варианты. И одним из вариантов является вот, игра Майнкрафт, наверное, все дети знают, да, и помимо этого, оказывается, в этой игре еще можно и учиться программировать, писать программу. И как раз сейчас вот именно программирование вот как раз очень актуально. И вот как раз мы сейчас попробуем посмотреть, да, поработать. Сейчас желательно я попрошу тех, кто сидят с ноутбука и с компьютера, подготовиться, потому что необходимо будет вам установить приложение. Я вам отправлю ссылку в чат Zoom. И те, кто сидят с телефона, по сути, вам, скорее всего, там не получится, да, работать, но вы можете хотя бы посмотреть, потому что вы в следующий раз можете сесть за компьютер, да, или ноутбук, и можете его установить. Хорошо? Вот, просто сегодня, в данное время, вот это приложение работает только на компьютер и ноутбук. Хорошо? Так, давайте начнем. Для начала я вам сейчас демонстрацию экрана включу. Так, вот, запускаю трансляцию экрана. То есть это официальный сайт Minecraft Education Edition называется. Это образовательное издание Minecraft, и в котором необходимо его скачать. Сейчас я отправлю ссылку, прямую ссылку на скачивание.
и вы можете его скачать прямо сейчас. Те, кто сидят с компьютера или с ноутбука. Отправляю в чат отправил. Можете, те, кто сидят, вот, можете скачать и вместе со мной делать. Так, ну после того, как вы перейдете по ссылке, да, которую я отправил в чат, нажимайте «Скачать сейчас», вот приложение, да, и там некоторое время начнется загрузка приложения, и потом его необходимо будет установить на компьютер или ноутбук. Хорошо? Так, это что касается самого приложения. Так, скачивайте. Потом я уже заранее себе установил, да, чтобы вам показать ребятам, да, что да как все работает. Если будут вопросы, пишите в чат. Поэтому будем постепенно с вами делиться. Ну, у нас времени мало, да, полчаса, поэтому постараюсь за полчаса подробно показать. И вы можете потом сами посмотреть и сами попробовать. Так, я сейчас запущу само приложение. Само приложение у нас получается то, что у нас есть, пока у меня демонстрационный, но это так, сейчас еще раз запущу. Полную версию пока не получилось сделать, потому что там надо какие-то моменты обходить. Так, сейчас я запущу. Так, должно быть видно. Так, ну получается появляется вот такое вот окно. И тут пробуем демонстрационный урок. Демонстрационный урок состоит из нескольких заданий, около 10 заданий, да. И нажимаем тут галочку «Примите условия». Галочку поставили и нажимаем «Играть». Ну, тут, по сути, интерфейс интуитивно понятен, поэтому те ребята, которые знают, они разберутся. Вижу своих земляков, Виктора Михайловича. Привет, Виктор Михайлович. Ага, хорошо. Так, давайте продолжим. Ну, вот, можем поменять своего персонажа. Персонаж у нас, можем выбрать вот этого, допустим, человечка, да? Там есть другие персонажи, вы можете их выбирать. Так, нашего персонажа зовут программист. И можем уже, по сути, начать урок. Нажимаем «Начать урок». И сейчас появляются вот такие вот уровни. Так как у нас получается демонстрационный, да, поэтому некоторые задания закрыты. Но пока мы будем работать на задании «Час кода» называется. Вот «Час кода 2019». И попробуем на этом провести как раз наше занятие. Ага. Мария Викторовна, здравствуйте, я вас вижу. Ага. Так, давайте начнем. Нажимаем «Создать мир». Создать мир. И через некоторое время у нас начинается загрузка. Так, хорошо. Ну тут да. Ждем, пока загружается. Так. Если есть те, кто уже начал загрузку, да, на компьютер или ноутбук, можете написать в чат. И можем вместе с вами делать. Хорошо? Так. Давайте, смотрите. Получается, появляется та самая игра, в которую вы все, ребята, играете, да? Тут получается управление то же самое. Мышкой управляйте, клавиатурой и так далее. Так, получается, если нажать кнопку в клавиатуре H, да, тут появляется вот такой вот подсказки. Подсказки управления. Тут получается все понятно. Нажимаем E. Тут можем посмотреть инвентарь. У нас тут в инвентаре все пусто, так как у нас это образовательное, да?
по сути, тут чуть-чуть отличается от того, что вы играете на телефоне или на компьютере. Потому что это все-таки образовательное, да, мы будем тут учиться, поэтому некоторые моменты тут ограничены. Допустим, тут нельзя вот так все это ломать. Вот, имейте в виду, хорошо? Так, ну, смотрите, вот стоит робот-помощник, он нам будет помогать, он будет подсказывать непонятные моменты и будет сопровождать нас по каждому уровню, хорошо? Давайте мы поговорим, вот, получается, с исследователем. Тут у нас текущее задание стоит «Поговорите с исследователем». Подходим к нему и нажимаем правую кнопку мыши. И читаем задание, которое он нам дает. Ну, тут говорится «Добро пожаловать в Центр исследований», да? Мы тут узнаем программирование и будем предотвращать пожары. То есть, оказывается, идет исследование пожаров, да, в этом исследовательском центре. И мы посмотрим, как же помочь им. И в качестве первого задания нам необходимо написать первую программу, чтобы открыть ворота. Так, давайте мы это сделаем. Мы задание, по сути, можем закрыть. Закрываем. И необходимо вот это ворота открыть, чтобы пройти следующий уровень. Для этого подходим к двери, вот воротам, да, и на клавиатуре нажимаем кнопку S, русская S. Русскую S нажимаем. И у нас должно появиться вот такое вот маленькое окно. Вот маленькое окно с написанием кодов. Вот тут есть подсказка, да? Видите, вот перетаскивается оранжевый скрипт. Это вот называется скриптом. И перемещается внутрь зеленого скрипта. Давайте мы это сделаем. Нажимаем старт. И тут у нас заранее уже скрипт под названием «При начале» стоит. Это она должна быть всегда стоять. Берем оранжевый скрипт, открыть ворота, да? Вот он. И перемещаем его внутрь. Вот. Должен быть щелчок. Вот такой вот. Все. Вот первую программу мы поставили. И нужно его проверить. А чтобы проверить, нам необходимо запустить. Тут в правом нижнем углу находится зеленая кнопка «Старт». Нажимаем. И первое задание у нас выполнено. То есть мы ворота открыли и идем дальше. Теперь следующее задание. Тут, получается, нужно общаться с инженером. Инженер подходим и тоже нажимаем правой кнопкой мыши. Тут то же самое, да? Тут читаем задание. Тут его нужно программировать нашего агента, да? Агент это у нас, вот он, видите, маленький робот, который сидит внутри коробки. Вот это будет нашим агентом. Так, сейчас у нас в чат пишут. Так, что-то не понимаю. Хорошо. Тимур, ты сидишь с компьютера или с ноутбука? Напиши, пожалуйста, в чат, если что непонятно. Просто если ты сидишь с телефона, то с телефона пока не получится. Но ты можешь в следующий раз пересесть на компьютер. Так, ссылка. Ага, хорошо, сейчас отправлю ссылку. Отправляю ссылку. Так, где программирование? Это же обычная игра. Ага. Ну а сейчас только что я показал первую программу, да, которую я написал. И сейчас покажу вторую. Тут получается, пишем программу и переходим к следующим уровням. И так далее. Тут необходимо сейчас вот этого маленького агента делать так, чтобы написать программу, чтобы он вышел из этой коробки. Давайте мы это сделаем. Нажимаем букву S, русское S, и появляется вот такое вот демонстрационное окно. Необходимо встретить агента. И пишем программу. Тут смотрите, вот тут есть скрипты. Вот видите, вот это называется скриптами. И нам необходимо написать код. Тут есть подсказка. Переместите вашего агента и запрограммируйте своего агента, чтобы переместиться на 3 шага вперед. Берем и ставим
скрипт оранжевый внутри зеленого. Так. Да, мы пока пентагон не будем взламывать, но будем. Ага, так, хорошо. Буду ждать. Так, Владислав говорит помедленнее. Хорошо. Давайте догоняйте меня. Тут получается, по сути, нужно поставить внутри зеленого скрипта оранжевый скрипт. Вот так. И посмотреть наше задание. Наше задание говорится, надо сделать 3 шага вперед. А у нас тут стоит только одна, то есть цифра 1, да? Тогда нам необходимо его переписать на цифру 3. Нажимаем на цифру 1, стираем и вставляем цифру 3. Вводим с клавиатуры. Вводим с клавиатуры. И, по сути, ничего не трогаем. Потому что тут написано переместиться вперед. Мы можем направление любое выбрать, да, ну, в зависимости от задания. Тут есть переместиться назад, переместиться влево, переместиться вправо, ну и так далее. Ну, пока сейчас в данное время нам нужно переместиться вперед. Поэтому выбираем переместиться вперед. Вот. И, по сути, мы можем уже запустить нашу программу, чтобы наш агент вышел из коробки. Запускаем. Вот. Видели, да? То есть наш агент вышел из коробки, и задание наше выполнено. Вот. Открывается следующий уровень. Ворота открывается. И мы переходим к следующему заданию. Таким вот образом мы продолжаем. И в каждом уровне будут разные задания. И, соответственно, будут написание кодов разные. То есть увеличиваться будет. Давайте задание наше говорится о том, что нужно поговорить с исследователем. Давайте вот с ним поговорим. Тут агенту, то есть маленькому нашему роботу, да, необходимо собрать данные об огнеопасных материалах, которые могут способствовать возникновению и распространению пожаров. Чтобы собрать данные, да, надо запрограммировать нашего агента на 4 шага вперед и анализировать сухой куст. Сухой куст, то есть, смотрите, вот маленький агент наш стоит, вот его тропа, да, по которой он должен идти, и в конце стоит вот желтый кустик, видите, да? Вот это сухой куст, он нам говорится о том, что оно пожароопасно, да, и нашему агенту его надо исследовать, чтобы предотвратить пожары, например, да. Обычно как бывает, вот, если летом очень жарко, да, сухая трава быстро горит, и вот чтобы такого не было, нашему агенту сейчас нужно его исследовать. Давайте мы это сделаем. Нам вспомним шаги, да, сколько нужно шагов должен делать. Должен 4 шага сделать. То есть вот 1, 2, 3, 4. 4 должен быть на этой точке. Вот тут. Давайте мы напишем. Тоже нажимаем русскую S, кнопку программирования. И у нас появляется вот такое вот тоже наше окно. Тут появляется маленький демонстрационный экранчик, да, чтобы вам было понятно, что нужно выполнить. То есть, смотрите, наш робот-агент тут стоит, и он должен пройти 4 шага вперед и в конце проанализировать кустик. Хорошо? Давайте мы, по сути, нажимаем кнопку «Старт». И давайте, смотрите. Вот тут появляется наша подсказка. Можете посмотреть. Так, давайте. Нам надо сначала идти 4 шага вперед. Берем вот этот красный скрипт, да, вот, и перемещаем его внутрь зеленого скрипта. И, надеюсь, помните, у нас шаги должны быть 4, а у нас тут стоит цифра 1, вот тут. Нужно его заменить на цифры 4. Так, давайте поменяем на цифры 4. Вот, все, 4 поменялось.
наш агент будет идти 4 шага вперед, и в конце должен он проанализировать наш желтый сухой кустик. Для этого берем вот этот оранжевый скрипт под названием «Агент анализирует вперед» и перемещаем его под красным скриптом, и у вас должно получиться вот такой вот маленькая программка. То есть сначала идем 4 шага вперед, потом анализируем данный кустик, который должен наш агент его исследовать. Ну, тут то же самое, да, где анализирует, есть кнопка вперед, то есть он должен анализировать то, что стоит перед ним. А если стоит, допустим, справа, да, ну, соответственно, можем выбрать справа, либо слева. Это зависит от того, где находится тот предмет, который необходимо исследовать. Но в данном случае у нас предмет будет находиться впереди нашего агента. Поэтому у нас стоит кнопка вперед. И все. Вот программка написана, состоит из, получается, из 2 скриптов. И запускаем. Зеленую кнопочку нажимаем. И вот. Видели, да? То есть наш агент быстренько прошелся по тропе, да, и в конце проанализировал кустик. И тем самым у нас открывается следующий уровень. И нам необходимо подняться на ту башню. Давайте мы поднимемся. Поднимаемся. Вот, все. Поднялись. Обратно идти не получится. Уже мы прошли следующий уровень. Так, ну давайте смотрите. Мы находимся наверху, получается, башни. Ну тут отсюда невозможно упасть, поэтому не бойтесь. Можно вот тут по краю ходить. Давайте поговорим с техником. Что нам он говорит, какое задание он дает. Так, ну посмотрите на край здания, да, и там вы увидите тренировочный лабиринт для агента. Так, выберите путь. Нам дается 2 пути. Есть короткий путь, есть длинный путь. То есть какой путь вы выбираете, вы сами знаете. Ну давайте для простого, да, давайте попробуем пройти короткий путь. Нажимаем короткий и смотрим на край здания. С края здания и видите, вот слева находится короткий путь, прямо направо прямо, а справа находится длинный путь. То есть вот видите, чуть змейкой пошла. Вот змейка идет, она чуть сложнее. И так как мы выбрали короткий путь, видите, вот в начале стоит наш агент. Он уже подготовился, да? Сейчас необходимо его запустить. Вот видите, вот желтый, черный, да? Это его траектория. По этой траектории он должен сейчас пройти. А для того, чтобы он прошел, нам необходимо его написать как раз наш код. Давайте напишем. Нажимаем тоже кнопку S, русскую S. Нажимаем. И у нас тоже появляется, вот видите, да, есть, нам необходимо пройти, вот как показано на демонстрационной экране, да. И давайте нажимаем старт. Так, смотрите, получается, нам сейчас необходимо пройти сколько шагов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 шагов вперед. То есть каждая клетка это 1 шаг. Вот. Нам клетку выделили специально вот таким вот цветом, да, желтый, черный, чтобы нам было понятно. Так, да, прыгать не буду. Так, хорошо, давайте напишем. Агент переместится на 6 шагов вперед, да, и можем, допустим, проверить, запустить, да, вот, видите, вот, он дошел до конца, и тут написано попробуйте еще раз, так как мы до конца программы не дописали. Давайте еще раз напишем. 6 шагов вперед пошел, теперь необходимо его повернуть направо. Повернуть направо,
да, то есть берем вот повернуться влево, и нам необходимо выбрать вправо. Вот, повернуться направо. Поворачиваем и, соответственно, тоже идем идти вперед. Тут он должен пройти 2 шага. Раз, два. Вот, желтый, черный. Тоже берем тот же скрипт, который переместится вперед. И вместо циферки 1 берем и устанавливаем цифру 2. Вот. Потом, ну, по сути, мы можем каждый раз вот, проверять, да, работоспособность нашей программы, чтобы убедиться, правильно ли мы написали или нет. Тоже запускаем и смотрим. Вот видите, вот наш агент повернулся, но не может дальше идти, так как мы до конца программы еще не дописали. И давайте продолжим написать нашу программу. Теперь, помните, он повернул направо и пошел вперед 2 шага. Теперь ему надо повернуться теперь налево, вот налево, да. Тоже берем скрипт повернуться влево. Потом ему надо то же самое пройти 4 шага. То есть, смотрите, 1, 2, 3, 4. Четвертым будет вот последний коричневый шаг. Давайте тоже берем скрипт переместиться вперед на, получается, 4 шага. Устанавливаем 4 шага. И помните, в задании нам было сказано, агент должен проанализировать сухой куст. И в конце мы устанавливаем оранжевый скрипт, да, вот он, чтобы он в конце проанализировал. Давайте мы это запускаем. То есть наша программа состоит, получается, из 6 скриптов, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот. 5 красных и 6 у нас оранжевый. И все, запускаем. И вот, видите, да, вот, быстренько все прошел, в конце проанализировал. Все, задание выполнено. Идем дальше. Спускаемся по лестнице. Да, ну тут надо как-то аккуратненько пойти, чтобы... Ага, все. Мы спустились. Текущее задание нам говорится: спуститесь по лестнице и найдите главу исследовательского отдела. Мы идем. Наш агент тут стоит, ждет нас, да. Тут есть написаны таблички, да, подсказки, где находятся нужные нам отделы. Идем по табличкам, и тут нас ждет глава исследовательского отдела. Ну, нам необходимо с ним поговорить. Так, обучив агента, да, опознавать огнеопасные предметы, мы сможем предотвращать пожары, говорит наш вот глава, да. Пройдите внутрь к специалистам по информационным технологиям, да, и там нужно еще продолжить наше обучение агента. Задание выполнено, и нам вот открывается доступ к главному отделу. То есть, помните, да, мы сначала были на улице, прошли башню, да, и вот нам дают доступ к исследовательскому отделу. Тут находится, вот, видите, вот ученые находятся, которые исследуют вот как раз возникновение пожаров и их предотвращение. Давайте поговорим со специалистом, который находится внутри. Нажимаем правой кнопкой мыши. И получается, тут необходимо, стоит компьютер, да, и необходимо вот агенту определить, если растение желтое или сухое, надо нажать кнопку «Да». А если, поскольку оно создает угрозу. Если же оно зеленое или здоровое, да, ну, соответственно, кнопку «Нет». Потому что зеленое, свежее, получается, растение, оно не представляет собой угрозу. Ну и подходим к экрану, да, и получается, тут смотрим на экран. Тут, видите, вот зеленый растение стоит, и нажимаем вот кнопку «Да». То есть нам необходимо вот попасть, получается, по кнопочке. Так, давайте мы это закроем. Так.
не представляет. Вот зеленые растения не представляют собой угрозы, да? Ну и, соответственно, нам необходимо его выбрать. Надо вот так как-то нажать на кнопочку, чтобы выполнить вот это задание. Как-то надо аккуратненько все это делать, чтобы это все попалось. Нажимаем кнопку «Нет». Так. Не хочет попасться. Давайте мы его постараемся попасть, чтобы... Так. Вот. Так, у нас получается... Ага. Да, вот подсказку дают, Артем, да, как раз, чтобы удобно было выбрать вид от первого лица, чтобы вам... Ага. Извините, что вмешиваемся. Хорошо. К сожалению, время вышло. Хорошо. Спасибо. Заключительно. Спасибо большое за ваше выступление, было очень интересно. Ну, говорят, ничего, нет минусов без плюсов, да? Вот пандемия открыла новые возможности для игровой платформы, и ее теперь можно использовать в образовании. Это очень большой плюс. Нам было очень интересно с вами сегодня пообщаться. И Спасибо. мы приглашаем наших слушателей посетить лекцию. Лекция посвящена Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Сейчас наш лектор настроит свою технику. Мы с вами начнем. Уважаемые наши гости, мы очень рады сегодня, что вы посетили наше мероприятие. Еще раз напоминаю о том, что чтобы каждый оставил свои данные в нашем чате. И, возможно, если у вас возникнут какие-то вопросы, то на эти вопросы мы потом, возможно, будем отвечать по почте, потому что у нас очень интересные выступления, и, к сожалению, мы немножко не укладываемся во времени. Изабелла Захаровна, вы готовы? Борисова Изабелла Захаровна. Изабелла Захаровна включила экран, мы видим. Сейчас разберемся со звуком. Я сама ничего не вижу почему-то. Где это демонстрация? Зато мы вас прекрасно видим и слышим. Вот я пытаюсь зайти в свою демонстрацию, не могу видеть. Как оно делается? Мы видим ваш экран. Включите презентацию и начинайте рассказывать. Мы все видим, ваш экран уже в работе. Ну, я понимаю, что в работе. Я это должна видеть и читать ведь правильно. Я не могу как-то это делать. Как это делается? Не могу. Не вижу ничего. Вы нашли свою презентацию? Я нашла вроде как будто бы. Да, просто кликните по ней мышкой. Просто откройте ее. Ну, я и открываю ее. И не открывается, да? Не могу понять, почему. Не открывается. Сейчас я, может, с интернетом. Есть? Вот как раз грузится. Ага, хорошо. Давайте. Ну, ладно, я, наверное, сразу как бы сходу начну. Есть, видно, да?
Пока еще не открылась, но экран ваш видим, пока загружается. Можете... Хорошо. Ну, я вот хочу начать, да, я не знаю, какая у нас... Я была на уроке, поэтому я только-только подключилась, вот конец Немохова видела, да. Я думаю, что аудитория разная, школьники и учителя, да, я так поняла, да. И я хотела бы сегодня рассказать на примере франко-российского междисциплинарного научно-образовательного проекта, как можно организовать междисциплинарные социолингвистические и социокультурные исследования. Да? Вот, экран виден, да? Да, экран мы видим. Презентация пошла? Нет, еще грузится, крутится вот значок. Хорошо, так, ну ладно. Так, ну вот у нас в нашем институте проводятся различные проекты. И для того, чтобы в школе или где заинтересованные люди могли какие-то проекты организовать у себя, то, может быть, что-то будет полезно, если я расскажу об этом проекте, как от чего зависит вообще успешность какого-то проекта, да? Ну, не знаю, насколько это может быть интересно школьникам, но просто послушать и потом посмотреть, какие могут быть темы, тематики для того, чтобы вести именно по культуре питания, скажем, да? Ведь всегда мы говорим, что чем мы питаемся, тем мы и являемся, да? Вот питание вообще на самом-то деле это самое-самое как бы главное в жизни человека. И наш проект, он называется, значит, «Этничность и культура питания народов Якутии». Это, в общем, тема так называется, но я буду рассказывать об одной вехе этого вот исследовательского проекта, которая прошла именно с французами. Да? Ну вот этот проект, он является вообще франко-российским. Да? Почему? Потому что наш университет работает с очень большим количеством университетов, и с одним университетом, ну, с несколькими университетами у нас завязалось сотрудничество научное именно по культуре питания. Прежде всего, ну, вот, я надеюсь, что презентация пошла, да? Грузилась? Презентация загрузилась? Так. Начало нашего проекта, это был 2014 год, и для того, чтобы начать какой-то научный проект, нужно обязательно найти интересное и полезное направление, тему, да, вот, и такой темой у нас вот явилась именно культура питания, да. Второе, что нужно для того, чтобы был, начался проект научный, это наличие заинтересованных и компетентных исследователей. И третье условие – это поиск международных контактов, если речь идет о международном проекте. Так. Идет презентация, да, я не вижу просто. Нет, к сожалению, Изабелла Захаровна, презентация не идет. Может быть, я скину вам, вы будете показывать, что-то у меня, куда скидывать, какую, я не скидывала до этого. Просто без презентации не очень интересно будет рассказывать, я просто так как бы... Ну, попробуем, отправьте сейчас по почте, правда, вот времени у нас остается не очень много. Хорошо, давайте тогда, если не получается... Отправляйте, мы попробуем включить от нас. Сейчас в чат Фрументий Фрументьевич напишет электронную почту, на которую вы сможете отправить свою презентацию. Потом еще что-то почему-то все замарано, не могу понять. Так. Вот в чате посмотрите, отправлена почта. Ждем вашу презентацию и попробуем включить, пока вы рассказываете. Чат. Не вижу чат. Почему оно морает? Я вообще не могу понять. Что-то у меня с экраном.
Почту видите, да, Изабелла Михайловна Захаровна? Видеть вижу сообщение. Надо было заранее отправить, конечно. Не вижу вообще. Лучше ничего не получается. Почему так? Я вообще не могу понять. Ничего страшного, мы потом презентацию, если что, можем слушателям отправлять по почте. У нас будут их данные. Ну ладно, хорошо, не получается. Ну ладно, просто рассказываю. Так, ну, вот, значит... Да, как раз открылась. Ага, Изабелла хорошо. Захаровна, открылась презентация. Давайте. Да, давайте. Ну вот я уже сказала, да, что вот начало проекта, вот такой проект, и вот начало проекта 2014 год, условия для начала междисциплинарного проекта я рассказала. Теперь вот я хочу рассказать о наших вот, формировании, о наших партнерах. Да, это прежде всего я сказала, что условием является для результативности проекта формирование компетентного исследовательского коллектива. Наши партнеры, значит, это соавторы досье внесения французской кухни в список материального наследия ЮНЕСКО. И вот все, скорее всего, кто интересуется, знают, что в Найроби 17 ноября 2010 года французская кухня внесена в список всемирного нематериального культурного наследия человечества. Да? И вот эти наши коллеги, с которыми мы начали наш проект, да, они как раз вот являются теми соавторами, которые работали над досье. Да? Это Изабель Бьянки, профессор университета Франсуа Рабле города Тур, да? Доктор антропологии, Марк де Ферье-Левайе, профессор того же университета, тоже заведующий кафедрой ЮНЕСКО по валоризации культуры питания, Филипп Пестей, профессор университета Западной Британии города Бреста, доктор антропологии, и как раз он координатор теперь другого досье, да, внесение в среднеземноморской кухни Корсики, да, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот такие у нас очень компетентные партнеры со стороны Франции. И со стороны нашего университета это Центр сотрудничества с русскоязычными странами, лаборатория социологических исследований, межкафедральная социологическая лаборатория, да, Центр питания НИИ здоровья СВФУ, Институт зарубежной филологии, Медицинский институт, Институт языков и культур Северо-Востока, Финансово-экономический институт СВФУ. Ну, вот такая вот у нас междисциплинарная команда сложилась. И ну, вторым, значит, условием является надежность и профессиональная репутация партнеров. Ну, вот вы видели, что очень надежные партнеры и с хорошей репутацией работают в больших проектах. И вот как раз вот сотрудничество нашего университета с кафедрой ЮНЕСКО, да, которая называется «Сохранение и оценка питания как культурного наследия», лаборатории социологических исследований, стало очень вот хорошим подспорьем для того, чтобы мы смогли успешно провести вот этот вот проект. И вот это сотрудничество позволило нам рассмотреть изучение питания как наследие, да, и ставя вот данный культурный пласт многонациональный концепт к этому совместного проживания различных этнических. Сотрудничество с Европейским институтом истории и культуры питания, с университетом города Тура. В этом институте проходили стажировку наши преподаватели, да, и вот те наши коллеги, которые работают с нами в нашем проекте, как раз работают также в этом Европейском институте истории и культуры питания, и который проводит каждый день очень интересные конференции, объединяя всех, кто интересуется культурой питания как наследием, да, и в историческом плане также. Здесь увидите руководителя нашего проекта со стороны Франции Изабель Бьянки, и Айталина Борисова, заведующая кафедрой гостеприимства и туризма ИЯК.
Так вот, ну и вот именно в этом институте питания, истории питания, да, мы выступали каждый раз, очень много раз, да, выступали онлайн, и в некоторых случаях мы выступали также и живьем, да, вот здесь вы видите тот случай, когда мы были на конференции «Питание как культурное наследие. Проблема, процесс, перспективы», да, именно в этом Европейском институте. Также вот, ну, это тоже те же моменты выступления и работы в секциях. И здесь вы видите на фотографии наших студентов, да, которые работали с нами в нашем проекте. Да, это студенты из ФИР, которые учились в этом университете в Туре, да, как раз по культуре питания. И защитили тоже диссертации свои, бакалаврские, ну, работы выпускные именно по этой тематике. Да, то есть вот такая связь идет еще, да. Также вот во время вот этого вот одного из поездок мы проводили дегустацию якутских блюд, тоже это все в рамках проекта, и встречались с постоянным представителем, послом Франции в ЮНЕСКО Лораном Стефани. И как раз-таки вот о проблемах, которые рассматриваются в рамках ЮНЕСКО, мы обговаривали вот во время вот этого визита. Также актуальность и новизна, значит, ну, то есть успех проекта зависит также от актуальности, новизны, оригинальности постановки проблемы и методологии его решения. Да? Вот, культурой питания занимаются очень много исследователей, да? Ну, разрозненно иногда, да, иногда объединяются какие-то тематики, но с другой стороны, вот наша тематика, она, ну, наш подход, он и наша методология именно актуальна была тем, что мы рассматривали культуру питания в междисциплинарном проекте, да, и вот комплекс, именно на основе комплексного междисциплинарного исследования и изучения опыта передовых стран. Вот такого никто еще до нас не занимался, да, вот таким вот подходом. Поэтому вот это было очень интересно, да, и это было, в этом и заключалась актуальность и новизна вот постановки проекта в нашем исполнении. Ну, методика, да, значит, какая методика может быть? Она может быть использована, вот эта методика, она может быть использована, когда школьники, учителя тоже работают над какими-то научными проектами. И вот как раз вот здесь я пишу, значит, какие методики, какие методы были использованы. Анкетирование, опрос, значит, да, анализ по различным, значит, анкет по различным тематикам. Да. Здесь вы видите, какие тематики были рассмотрены нами, да, в данном проекте. Метисация культуры питания, феномен азиатской кухни, ее трансформация на севере, опрос посетителей азиатских ресторанов, кафе, шеф-поваров и так далее. Трансформация культуры питания в условиях города, да, то есть известно, что в городе меняется питание. Да, кухня выживания в годы Второй мировой войны в Якутии. Это очень эмоционально, очень интересный был аспект нашего проекта, да, и мы опросили детей войны, которым уже сегодня по 88, по 90 лет, да, и работали с таким контингентом, и получили очень интересный и очень уникальный материал. Да. Холодные продукты, синхронический и диахронический аспект, да, но здесь вот мы тоже проводили анкетирование. И понятно, что холод – это тоже термическая обработка, да, здесь вот даже можно сказать, это не просто вот как холодный продукт, как состояние продукта, а именно термическая обработка, да, и как меняется именно вот структура продукта, почему оно считается вот как бы приготовленным, так же, как и мы, когда мы варим что-то, да, это приготовление своего рода, да, на северных условиях. Это тоже мы рассматривали. Комплексная междисциплинарная анкета номер 1, которая была проведена в различных, значит, районах. Вторая комплексная лингвокультурная анкета, когда мы изучали языковую часть связи питания и именно вот лингвистического содержания, да, то есть
как представлено питание. Да? Также номадизм и питание. Что такое номадизм? Номадизм – это кочевой образ жизни. Да? И вот как и здесь вот более философски мы рассматривали нашу тематику. Почему? Потому что есть в философии есть такое направление, как номадизм, да? Который был рассмотрен очень подробно, был рассмотрен у французских философов как раз-таки, да? У Делеза это есть. Да? И вот именно почему сейчас люди увлекаются различными культурами питания, да, почему это как раз кочевье, да, и кочевой вот образ мышления, который присущ как раз-таки глобализму, да, глобальной культуре. Вот это вот тоже мы подробно рассматривали. Ну и так далее, да. Что сделано, значит, в течение вот нашего проекта, который и сейчас проходит, мы его продолжаем, да, значит, а в рамках вот именно франко-российского проекта, который вот мы делали с Домом изучения человека Франции и РФФИ, да, то мы провели 7 анкет, 7 анкетирований по 6 направлениям, значит, да. И как раз-таки здесь вот я показываю, какие вот цели мы рассматривали при этом, да, 7 различных анкет. Да. Они, вот эти вот направления, они могут быть изучены школьниками тоже, да, потому если вам это интересно, да, вы можете это рассмотреть ведь в рамках своей школы, в рамках своего какого-то улуса, села и так далее. Да. Это очень-очень интересный аспект, да, для того, чтобы как раз вот посмотрите вот анкету номер 5, да, социологическое исследование кухни выживания в годы Великой Отечественной войны. Да. Люди уходят, свидетели уходят, да, поэтому сейчас это очень важно. Да. Я бы призвала вас, учителей, заинтересованных школьников, да, вот этот вот аспект очень хорошо рассмотреть у себя в селах, городах, кварталах. Да. Это очень нужная информация, которая останется на века, да, потому что люди уходят, поколение уходит, и нет свидетелей, да, и поэтому это вот надо рассматривать. Как раз-таки вот здесь вот вы видите анкетирование по этому направлению, скажем, да, в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. С нами работали наши студенты рядом, да, вот анкетирование проводили. Также вот от чего зависит, значит, успешность проекта, это прежде всего также, да, научно-фундаментальность, достоверность и практическая польза результатов проекта. Можно делать исследования ради исследования, но это неинтересно, да, это не нужно, может быть, даже. Ну, бывают такие исследования, когда просто ради исследования. Но нужно, чтобы все-таки вот была какая-то фундаментальность и, во-первых, практическая польза от результатов проекта. Да, и мы смеем надеяться, что вот наш проект, он имеет какую-то практическую значимость, да, потому что это комплексный подход к изучению питания, да, и это очень нужная тема. И результаты очень нужны. Вот как мы добивались достоверности. Работали в разных улусах, с разным контингентом населения, да, и ездили прямо по улусам и по разным улусам, да, и северным, и центральным, и южным районам. Также проводили экспедиции. Хандыга, Тополиная, Аймекён, да, и вот здесь вы видите различные моменты вот этой работы. Во время праздников различных, да, скажем, вот во время работы, проведения праздника оленеводов мы работали, создавали фокус-группы, это то есть когда задается какая-то тематика, это тоже методика, да, и вокруг этой тематики мы опрашивали людей, записывали их рассказы, потом анализировали.
Вот здесь вот вы видите как раз вот это нива для нашего исследования, да, вот когда люди собираются вокруг стола, празднуют, и что это, как это меняется, да, именно содержание, во-первых, и вот сама вот философия вот этого вот застолья и так далее, да, и продукты какие заменяются, остаются ли те традиционные подходы и способы приготовления и так далее. Это Хандыга-Томпо. Также вот социальная направленность проекта, его культурно-образовательная ценность, она тоже имеет очень большое значение для успешности. Да? Вот наш проект, он, значит, он очень социально направленный, да? Мы работали с разными слоями общества, со студентами, с населением, с исследователями, профессионалами, да? То есть здесь, значит, проведены были различные мероприятия, такие как мастер-классы и так далее, да? И мы очень хорошо работали с профессионалами, скажем, вот здесь вы видите завтрак Таха, да, в ресторане Тыгандархан, и это мы потом демонстрировали и с студентами разбирали. Мастер-класс шеф-повара, ну, также мы выходили за рамки, значит, нашей страны, да, то есть шеф-повар известного ресторана Николай Габышев, он выезжал с нами во Францию и проводил там мастер-класс. Это тоже популяризация и работа с различными социальными слоями общества, ну, в мировом масштабе, можно сказать, да. Ну, здесь вот уже международный исследовательский коллоквиум уже вот, в 2019 году мы проводили его в Сунтаре, да, то есть фокус-группы мы проводили также тоже, не только вот как бы коллоквиум, да, и плюс еще мы проводили тоже свое исследование в Саилык. Саилык — это летнее жилье якутов, да, мы въезжали и специально вот по разным тематикам тоже проводили свое исследование. Летние школы проводили в Сапте и в Сунтаре тоже вот, именно мастер-классы, плюс свои лекции, да, и лекции читали наши французы, и мы читали наш коллектив. Да, здесь вот разные моменты тоже работают, да. И это очень вдохновляет и разные слои общества. Здесь вы видите предпринимателей, да, которые свою продукцию показывают и рекламируют. Да, тоже вот это очень хорошее подспорье. И присутствие вот специалистов в этой области, да, очень известных специалистов, оно как бы, им задаются вопросы, изучается опыт, как они вот работают. Да, это тоже очень интересный момент был в нашем проекте. Да. Ну, также наша научная как бы команда, она работает с фестивалем «Зима начинается в Якутии». Особенно, ну, вот здесь у нас координатором является Лебедева Ульяна Михайловна, которая работает внештатным сотрудником Министерства здравоохранения и в медицинском институте работает. Вот здесь вот вы видите моменты, когда мы работаем в жюри, оцениваем, ну и мы проводим каждый год конференцию вот это в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии». Вот буквально на той неделе это мы проводили. Также неразрывная связь сотрудничества с профессионалами. Ну, в нашей тематике это обязательно, и мы работали и работаем с Национальной ассоциацией рестораторов, ательеров и туризма, с Ассоциацией гостеприимства Республики Саха-Якутия, с Татьяной Тимыровой мы работаем очень активно. Да? Здесь вот, значит, также такой аспект популяризации деятельности известных профессионалов в культуре питания, я уже говорила, да, не только вот у нас в Якутии, здесь вы видите мастер-класс Габышева у нас в Якутии, но вы видели еще, что он проводил мастер-класс во Франции, да, то есть там был вообще очень большой фурор, да, когда он начал делать тартар из жеребятин, который мы провезли через границу, да, и тартар, мы описали вот этот вот тартар в нашей монографии последней. Да. Также вот, ну, вот международные фестивали. Мы здесь вот курируем, значит, международный фестиваль Goût de France, вкус Франции, да, и с 2016 года уже мы наших шефов просим, чтобы они, ну,
с ними работаем, чтобы они принимали участие. Да, вот этот курс Франции, он проводится по всему миру, и в один день, в день франкофонии, 1500 шефов выходят и одновременно начинают готовить что-то французское. Да? Мы это проводили здесь, вот в нашем Якутске, несколько ресторанов, ну, 2-3, несколько ресторанов принимали участие в этом большом действии и показывали, что у нас в Якутии тоже есть высокая кухня, и что люди интересуются французской кухней, и из местных продуктов мы готовим именно продукцию мирового класса. Вот шеф-повар ресторана Чучурмуран, он принимал участие в 2019 году. Им дает вот это. Ну, получается, что ты у тебя дома, но участвуешь в международном фестивале, да, и получаешь за это сертификат, и привлекаешь внимание к своему ресторану, и, во-вторых, это вот как бы это тоже большой праздник, да, люди собираются, которые любят французскую кухню. Также мы проводим стажировки профессионалов, значит, да, вот я здесь описываю программу, которая была в 2015 году, это был город Тур, и очень хорошая программа для шеф-поваров была. Также прикладное и образовательное содержание проекта. Да? То есть вот, если проект, он должен кого-то чему-то учить. Да? И вот как раз-таки вот наш проект, он имеет очень большое образовательное значение. Да? И как раз мы пытались открыть и пытаемся открыть двойной диплом в области культуры питания и отправляем наших студентов учиться по этому направлению и проводим для них семинары, конференции. Да? В студии Сергелях, то есть не в студии Сергелях, а в комбинате питания СВФУ Сергелях проводили несколько мероприятий, и это очень хорошо приветствовалось администрацией нашего университета. Здесь увидите эти моменты, приглашают шефы, повара, теоретики от культуры питания, да, и студенты, преподаватели собираются, чтобы прослушать и мастер-классы, и выступления по проекту. Это Сунтар, Чурапча, Тур и так далее. Мы тоже там выступали, проводили различные мероприятия. Именно вот здесь вот мы работаем как жюри. Здесь это конференция в Сунтаре. Также популяризация и распространение результатов проекта. Значит, наш проект, который получил финансирование от РФФИ до фонда Дома наук о человеке, он был завершен, ну, это часть проекта, большого проекта, да, вот эта часть, она была завершена в этом году, завершающий отчет проекта. И результаты, конечно, они должны быть осязаемы, да, то, что вот ты проводишь анкетирование или там какие-то фокус-группы, и они анализируются, и выводятся какие-то выводы, да, которые не только вот как просто вот данные, да, но они должны быть осязаемы и должны быть как-то видны людям, да, чтобы их распространять. Для этого пишутся статьи, да, и вы, студенты и школьники, тоже это делаете, учителя вы делаете, да, когда вы проводите какие-то исследования, да. И наши результаты были обобщены в 49 публикациях, да, это в течение 3 лет. 3 коллективных монографиях, 17 статьях ВАК, ну, вам это, может быть, ВАК ничего не говорит, но исследователи знают, что это ну, хороший уровень журнала, да, также 16 статьях Scopus, это, ну, как мировое признание получается, да, 2 рекомендациях, которые были направлены в Министерство предпринимательства и туризма, да, 44 докладах. И также вот если кому-то интересно, вот наша монография, она выставлена в РИНСе, и здесь вот есть адрес, да, можно использовать в своих исследованиях, ну, цитировать, конечно, да, потому что это исследование наше, ведь, да, и наше интеллектуальное как бы, богатство, да.
И вот оно, вот эта вот последняя большая монография, да, она выставлена, я в адрес я вам сказала до этого. Также вот у нас 4 базы данных, вот одно свидетельство вот выдается, когда ты делаешь какое-то исследование и какие-то данные получаешь, вот дают, ну, это регистрируется и выдается свидетельство. Вот оно у нас 4 штуки таких вот свидетельств мы получили. Ну, вот разные моменты популяризации. Популяризация – это когда ты выступаешь еще где-то, да, и это вот как раз вот по азиатской кухне, значит, во всем мире, да, и во Франции и так далее, была большая конференция, организованная китайцами и французами, и мы, вот наша команда тоже принимала участие, и мы выступали как раз по результатам нашего исследования, которое мы проводили в ресторанах паназиатской кухни, которых множество у нас в Якутске, и даже сделали большие такие выводы, что паназиатская кухня, она очень вот стала популярной не только вот во Франции, да, и у нас тоже так, да, вот все любят суши, роллы, но это паназиатская кухня. Паназиатская называется почему? Потому что она объединяет все вот азиатские как бы культуры приготовления. Не именно японская, не именно там китайская и так далее. Да? Вот такой термин есть. Ну, вот наше выступление, в чем заключалось, да, и к моменту выступления проект, ну, участники из разных стран там были, начиная с Америки, заканчивая Китаем, да. Это как раз наше выступление, гастрономический туризм в Якутии, да, и с упором на азиатскую кухню тоже, почему она стала популярной, и с результатами нашего исследования по паназиатской кухне. Также вот публикации результатов, да, вот оно, конечно, обязательно, я уже сказала, что надо публиковать. У нас вот как раз вышла очень хорошая коллективная монография в США, да, трансформация культуры питания в условиях городской среды. И здесь вот мы как раз вот с нашим редактором, да, Кадей Манконг Лум, который живет в Америке. И также мы очень хорошо публикуем наши результаты в материалах симпозиума, работаем с Академией гастрономии МГУ. И вот как раз вот в этих материалах оно тоже опубликовано. Совместная публикация была тоже вот наша в очень хорошем издании французском. Да, Да, я заканчиваю. Да. Ну вот это, да, и, значит, финансовая поддержка должна быть обязательно, ну не обязательно, можно и без финансового делать какие-то результаты, да, добиваться каких-то результатов. Ну и вот наше направление нашего проекта, что сделано более подробно, можно читать вот в итоговой монографии, которая выставлена у нас в библиотеке и в Ринсе, да, вот все вот эти 6 направлений нашего проекта, особенно вот очень хорошее направление медицинское, да, медики, хорошие вот подробные очень статистические данные по нашим, значит, ведь здоровье, оно зависит от питания, да, и вот медицинская часть была очень сильной, и они выступали, у них связи с французами, вот выступали в Туле и так далее, да, и вот последняя поездка, это была, значит, ну, это все финансирует РФФИ, да, вот мы это в рамках вот этого ездили, да, выступали, значит, по медицинским проблемам культуры питания, и как раз это совпало с поездкой нашего ректора, да, и как раз он тоже был в это время на совещании вузов, партнеров посольства Франции в сотрудничестве. Как раз вот, и вот эти направления, да, вот все это можно прочитать, значит, по валоризации особенностей кухни в условиях адаптации традиционной кухни, это все можно прочитать в нашей монографии. Ну, и общие выводы здесь сделаны очень хорошие, что все-таки происходит трансформация, но все равно традиционная система питания сохраняется, несмотря на то, что все это исчезает, да, очень большое влияние, значит, путешествий и вообще вот глобализации, да, поэтому вот это очень подробно описано у нас вот в нашей монографии. Спасибо вам за внимание, и я могу ответить на вопросы. Есть мой телефон, мой
ну, все данные в монографии, да, вы можете написать, или если нужна консультация научная по этой тематике, то наша команда, она может работать со школами, и мы работаем со школами. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Изабелла Захаровна, за такую интересную лекцию. Я думаю, тем, кто захочет в последующем заниматься данной темой, они обязательно к вам обратятся за консультацией научной. Сейчас мы объявляем перерыв до 14 часов, и затем по этой же ссылке вы можете заходить на иные наши мероприятия. Мероприятия с перерывами будут идти до 19:30. Поэтому мы с вами не прощаемся, мы еще с вами увидимся сегодня, надеюсь. Я отправлю тогда презентацию, хорошо? Алине отправлю, хорошо? Спасибо. Да, хорошо, спасибо большое вам. Отправляйте, мы будем ждать. И, возможно, если кто заинтересуется, пишите в чаты, и обязательно мы потом вам ответим. Спасибо большое всем. Объявляем всем перерыв.
фестиваля. Дело в том, что у нас лекции Якутского государственного литературного музея будут проходить по отдельной ссылке. Сейчас мы отправили вам в чат ссылку, и по которой можно зайти послушать очень интересные лекции о свойствах хомуса, о тех людях-профессионалах, которые играют на них разные вариации. Потому что особенно для якутского народа хомус имеет огромное значение как и в практической, так и в духовной жизни человека. Поэтому мы предлагаем вам пройти по данной ссылке. С 2:30 здесь по программе будут продолжать идти мероприятия и будет мастер-класс по созданию 3D-моделей в Tinkercad. До этого вы можете посетить лекции Якутского государственного литературного музея. Будут разные интересные материалы, будут разные интересные гости с других регионов. Мы предлагаем вам пройти по ссылке, которую отправили, да, Фарментий Фарментьевич? Ага. Еще раз продублируйте, пожалуйста, не всем видно, оказывается. Мы вам сейчас еще раз отправим. Вот, пожалуйста, это вот другая ссылка, по которой вы можете именно посетить лекции якутского сотрудников и исследователей Якутского государственного литературного музея. Вот, проходите, посещайте наши мастер-классы, лекции. Если что, в 2:30 вы можете вернуться, и по той ссылке, которая заявлена, вы можете посетить дальше другие мероприятия.
Если вы сейчас в чате не видите данную ссылку, мы вам перешлем ее. Мы отправили в чат ссылку, и на лекцию, которая должна была состояться с 14:00, вы можете пройти по данной ссылке из чата. Там вас встретят сотрудники литературного нашего Якутского государственного музея и расскажут вам о варгане, о хамусе. И также эта программа будет длиться дольше, чем запланировано, как у нас полчаса. И поэтому вы при желании через 20 минут можете вернуться по этой ссылке к нам и посетить дальше с 2:30 мастер-класс по созданию 3D-моделей. Сейчас вы можете пройти по ссылке на лекции Якутского государственного литературного музея.
20 посетить лекции Государственного Якутского литературного музея и вернуться к нам в 2:30. В 2:30 для вас будет мастер-класс по 3D-моделированию в программе Tinkercad.
Меня слышно? Да, мы вас слышим. Секунду, я уже настраиваю. Ага, все хорошо. Всем привет, как у вас дела? Так, как у вас тут много? Это какой класс? Здесь очень разноплановая аудитория, есть и взрослые люди, и студенты, и, конечно же, есть и школьники. Хорошо. Так, ну, тогда, если готовы, можем начать мастер-класс. Я надеюсь, все за компом сидят сейчас? Все сидят? Да? То есть, как бы все сидят за персональным компьютером, потому что я сейчас буду работать и включу сейчас демонстрацию экрана. Да? Итак, давайте представимся. Меня зовут Анатолий Павлович, и я педагог VR Quantum детского технопарка Quantorium. Я занимаюсь с детьми здесь созданием виртуальных и дополненной реальности. Также мы изучаем здесь трехмерное моделирование. Хотелось бы сегодня показать мастер-класс по программе Tinkercad. Это для тех, кто хочет начать с работы с 3D-моделированием или попробовать себя, и также с 3D-моделированием в печати, да, то есть если у кого есть 3D-принтер. Эта программа максимально упрощенная, удобная, не занимает много мест на компьютере, то есть и не требует там каких-то графических сильных мощностей с видеокарт и так далее. Программа Tinkercad подойдет для начинающих. Есть такой вот опыт, да, когда кто-то хочет заняться трехмерным моделированием, да, но у него не получается, да, то есть вот такие программы, как ZBrush, CDS Max, они отталкивают или пугают нас большим количеством интерфейсов, различными командами, которые нужно вводить, и что усложняет процесс обучения, да. Tinkercad – это такая программа, которая позволяет обучаться, ну, спокойно позволяет обучаться. Я сейчас включу запись с браузера. Окей, мне дали разрешение. Ну все, дали разрешение. Так, теперь давайте, как она работает? Это облачная программа. Для этого вам нужно браузер, да, и интернет. Что мы делаем? Мы в интернете, в поисковике пишем Tinkercad. Tinkercad, вот у меня он сразу вышел, да, просто для вас я сразу напишу Tinkercad. Зашли, и у вас вот официальный сайт есть. Tinkercad, Create и так далее, да, то есть как бы программа Tinkercad. Я сейчас зайду сюда. Окей. Надеюсь, вам виден мой курсор мыши? Мой курсор мыши вы видите, да? Да, видно. Ага, Да. хорошо. Вот, есть. Окей. Тут он предлагает присоединиться к классу, да, то есть, ну, если у вас там образовательный класс какой-то есть, вот к классу, да. Так вот начать работу вы можете просто вот здесь, нажав на клавишу «Начать работу», и вам понадобится быстрая авторизация. Хорошо, да, конечно, не надо нажимать «Преподаватель» или «Класс», вам просто здесь самостоятельная работа, да, создать персональный учетный запись самостоятельно. Так, сейчас мы немножко увидим браузер. Вот так называем. Вот так вот. Так, и зарегистрироваться, да, то есть как бы можете зарегистрироваться. Ну, у меня уже есть обычная, ну, моя учетная запись, просто я зайду сразу с помощью войти. Вот так вот. Ждем. Секунду. Так, пароль требует. Сейчас я тоже. У меня уже все готово. Так. Ага, ждем код подтверждения. Так, сейчас. СМС-ка. Сейчас отправилась. СМС-ка стоит. Открываем, где у нас эти СМС-ки. Так, 3, 8, 9, 4, 8, 5. Это код безопасности.
Окей. Ну вот мы запускаем, у нас вот такая вот наша как бы первоначальная страница, да. Что имеем здесь, да? Сейчас пройдемся по интерфейсу. Тут различные наверху галереи, ну, ваш аккаунт и так далее, да. Вот тут что мы недавно я начал заниматься с детьми, да. Какие-то вот схемы, есть схемы, это уже так, сейчас уроки, есть уже даже готовые уроки по 3D-моделированию. Но тут в основном он еще работает с Arduino, что как бы я имею практику с Arduino, с различными схемами. Тоже как бы это очень такой плюсик, да, там уже готовые микросхемы есть, не надо рисовать. Вот на примере, так, вот здесь вот Вали VR3. Ну вот давайте на примере вот Вали, да, сейчас изменить. С детьми, с 5 класс мы параллельно, я обучал ребят, как создать трехмерную модель такого робота Валли, мультипликационный персонаж. Прогрузится сейчас. Tinkercad был создан, он такой, знаете, имеет списельку для 3D-печати, да, то есть именно для 3D-печати. То есть, видите, у него тут подставка, рабочая плоскость, как у всех 3D-принтеров. Так, это я сейчас буду. Так, чат его в чатах. В чатах не надо, наверное, отвечать, да? Так, это не ко мне. Так, ну, это я удалю. Ну вот, посмотрите, вот такой вот проект мы буквально за час с детьми сделали. Вот он Вали, максимально такой реалистичный, да, и простой. Сейчас мы с вами создадим новый проект. Так, я закрою ее. И так, это надо сделать. И сейчас 3D-проекты. Нажмем «Создать новый проект». В принципе, вы можете сейчас тоже параллельно со мной работать. Видите, тут ничего прям быстро не нужно там скачивать или устанавливать. Просто введите в поисковике Tinkercad. Он у вас сейчас уже откроется. Регистрация там довольно быстро, просто почту и пароль надо ввести, и все. И этого достаточно. Если вы уже скачали, то давайте со мной поработаем. Что мы в первую очередь обнаружим? Да? У нас тут есть рабочая плоскость. Это, вы должны понимать ее как поверхность стола, да, на котором мы будем лепить с вами. А лепим мы с вами с помощью вот уже определенных готовых форм. Вот здесь вот они, вот есть различные готовые уже формы. И работая именно с ними мы можем изменять и создавать объекты. Слева у нас есть видовой куб. Вот давайте сейчас, чтобы хорошо позиционировать, я сейчас быстренько создам два объекта. Для того, чтобы создавать объекты, вам достаточно просто перетягивать вот эти объекты вот сюда. Все. Зажали левую клавишу, перетащили сюда. Слева во всех 3D-графиках всегда имеется такой вот как бы видовой куб для того, чтобы перемещать по сторонам относительно объекта. Да? То есть, видите, мы спереди, сзади тут смотрим, можем под углом посмотреть. Есть функция вернуться, ну, это дом, вернуться домой. Вот мы с дома смотрим. Функции вписать вид F, ну, то есть он находит эти потерянные объекты. Увеличить, уменьшить кругозор и переключиться на ортогональный и перспективный вид. Ну вот режим ортогональный, а это перспективный вид. Так, ну и все, и в принципе здесь функций больше уже нету. Мы сейчас с вами, давайте быстренько домик сделаем. Как дом делать? Достаточно вам перенести в параллель сюда вот и создать дом. Дом создаете относительно масштаба рабочей плоскости. Рабочая плоскость это у нас получается имеет 200 на 200, да, то есть мы делаем модели для будущего печатания. Если у вас есть 3D принтер или в школах есть, вы можете уже сделать.
То есть мы не делаем дом с реальными размерами, там 6 метров, там 30 метров, да, а такой вот миниатюрный. То есть вы должны понимать масштаб. А здесь единственное измерение указано в миллиметрах. То есть в данном случае у нас куб имеет 20 ширину и глубину 20 миллиметров, да, и это получается по 2 сантиметра. Так, ну давайте, этот куб будет основой нашего дома, и мы немножко его расширю, да, сделаю, допустим, домик, скажем так, 70 на 50, да, вот так вот, 70 на 50. 7 метров на 5 метров, скажем так, да. И подниму этот дом на 4 метра. На 40 сантиметров, на 40, то есть это получается 4 сантиметра, на 40 миллиметров. Давайте я буду говорить в миллиметрах, чтобы не перескакивать. Вот все, я создал на основу нашего куба. Теперь сделаем внутреннюю часть нашего дома, да. Для этого используем этот же куб, да. Так, ну тут я его сделаю, нет, не буду перемещать. Сделаю также побольше. Так, намного выше. То есть, ну, высоту не принципиально. Подожди, как ты все, да? Да, я все настроил. Ага. Поставил. Так, и раз, перетянем 2. Так, сделаем 60 на 40, да, то есть 60. Когда стенки будет у нас там как бы... Вот. Все, теперь давайте мы его перетащим сюда и поставим как бы ровно, да, то есть, чтобы быстро ровно поставить, тут очень хорошая функция, но для этого нам нужно выделить два объекта. Вот видите, мы выбрали два объекта. И в правом верхнем углу у нас появилась команда «Выровнять». Вот нажимаем. И тут появились такие виджеты, да, то есть он выравнивает относительно, указывает, допустим, вот середины или угла, но мы сделаем сейчас посередине, здесь, так, сейчас, здесь, здесь. Вот, у меня дом очень такой, знаете, ну вот все ровно посередине стоит. Теперь, да, мне нужно сделать так, чтобы вот эта часть была именно отверстие. Вот, смотрите, отверстие. Так, отверстие. И все, теперь она изменилась, стала, если мы заметим, она стала полупрозрачная и такой имеет такой полосатый, с полосатой оттенок. Да? Теперь выделяем два элемента, вот эти два элемента, и нажимаем сгруппировать. Секунду подождем, сейчас пока посчитаем. И смотрите, у нас полость появилась. Так, тут я немножко ошибся, то есть, ну, я специально ошибся, да, чтобы вы визуально видели, что произошло. Мы вот здесь вот, ну, у нас, по идее, должен быть пол, да, то есть как дом без пола, да. Дома нет, да, без, холодно будет детям и грязно. Так, для этого просто нам нужно обратно разгруппировать, сейчас мы подумаем. И вот этот домик мы чуть-чуть поднимем. Поднимается она с помощью вот этого виджета вверх, чуть-чуть, давайте буквально чуть-чуть поднимем на 4 миллиметра. Опять же выделяем два элемента и команду сгруппировать. Ждем секунду. И все. Так, теперь давайте нарисуем окна. Так, окна будет здесь одно окно и два окна напротив. Для этого тоже просто беру кубик. Надо чуть-чуть поднять кубик, так примерно, нарисовать примерную, так сказать, размер окна. Ну, я думаю, такая сойдет. Можем скопировать вот этот домик, да? Копировать, ставить. Так, и переместить сейчас. Переместим его чуть-чуть вправо. Это давайте здесь, это здесь. Ага, нормально.
Так, выделяем оба дома, оба кубика, делаем ее, опять же, отверстием, выделяем выделяем все, вот этот дом, и, опять же, команда группировать. Давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Вот у нас, так, сейчас окна дома появились. Дальше работаем в таком же духе. Опять же мы берем кубик. Я хочу, давайте здесь вот сделаем, так, давайте сделаем типа тамбур небольшой, да, у нас там, по-моему, стенка 3 миллиметра была, вот здесь тамбур сделать, да, я это пока соединю, и вот здесь вот, так, у меня рабочий плоскость сюда, здесь сделаем дверь будет высотой 2 метра, 2 метра вообще красота. Опять же отверстие, опять же выбираем эти дома, дом и сам вот этот сейчас вычитаем элемент и группировать. Так, секунду, у меня, кажется, 4 миллиметра было. Надо еще поднять. Сейчас разгруппируем. Так. Выделяем оба элемента и команду группировать. Вот, пожалуйста, у меня дверца появилась. Что еще можно нарисовать? Так, давайте еще с другой стороны мы еще окна нарисуем, чтобы было. Тут, кстати, у него уже есть готовый, допустим, вот параллелепипед, да, видно штрихованный, который, ну, является также, скажем так, отверстием. Мы сейчас сюда вот немножко сместим. Подниму. Так, тут окна, наверное, сделаю чуть-чуть поменьше. Секунду, сейчас. Перезави позже. Раз, два, и опять же, нет, давайте сразу скопируем, да, дубликат делаем. Здесь мы сделаем дубликат. Переместим второй дом, окно где-то здесь, да. Ну и все это выделяем и опять же нажимаем группировать. Так, ну вот получился дом. Все, осталось крышу. Давайте крышу. Добавим крышу. Крыша вот тут даже есть сразу крыша. Смотрите, мы можем добавить крышу, да, вот так вот, да, сюда вот. Но видите, объекты все, которые вы работаете, да, появляются именно на уровне этой плоскости. Теперь смотрите, нам надо после этого поднимать, да, где-то переставлять, вот так вот, да. Видите, у нас это немножко не точно получилось. Видите, у нас крыша как бы внутри стен, да. И это немножко сложно. Для упрощения работы вы можете также использовать рабочую плоскость. Вот здесь вот рабочая плоскость есть, да. Вы ее нажимаете, можете выбрать, где будет, на какой плоскости, избирание, да, будет рабочая плоскость. Вот видите, она может быть там или здесь. То есть это упрощает процесс работы. И теперь все объекты, которые я буду вот здесь вот создавать, они будут сразу появляться вот автоматически на уровне вот этой поверхности. Это удобно. Так, вот мы создали крышу. И теперь смотрите, нам бы хотелось бы его повернуть. Для этого, чтобы повернуть, мы можем использовать вот этот виджет, который вот здесь вот появляется. Видите, у нас появляется дополнительный виджет, там у него стрелочка влево-вправо в полусфере, и мы вот так вот разворачиваем этот объект на 90 градусов. То есть задерживать клавишу левую, клавишу мыши. Все, и можем перетянуть. Так, я вот сейчас вот так вот перетяну. Да, перетяну.
Ну вот, можем давать крышу повыше сделать. Да, теперь как хотите. Ну, сейчас вытяну сюда. Анатолий Павлович, у нас, к сожалению, остается всего лишь 1 минуточка. Ага, вот крыша и все. Смотрите, сейчас заканчиваю. Окей, хорошо, спасибо, что предупредили. Привет, чуваки, я хулиган! Привет, Илья. Веселый Илья. Вот все, крыша дома закончилась. Видите, буквально за 15 минут я смоделировал дом и готовый для 3D-печати. То есть для последующей 3D-печати я смоделировал такой вот дом на программе. Это еще что за домик? Я такой же строил. Молодец, классно. У нас смышленый парень. Ну все, спасибо, ребята, что позволили вам мастер-класс показать. Если вам понравилось, пользуйтесь Tinkercad. Так, сейчас я вышел. Спасибо большое за очень интересный мастер-класс. Я думаю, ребята очень многому научились. Да, если что, они, Нет, я чуваки, думаю, я хулиган. обратятся к вам в Кванториум, я думаю, да. И да, очень жаль, что мы по времени чуть позже начали. И надеемся, что в других иных мероприятиях такого плана мы обязательно с вами встретимся и продолжим данную интересную тему. Через буквально пару минут тоже мы включим для вас лекцию по этнологии и этнографии. И данную лекцию для вас прочитает в записи Капиталина Яковлева. Капиталина. Так, прошу прощения, извините, пожалуйста. Прочитает Яковлева Капиталина Максимовна, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета СФУ. Просим чуть-чуть подождать, и мы с вами продолжим. Включается запись с канала YouTube, я хотела бы ознакомить вас с основным содержанием. В данной лекции вы узнаете о культурно-бытовых особенностях
материальной и духовной культуры якутов. Это очень интересная лекция. Ссылку отдельно мы вам в чат тоже закинем для того, чтобы вы потом в последующем могли самостоятельно тоже пересматривать, если какие-то моменты покажутся вам особо интересными. исследовательскую работу, вот даже если мы берем направление этнография, да, то сразу я еду в какие-то вот полевые исследования, да, веду какие-то, да, нужно сочетать. Сегодня, значит, мы поговорим о научно-исследовательской деятельности по направлению этнография и этнология. И хотелось бы, конечно, начать с того, что для того, чтобы начать научно-исследовательскую деятельность, научно-исследовательскую работу, да, нужно сначала, конечно, как и по любому направлению, выбрать свою тему. Тема исследования, она должна быть очень, если, например, начинают работать школьники, да, студенты, она должна быть, ну, как говорится, очень любима для человека, да, близка для человека, потому что тему, которая вам не нравится, да, вот ей заниматься будет достаточно сложно. То есть это должно быть в первую очередь интересно для человека. Особенно если это ребенок, особенно это если школьник, да, то, соответственно, конечно, ребенок, он должен быть заинтересован в этом исследовании. Вот. Выбрав тему, нужен научный руководитель. Научный руководитель – это практически второй родитель, мы говорим всегда своим студентам. Да? Выбор научного руководителя важен, потому что он будет с вами от начала до конца. И научный руководитель, он должен быть также заинтересован в этой теме, да, и работать по данному направлению. Выбрав научного руководителя, выбрав научную тему, здесь уже начинается самое интересное. Да? Нельзя сразу вот по представлению большинства людей считают, что вот начинаю научную исследовательскую работу, вот даже если мы берем направление этнография, да, то сразу я еду в какие-то вот полевые исследования, да, веду какие-то, провожу эксперименты, там, опросы и так далее. Но на самом деле научно-исследовательская работа по любому направлению, не только по этнографии, по этнологии, да, начинается с изучения темы исследования. То есть здесь мы рассматриваем полностью
всю литературу, все источники, вообще всю информацию, которая была опубликована по данной теме. Когда мы начинали, были студентами первого курса, да, мой научный руководитель Анатолий Игнатьевич Гоголев сказал, что нужно вот сделать век компьютеризации, это все легко сделать и электронно. То есть сделать небольшую свою картотеку именно всей литературы, которая доступна как в библиотеках, так и в онлайн-библиотеках. Сейчас можно даже не ходить в библиотеку, потому что очень удобно, да, есть все электронные библиотеки. Допустим, электронный каталог нашей национальной библиотеки, да, потом Киберленинка та же, да. Ну, вообще все библиотеки практически имеют онлайн-доступ. Также, допустим, по этой же теме необходимо собрать информацию не только научного плана, но и то, что выходило, допустим, в каких-то периодических изданиях. Да? Это даже может быть не научные исследования, а просто взгляд со стороны, взгляд, допустим, журналистов или обычных людей по направлению данной темы. Если говорить о самой теме, да, вот, то темы в основном выбирают такую тему по этнографии, которая близка к нам, как к этносу, да, то есть это в основном будет якуты или же, допустим, народы севера, да, вот, и берут определенно какой-то, может быть, элемент материальной культуры. Чаще у школьников, например, да, это может быть элемент материальной культуры. Ну, допустим, одежда, украшения, посуда, утварь, может быть, жилище, да, потому что достаточно сложно обратиться, непосредственно в якутской культуре, да, допустим, достаточно сложно обратиться к духовным каким-то, да, компонентам, то есть, допустим, рассмотреть религию на сегодняшний день, да, вот, религиозные взгляды, мировоззрение. Из-за этого в основном дети обращаются вот, к материальной культуре. Если вот как ребенок обратился, значит, к определенному предмету материальной культуры, то кроме изучения, получается, литературы, здесь нужно будет обратиться уже в музеи, да, то есть в каких музеях данный элемент материальной культуры представлен. Если говорить о Якутии, то у нас главный музей – это, конечно, Якутский краеведческий музей, да, имени Емельяна Яриславского, и также музей археологии и этнографии при СВФУ. Музеи богаты своими коллекциями этнографическими, также особой коллекцией владеет Национальный художественный музей, да, если вот, допустим, говорить об украшениях, да. Ну и, конечно, есть онлайн-ресурсы, и практически у каждого музея, может быть, недостаточно широко, но онлайн представлены те или иные элементы, материалы, да, музейные материалы, экспонаты. Вот, изучив всю информацию, значит, которая доступна для исследования, следующий какой шаг? Следующий шаг – это у нас нужна информация уже более узконаправленная, да, то есть по данной теме нужно собрать материал, как мы говорим, в поле, то есть полевые исследования. Если, например, тема связана, допустим, с современностью, или, может быть, тема связана, опять же, с материальной культурой, да, то мы обращаемся, так как мы живем в этой среде, да, мы обращаемся в основном, конечно, к материалам, которые можно собрать в сельской местности, да. Здесь тоже немаловажно определить территорию исследования. То есть бытование данного предмета или исследование вашей темы конкретно по какому направлению, да, вот нашей республики. Республика наша необъятная, огромная территория. И здесь нужно определиться, или это северные будут улусы, да, или, допустим, западная Якутия, или центральная Якутия. Здесь, опять же, если мы направляемся по определенному маршруту, да, то есть такое понятие, как маршрутизация, то есть определение того направления, территориально имеется в виду, да, где будут проходить исследования. И опять же начинается сбор материала по данной территории. Если мы берем какой-то определенный населенный пункт, то нужно собрать полную информацию
по данному населенному пункту, да, кто там живет, какое население, сколько даже численность там, допустим, скота, например, да, кто глава, кто основные старожилы данного поселка, допустим. Вот эта информация полностью собирается, и опять же мы начинаем работать с изданиями, с периодическими изданиями, да, то есть, опять же, какая информация вышла по данному населенному пункту, если мы берем конкретный населенный пункт. После этого, значит, нужно переговорить с главой населенного пункта, да, получить разрешение на исследование. Ну, ни для кого не секрет, наверное, что может быть такое, что, допустим, считают, что, ну, когда вот историки приезжают, да, даже когда без археологов, это обычно к археологам относят, да, что вот какое-то есть, знаете, суеверное, ну, как страх суеверный, да, что вот начнут копать нашу старину, и не дай бог что-то случится, там проклятие или какого-то такого плана. Из-за этого нужно переговорить с главой, и прежде чем начать исследование, то нужно переговорить с населением. То есть объяснить, чем вы конкретно будете заниматься, да? Потому что полная информация, она все-таки позволит людям понять, для чего это нужно, да? В каких целях вы приехали, какая конкретно вам информация нужна, и будет легче уже работать. Ну, экспедиции бывают разные, да? Если говорить о полевых конкретно исследованиях, то в основном у нас экспедиции, они, ну, краткосрочные, да, то есть это, ну, небольшое время, то есть это не стационарные исследования, да, то есть если мы вывозим студентов, например, то это где-то, ну, максимум месяц, может быть, да, несколько недель, может быть, потому что в основном это связано с практикой студентов. Допустим, на Западе практикуют более такие стационарные исследования. Это значит, что проживание в данной местности, которую вы изучаете, может быть, даже продлится год, может быть, даже продлится 2, да. Даже, допустим, студенты, магистранты, они выезжают в поле на несколько месяцев и проживают там. При этом у них, например, бывает, что обязательное требование, если вы изучаете какой-то определенный народ, нужно знать язык этого народа. Но если мы изучаем Якутию, непосредственно свой край, да, то здесь нам проще. Язык мы знаем, культуру понимаем, да, и, в принципе, мы можем обходиться вот такими небольшими экспедициями по времени, имеется в виду, да. Здесь еще есть такие подходы, эмик, этик подходы, да, вот, допустим, эмик подход – это изучение изнутри. То есть, допустим, этим подходом пользуются в основном ученые, которые изучают свой народ, да. Ну, нам, можно сказать, повезло, мы изучаем свой народ, да, живем изнутри, внутри данного общества и изучаем его изнутри, потому что мы понимаем его, да. Но здесь главное не сделать ошибку такую, как чисто, знаете, такой очень субъективный подход, да, то есть возвышать свою культуру или вот считать, что эта культура лучше всех и так далее, да. Вот здесь вот в эмик подходе может быть такая ошибка. А также, если мы говорим о другом подходе, это вот этик подход, то это изучение извне, да, то есть не понимая эту культуру, не зная эту культуру, мы будем изучать данное общество, да, вот из внешней среды. Но здесь тоже можно сделать ошибку, быть сильно объективным, да, или же бывает, что исследователи, они, знаете, подвергаются такому эффекту экзотики, то есть, наоборот, начинают сильно восхищаться, может, да, и упуская самое важное. И вот в поле главное собрать материал. Здесь немаловажно заранее подготовить анкету, да, соблюдать какую-то беседу. То есть должен быть какой-то план, например, беседы с конкретным человеком, да. Здесь очень хорошо говорил об этом Кулаковский, когда собирал свой материал, да. Он считал, что немаловажно собирать материал в виде именно беседы. Не нужно от точки А там, до точки Б, да, конкретно идти по вопросам. Главное правильно вести беседу. И он вот так и описывал свои исследования, что они в основном опираются на беседу. И главное, писал исследователь, что важно остановиться. Когда чувствуешь, что твой собеседник, он уже не хочет об этом говорить, да, то здесь уже можно или перевести тему, или вообще перестать уже говорить по данному направлению. Вот, собрав материал, болью любого, наверное, исследователя является написание отчетов, да, и также еще здесь немаловажно сделать
Интервью мы сейчас в основном же собираем в диктофонах, да, и нужно этот диктофон теперь переписать на бумагу. Идеально на 2 языках, то есть, допустим, если интервью собиралось на якутском языке, то здесь мы пишем, значит, расшифровка идет на якутском, параллельно идет на русском языке, чтобы было более понятно, да, но бывает, что перевод, он не передает полную информацию, из-за этого важно зафиксировать на языке носителя. А позже уже идет обработка, да, но это уже на усмотрение самого исследователя по данной теме, собрал ли он всю информацию, да, является ли эта информация действительно объективной, научными знаниями, или это может быть просто взгляд, ну, как живая история, то есть, может быть, это именно взгляд самих жителей, да, допустим, данного населения, да, поселения. После обработки уже материала, после сбора материала, в этнографических исследованиях также может быть сбор материала, конкретно изучение, допустим, каких-то материальных объектов именно в данном поселении, как жилищ, так и каких-то предметов быта, например, да, тех же, может быть, даже и одежды, украшений, например, да. После того, как это все зафиксировано, сейчас все это вот на фотоаппарате фиксируется, да, фотоаппаратом фиксируется, должна быть макросъемка, микросъемка обязательно. Если идет фотографирование предметов, здесь обязательно должен быть масштаб виден, то есть какой это был предмет. Описание, соответственно, сразу же идет описание данного предмета, откуда он, чей он, потом, допустим, как попал в эту семью, например, как хранится, почему хранят, да, полностью все, что об этом предмете знают. Позже это все должно быть, конечно, обязательно зафиксировано, фотографии все описаны, да. Хорошо, если, например, идет полностью по дням, как дневник, то есть в этот день были у такой-то семьи такие-то предметы, такое-то интервью, да. Мы так обычно со своими студентами делаем. И этот материал, он сохраняется как архив. Может быть, не все темы нужны именно сейчас, но потом, допустим, может кто-то обратиться к другой теме, и этот материал будет также важен, да. А после всего этого, конечно, уже идет написание научной работы. Написание научной работы – это отдельная тема, да, здесь уже нужно говорить о том, как написать, допустим, ту же статью, те же тезисы, да, может быть, какой-то, даже, может быть, реферат научной работы, да, и после всего этого уже идет вот красивейшие выступления, конечно, да, на научно-практических конференциях. Также публикации этих же работ, да, и за минутными вот выступлениями на конференции вот стоят вот как раз-таки скрупулезные исследования, да, которые проходят не 1 день, не 2 дня, а может даже продлиться и годами, месяцы и года уходят на то, чтобы собрать данный материал. Что ж, данная лекция завершилась. Сейчас, получается, буквально через 7 минут, в 15:30 у нас будет игра, и мы с вами с нашим студенческим научным обществом поиграем в интеллектуальную игру «Эко-игра». Приглашаем всех принять активное участие и ждем вас через буквально 8-7 минут здесь же 15:30.
Очень хорошо. Нам нужно для вас подключить всех слушателей со звуком, да, ребята? Чтобы они играли. Хорошо, сейчас. Да? Экран работает исправно, вас слышно. Арлан Кобатунда. Все слушатели могут по желанию принять участие в игре. Да, давайте тогда начнем. Меня Давайте зовут начнем. Савина Марьяна, и сегодня я вас проведу эко-игру. Ну, она пройдет в таком более викторинном варианте на знание флоры и фауны Республики Саха-Якутия. Итак, Якутия – самый крупный по территории регион России и одна из самых крупных административных единиц в мире. Будь Якутия самостоятельным государством, она занимала бы 8-е место в мире по площади. При этом по численности населения Саха остается одной из самых малозаселенных территорий. На такой обширной территории представлено сразу 4 климатические зоны. Большая часть Саха занимает тайга. На севере узкая полоса лесотундры переходит в тундру и сменяется арктической пустыней. Соответственно, флора и фауна Якутии представлены типичными представителями этих климатических поясов. Благодаря обширной территории, разнообразию геологических и климатических условий, повсеместному распределению многолетней мерзлоты, растительный покров Якутии неоднороден и уникален. Растительная флора и фауна, а также животный мир является очень разнообразным и включает около 450 видов. Из них около 900 видов бабочек. Из этого выходит наш первый вопрос. Какая самая огромная бабочка располагается на территории Республики Саха-Якутия? Прошу вас принять активное участие в данной викторине. Махамон? Махаон? Аполлон? Нет. Обыкновенный. Да. Самая большая бабочка Якутии – это Аполлон обыкновенный, Парнасиус аполло. Самая крупная древняя бабочка семейства парусники, она достигает размерами 36-48 мм. Крылья у нее белые с 5 черными пятнами на передних крыльях. На задних крыльях по 2 крупных красных глазка. Самцы темнее самцов, и их брюшко менее опушено. Далее. Знаете ли вы, что на территории Якутии произрастает 380 видов лекарственных растений? Научным сообществом доказано, что растения Якутии обладают высоким содержанием витаминов и других полезных для здоровья веществ. К примеру, еще в начале 20 века были получены данные, что якутские хлебные злаки содержат больше белка, чем злаки России и других стран мира. Какие из перечисленных лекарственных растений не растут на территории Якутии? Свободоягодник колючий, роза иглистая или девисил британский? Девисил британский. Свободоягодник колючий. Правильный ответ – это свободоягодник колючий или же элеутерокок колючий. Данный кустарник с плодами вид рода элеутерокок семейства оралиевые. По своим лекарственным свойствам элеутерокок близок к женьшеню, поэтому иногда его называют сибирский женьшень.
Элеутерокок колючий растет только на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и на Южном Сахалине. За пределами России растет в Корее, Японии и Северо-Восточном Китае. Далее. Знали ли Привет, вы, чуваки. Так что... училась. Не буду Привет. хулиганить на первой части. Земноводные и предсмыкающиеся Якутии являются самыми немногочисленными. Видовая бедность земноводных и У нас же по пресмыкающихся телеканалу сейчас обусловлена другое должно. неблагоприятными природно-климатическими условиями их обитания. Земноводные представлены всего 4 видами. Из отряда хвостатых – сибирский углозуб, бесхвостых – сибирская, дальневосточная и остромордая лягушки. И предсмыкающиеся представлены лишь 2 видами. Какой вид из перечисленных не относится к ним? Обыкновенная гадюка, живородящая ящерица или же плащеносная ящерица? Живородящая. Плащеносная ящерица. Какой из этих видов не обитает на территории Якутии? Плащеносная. Правильно. Правильный ответ – плащеносная ящерица. Ящерица семейства агамовых, единственный представитель рода Хламидосарус. Родиной плащеносной ящерицы является северо-запад Австралии и юг Новой Гвинеи. Там обитает в сухих лесах и лесостепах. Далее, знаете ли вы данную птицу? Длина ее тела около 35 сантиметров, вес 200-250 грамм, спина и верх крыльев серо-сизые, голова, грудь и брюшко розовые. На шее узкий черный ошейник, отсутствует зимой и у птиц первогодок. Клюв черный, ноги красные и оранжевые, хвост клиновидной формы. И, конечно же, обитает на территории Республики Саха-Якутия. Исходя из ее строения и цвета тела... Да, правильно. Конечно же, это розовая чайка. Полет розовой чайки легкий, напоминает подобие крачек. По отношению к... Ой, что это? Надо убрать это. Bu ekran numarayı Не мешайте, пожалуйста, и выключайте звуки. Как рисуете? По отношению к человеку данная птица обычно осторожна и доверчива. На море она главным образом держится на плавающих льдинах, а вот в тундре на озерах чайка часто садится на воду и даже купается. Как видно на данной фотографии, у нее очень яркий розовый окрас, но при этом, когда чайка погибает, ее окрас тускнеет. И если найти в музеях ее... Да, и в музеях окраска часто тускнеет, и она становится похожей на обычную чайку, поэтому ее определяют по ошейнику. Далее, знаете ли вы, какой заповедник расположен к югу от среднего течения Лены на правобережье ее по величине притока, созданном в 1984 году, и как он называется? Лёкнинский. Да. Государственный природный заповедник Алёкнинский. Общая площадь 84 тысячи... Ой. Чего остановилась? Говорилка, говори дальше. Атан удаляй давай. К сожалению, пока у нас не получается, но мы пробуем. Давайте я тогда продолжу.
Тайга в заповеднике в минимальной мере пострадала от прямого воздействия человека, чему способствовала удаленность от населенных пунктов, ближайшие 80 километров от границы заповедника. Почти вся территория заповедника, а это 87,9%, покрыта лесом, в основном светлохвойным. Список сосудистых растений, обнаруженных в заповеднике, составляет более 65 видов. Здесь обитает более 40 видов млекопитающих, около 180 видов птиц, из которых более 180 видов гнездится на территории заповедника, 2 вида рептилий, 3 вида амфибий и 18 видов рыб. К сожалению, презентация вылетела. Давайте я еще раз ее открою. Три вида амфибий и 18 видов рыб. На территории заповедника имеются археологические памятники, то есть наскальная живопись. И вот на данной фотографии изображен как раз-таки этот заповедник, и, как вы видите, это довольно очень красиво. Далее, на территориях хозяйственного освоения республики наблюдается изменение видового состава растительности сообществ. Популяции некоторых растений нуждаются в охране. Красная книга является официальным документом, содержащим сведения об исчезнувших, исчезающих, уязвимых, редких и малочисленных видах растений и грибов, а также необходимых мерах по их охране и восстановлению. В Красную книгу Республики Саха-Якутия занесены 266 видов сосудистых растений, 21 вид листостебельных мхов, 17 печеночников, 1 водоросль, 21 видов лишайников и грибов. Из них 19 видов сосудистых растений, 7 листостебельных мхов, 9 печеночников, 6 лишайников и 2 гриба занесены в Красную книгу Российской Федерации. Суровые климатические условия обусловили крайнюю уязвимость растительного мира, и поэтому каждый из нас обязан охранять и заботиться о флоре Якутии. Далее следует вопрос, какой же из перечисленных животных не занесен... Какой же из перечисленных животных не занесен в Красную книгу Республики Саха-Якутия? Хорь степной, речная выдра или же крот сибирский? Крот. А еще какие-нибудь предположения? Молодец, продолжай, Крот. Угу. На самом деле это невероятно, но все перечисленные животные занесены в Красную книгу Республики Саха-Якутия, то есть они все имеются, хоть и в малом количестве. Хорь степной относится к 4-й категории. Это новый вид в фауне млекопитающих Якутии. Он интродуцирован в 1980 году. За 2 десятилетия обитания данного вида в Якутии выявился низкий уровень толерантности к местным условиям, в связи с чем видовое население постоянно находится под угрозой исчезновения. Речная выдра относится ко 2-й категории. В пределах Якутии аборигенные популяции характеризуются сильной разобщенностью постоянных поселений, низкой плотностью населения и общей тенденцией сокращения численности. И, конечно же, крот сибирский относится к 3-й категории, как узкоареального вида, находящегося на крайнем северо-восточном пределе ареала, положение в экосистемах у него неустойчивое. И вот данные виды представлены на фотографиях. Спасибо за внимание. Республика Саха-Якутия – это самый большой по площади субъект Российской Федерации, республика в ее составе, а также самая большая адаптивная территориальная единица в мире. Она обладает невероятной флорой и фауной. И данной игрой я хотела бы обратить ваше внимание на такие проблемы, как занесение Красной книги к таким животным, как, к примеру, вот крот сибирский. Да, некоторые люди даже не знают, что вот у нас в Якутии он обитает, и то, что у нас довольно плохие и суровые климатические условия. Прошу вас ценить нашу природу.
Спасибо большое за внимание. Спасибо за то, что прошли данную игру вместе со мной. Вам спасибо огромное, очень интересно. Ну, к сожалению, вот некоторые наши слушатели балуются, скажем так, да, поэтому у нас возникли такие проблемы. В последующие дни, надеюсь, такого не будет. Наши технические редакторы, работники обязательно разберутся с этим, и в последующем у нас такого не будет. Спасибо большое нашим студентам. Эту игру вот организовали, провели наши студенты из научного общества. Спасибо большое. Было очень интересно. Если вот у вас возникли какие-то вопросы или пожелания, вы можете написать у нас в чате или выступить, пока у нас есть время. И в 16:00 мы проведем онлайн-презентацию монографии «Пространство жизнедеятельности исчезающего этноса Юкагиры Якутии в 20-21 веке». Данную монографию презентует нам Филиппова Виктория Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северного отделения Российской академии наук. У нас есть небольшое время, буквально 15 минут. Мы сделаем небольшой перерыв и вовремя в 16:00 начнем вот презентацию данной монографии. Пока вы можете немного передохнуть, но мы вас ждем в 16:00. Не забывайте заходить по этой же ссылке. Всем спасибо за внимание и еще раз большое спасибо нашим ведущим из студенческого научного общества. До свидания.
Российской академии наук. И вот мы сегодня проводим с вами презентацию нашей коллективной монографии, которую мы уже очень давно ждем, об истории создания данной монографии, как собирался материал, о чем эта монография. Вот сейчас вас познакомит непосредственно руководитель авторского коллектива, руководитель проекта всего Виктория Викторовна Филиппова. И я приветствую всех участников, всех тех наших гостей, кто подключился к нам сегодня, кто хочет ознакомиться. И, пожалуйста, разрешите предоставить слово Виктории Викторовне. Пожалуйста, Виктория Викторовна. Спасибо. Продолжаю, да? Экран виден? Виден экран? Пока еще нет. Пока только грузится, Виктория Викторовна. Грузится пока. Черный пока экран. Сейчас включаю. Вот еще. Так. Совместно использую, нажимаю. Ну как? Вот сейчас да. Вышло? Да, вышло. Ага, а то мне не видно. Так, добрый день, уважаемые участники сегодняшней нашей презентации, коллектива авторов, презентации монографии «Пространство жизнедеятельности исчезающего этноса Юкагири Якутии в 20-21 веке». Это коллективная монография, авторами которой являются сотрудники отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Это я, Филиппова Виктория Викторовна. Приятно со всеми познакомиться. Александр Альбертович Сулейманов здесь тоже присутствует. Наш модератор сегодняшнего мероприятия – это Вячеслав Иванович Шадрин, Ирина Сергеевна Астахова и Степан Алексеевич Григорьев. Прежде всего, конечно, разрешите от имени коллектива авторов монографии выразить благодарность нашему ответу-редактору, это Сардане Ильинична Баякова, и нашим рецензентам Анатолию Геннадьевичу Гоголеву, Валентине Семеновне Акимовой и Лилии Иннокентьевне Винокуровой, которые первыми оценили наш труд, и благодаря их оценке вышла наша монография. В монографию вошли материалы, которые собраны авторами в течение длительного периода в рамках научно-исследовательских и диссертационных работ. И все-таки основное, здесь, так сказать, пусковым механизмом стал выигранный нами грант по конкурсу молодых исследователей еще в 2012-2013 годах Российского фонда фундаментальных исследований. И здесь как раз, когда мы писали заявку, конечно, была задача, какую же тему подавать и так далее. В принципе, все авторы занимается, научный интерес авторов, связаны с проблематикой коренных малочисленных народов Севера. И здесь как раз при подаче заявки, мне как руководитель проекта думалось, как же всех объединить. У одного один аспект, там социально-правовой, другой занимается научными изучениями. И здесь как раз объединяющим нас фактором выступил этнос. В данном случае это юкагиры. Но с другой стороны, юкагиры, конечно, интерес к юкагирам уже
Юкагиры находится в центре внимания многих исследователей уже на протяжении 300 столетий. И тут также тоже подумали, какую же тему подавать. И при изучении, да, значит, проблематики, юкагирской проблематики, выяснилось, что все-таки нет таких трудов, которые бы давали комплексные исследования, да, комплексную характеристику мест проживания юкагиров. Здесь как раз с целью нашего исследования мы попытались дать именно комплексное исследование изменений пространств жизнедеятельности двух локальных групп в Якутии, это Нижнеколымские и Верхнеколымские, в разных его измерениях на протяжении 20 и начала 21 веков. И благодаря вот выигранному гранту нам удалось выехать в места проживания юкагиров, это село Андрюшкино. Значит, мы собирали материал как раз в апреле 2013 года. Вот на слайде представлен маршрут, по которому мы следовали. Как раз вот мы вышли при подходе в село и фотографируем панораму села Андрюшкино. В ходе, конечно, экспедиции мы собирали материалы на местах, значит, проводили интервью, анкетирование с местным населением, разговаривали с главами поселков, с главами хозяйствующих субъектов, какие проблемы имеются, да, какие у них взгляды на будущее, каким должно быть развитие поселений. Здесь и соответственно, вот эта фотография мне очень нравится. Это мы следуем уже из села Андрюшкино, поселок Черский, уже для работы в архивах. Да. И здесь мы сфотографировали с местности Тустах-Сень, возле памятника Роману Семену Николаевичу Курилова «Ханедо и Халерха». Вот этот поселок, ну, местность сейчас, да, Тустах-Сень знаменит тем, что в свое время это было место, да, проживания многих юкагиров, был центром колхоза. И вот такие изменения, в каких селах проживали юкагиры, как их объединяли, какие изменения произошли в административно-территориальных делениях и так далее. Да? Все это мы представили в нашей монографии, и изменения административно-территориального устройства в виде вот приложений вы можете найти в конце, ну, приложениях монографии. Конечно, большую часть материалов у нас представляет архивные материалы, которые мы собирали в муниципальных архивах. Здесь в поселке Черский, это в апреле 2013 года, в фондах музеев краеведческих. И здесь вот как раз Степан Алексеевич сидит, работает с фондами музея квартиры Семена Николаевича Курилова, который находится в поселке Черский. Следующая экспедиция состоялась через полгода, это в сентябре 2013 года, уже в село Нелемное Верхнеколымского района. Мы тут также проводили интервью, анкетирование местного населения, да. Также поработали тоже в муниципальном архиве поселка Зырянка, то есть районного архива, да, поселки Зырянка, многие. И, конечно, здесь мы у нас на слайде представили основные архивы, материалы которых проанализированы и, значит, на основе которых написана наша монография. Значит, это государственные архивы, это архивы Магаданской области. Здесь как раз мы собирали материал по того периода, когда нелемские юкагиры были подчинены Семчанского района, да, Магаданской области. Конечно, большую часть материала мы собирали здесь, в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. Также по научному изучению юкагиров, по экспедициям места
юкагиров, да, у нас работал Александр Альбертович, который собирал материалы, значит, архивах Института этнологии, в рукописных архивах нашего института. Ну и, соответственно, как уже сказала, это муниципальные архивы и текущие архивы субтулов и хозяйствующих субъектов. Структура работы выстроена таким образом, чтобы показать жизнедеятельность юкагиров в научном поле, в географическом, территориальном, хозяйственном, правовом и общественном пространстве в разные исторические периоды 20-го, начала 21 века. Первая глава написана Александром Альбертовичем и посвящена анализу опыта научного изучения юкагиров, эволюции позиций представителей этого народа в исследовательской работе. В частности, впервые в историографии представлена достаточно цельная картина истории развития научного знания о юкагирах в период с конца XVIII века до начала 21 веков. Показана динамика подходов и оценок исследователей по отношению к ключевым аспектам жизнедеятельности этноса. При этом прослежены также изменения места и роли юкагиров в научном пространстве. Продемонстрирован и вклад в изучение материнского этноса. Вторая и третья главы написаны мной. Во второй главе даны характеристики природно-климатических условий и географическое пространство района проживания юкагиров. Дана характеристика кормящего ландшафта Колымского региона, административно-территориальная организация мест проживания от туземных советов до субтулов. Проанализировано, как менялись расселение и численность в результате административно-территориальных преобразований. География расселения тесно связана с пространством традиционного природопользования, где непосредственно ведется землепользование тундренных и таежных юкагиров. И здесь в третьей главе подробно описано, как менялись границы площади охотугодий, оленьих пастбищ, рыболовных участков в силу возникновения различных факторов, вследствие образования новых административных единиц, изменения границ колхозов и совхозов, создания особо охраняемых природных территорий и кочевых родовых общин. И здесь как бы результатом вот работы в конце приложения представлены две карты. Первая карта – это изменение пространства жизнедеятельности нижнеколымских юкагиров от колхозного периода по настоящее время. И вторая карта – карта пространства жизнедеятельности уже верхних колымских юкагиров, да, значит, как менялось и какие территории у них сейчас имеются. В 4 главе, написанной Вячеславом Ивановичем, дана компаративная характеристика хозяйственной деятельности юкагиров в границах их землепользования. Выделены этапы ведения хозяйства тундренных и лесных юкагиров, связанные с государственной политикой. Анализирована трансформация способов охотничьего промысла, рыболовства и оленеводства, дана динамика показателей оленеводства, материально-техническое обеспечение и средства передвижения хозяйств, количественный и качественный состав охотников и оленеводов. В 5 главе авторов, которой является Ирина Сергеевна, рассмотрено правовое пространство жизнедеятельности юкагиров через призму системы местного самоуправления. И местное, значит, самоуправление открывает народам, не имевшим государственно широкий круг возможностей по управлению локальными территориями с учетом местных условий. И в главе представлена история развития самоуправления юкагиров от социальной организации периода Российской империи до настоящего времени субтулов. Ею выделено 5 этапов становления системы самоуправления юкагиров, которые тоже в схематичной форме дано в виде приложения монографии.
Пространству общественной деятельности Юкагира посвящена последняя 6 глава, написанная Степаном Алексеевичем. В ней рассматривается развитие этнической самоорганизации и идентичности юкагиров. Границы этого пространства юкагиров много шире территории, да, которые мы рассмотрели, то есть это территория проживания и хозяйственной деятельности, и охватывает административные единицы Российской Федерации, в которых имеются представители данного этноса. Здесь основными акторами выступают некоммерческие организации, то есть ассоциации, творческие коллективы, воскресные школы по изучению юкагиров, общественные лидеры. Общественное пространство юкагира представлено средой общения на родном или на русском языке, телепередачами и рубриками местных СМИ, всероссийскими и республиканскими конференциями и съездами юкагиров, где они могут поделиться, значит, своими знаниями, опытом и проблемами. Как результат целенаправленной работы общественных организаций юкагиров последние годы наблюдается вот как раз рост их самосознания и консолидации. Ну вот таким образом вкратце о структуре, содержании нашей монографии. И разрешить от имени авторского коллектива выразить благодарность тем жителям сел Андрюшкины, Нелевны, которые уделили свое время и поделились своими знаниями, опытом и оценкой, и надеждами на будущее, которые как раз вошли в содержание нашей монографии. И, конечно, написание монографии – это полдела, да, и мы долгое время искали финансовую поддержку, чтобы издать наш труд, и также благодарим, значит, наших спонсоров. Это Международный фонд Land is Life Foundation и Международная организация Snow Chain Cooperative и отделение Всероссийской общественной организации Русского географического общества в Республике Саха-Якутия за финансовую поддержку в издании нашей монографии. Спасибо. У меня все. Спасибо большое. Уважаемые друзья, ваши вопросы, если есть какие-то комментарии, вы можете писать в чате, который у нас открытый, потом конкретные какие-то вопросы и так далее мы озвучим, и ответы на них озвучим в конце или в чате, прямо ответим. Уже есть некоторые такие вопросы. А сейчас я хотел бы предоставить слово ответственному редактору данной монографии Сардане Ильиничне Баяковой, доктор исторических наук, заведующему отделом истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Пожалуйста, Сардане Ильинична. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые участники презентации, прежде всего разрешите поздравить наших авторов с выходом в свет. Просто открою небольшую тайну, что для половины авторов это первая монография. Виктория Викторовна озвучила, что в основном монография подготовлена силами молодых ученых. Но вы уже заметили, что по фундаментальности самой монографии, по той огромной работе по сбору источников, вообще в целом по подготовке, конечно же, это работа вполне, я бы сказала, вполне зрелых исследователей. И поскольку все это проходило на моих глазах, конечно же, и для меня лично, для всех наших коллег, это тоже большая радость, выход монографии и сегодняшняя презентация. Виктория Викторовна уже сказала, что такой главный старт подготовки монографии был дан еще в 2012 году, но я просто повторюсь за ней и подчеркну, что в принципе и даже до этого времени определенная работа, подготовка уже велась. Поэтому, конечно же, то, что вы сегодня видите, это итог работы, даже, наверное, не одного десятилетия. Если мы возьмем, например, работу одного из авторов Вячеслава Ивановича Шадрина, и к тому же, несмотря на молодость, Виктория Викторовна, Степан Алексеевич, Александр Альбертович, Ирина Сергеевна тоже еще до
подготовки этой работы по проекту уже имели какие-то свои наработки, публикации и так далее. Ну, вообще, в целом, конечно же, Александр Альбертович дал очень хороший анализ историографии юкагиров. Конечно, казалось бы, это один из наиболее исследованных, наиболее, ну, в этом плане народ, которому повезло, что, ну, в силу, прежде всего, уникальности этого народа, особенности и так далее, конечно, очень многие, ну, вот если взять палитру, этническую палитру нашей республики, то чаще всего даже обращали внимание именно на юкагиров. К тому же у нас есть замечательная такая отправная точка, это фундаментальное исследование Вениамина Владимира Эхельсона, которые были проведены в конце 19-го, начале 20 века. Причем Эхельсон жил среди юкагиров, поэтому у него была возможность изучить изнутри и материальную, и духовную культуру. И как раз, пожалуй, ни одному такому народу, может быть, кроме чукчей, где также работал Владимир Багарас, не повезло в этом отношении, как юкагира, что у них есть вот такие очень хорошие исследования традиционной культуры, которые вот тогда еще у нас сохранялись. Кроме того, я бы отметила, конечно же, работу юкагирской экспедиции. Одна из немногих комплексных экспедиций, которая тоже конкретно изучала юкагиров. Но все это было в 50-е годы. Вот получается, что тоже очень интересно такие вехи начала 20 века, середина 50-х. И сегодня мы с вами присутствуем, скажем так, при крестинах, может быть, монографии, которая выполнена в начале 21 века. И мне кажется, в этом как раз одна из особенностей вот данной книги, что мы с вами видим взгляд современного исследователя, как раз аккумуляция современных подходов к изучению народа Севера. Вот в этом плане тоже может быть перед вами в какой-то степени уникальное издание. И то, поскольку понятно, что и научная мысль, и научные подходы, исследования, направления, методология не стояли на месте. Вот как раз в данной книге очень удачно все это объединено, саккумулировано. Это перед вами уникальное междисциплинарное исследование, прежде всего, междисциплинарное и комплексное. Эта книга написана на стыке истории, географии, этнологии, политологии. Значит, очень активно использовались методы социологической науки. И вот такой вот синтез, который, значит, не только очень так системно изложено в этой книге, еще подчеркну, как особенность, ну, это, наверное, тоже уникальность работ, которые выполняются в нашем отделе, то, что впервые у нас выполнено картографирование. Вот как раз Виктория Викторовна один из пионеров вот этого нового направления использования ГИС-технологий в исторических исследованиях, с одной стороны. С другой стороны, о скрупулезности, кропотливости работы исследователей говорит не только вот, вы посмотрели, ну, историки сразу поймут, увидев вот только перечень этих архивов, сколько документов пришлось перелопатить. Но для того, чтобы, например, восстановить настоящую демографическую численность, авторам монографии, ну, прежде всего, Виктории Викторовне, пришлось перелопатить очень много первичных материалов, потому что данные по малочисленным народам у нас даже по 20 веку очень скудные и противоречивые, а она вот восстановила подлинную численность. Кроме того, юкагиры, вот именно, может быть, на примере юкагиров очень интересно посмотреть вообще историю нашего Арктики, наших народов в 20 веке, потому что именно на их долю выпали достаточно тяжелые сложные испытания. И на примере вот этой книги вы увидите, как в сложном, трагическом где-то 20 веке, как все эти перипетии отразились на судьбе этого уникального, удивительного народа. Вспомните, вот Виктория Викторовна скромно сказала, что
Нелемная относилась к Симчанскому району Магаданской области, но они входили в систему ГУЛАГ, прежде всего, в систему Дальстроя. И это тоже не могло не отразиться. И в состав Якутии вот эти земли, территории были возвращены только после того, как систему Дальстроя ликвидировали. Все это вот скрупулезно воссоздано, и как все это отразилось на народе самом, конечно, вот это все, я думаю, прочитав монографию, вы увидите, узнаете и оцените. Сардана Ильинична, извините, пожалуйста. Егор Жарков, пожалуйста, звук выключите. Вы мешаете выступающим. Или организатор попрошу отключить звук Егору Жаркову. Он мешает выступающим. Пожалуйста. Спасибо. И, значит, вот все эти перипетии, Дальстроя, оседания, политика оседания, коллективизация и так далее, на, казалось бы, небольшом еще до революции, ну, в общем, имевшие огромные демографические потери народе, вот как они отразились. При всем при этом, несмотря на все такое вот очень жесткое внешнее воздействие, этому народу удалось сохранить, во-первых, выжить, вырасти даже численно, и самое главное, сохранить свою идентичность. И здесь я еще отмечу, вот, наверное, одно из достоинств этой работы. Юкагиров очень много изучали, но и до сих пор изучают. Но, как правило, это иностранные исследователи, приезжают из Москвы и так далее. Особенно любят, предпочитают, вот, начинают изучение народов Якутии, почему-то каждый считает своим долгом начать с юкагиров. Но чтобы так вот именно получилась такая работа, как сейчас, фундаментальная и так далее, конечно, для этого очень важен многолетняя работа, комплексная, и в то же время, конечно же, думаю, то, что именно исследователи Якутии, и подчеркну, по-моему, если мне память не изменяет, у нас в основном изучали только языки, культуры и так далее. А вот в таком плане среди якутских работ исследовать это первая работа, у нас нет. И тоже, наверное, это не могло не отразиться, что люди, хорошо знающие проблему, изнутри причем, только поэтому они и смогли подготовить такое вот, ну, еще раз повторюсь, такое очень академичное, фундаментальное издание. Я не буду, как говорится, раскрывать дальше. Надеюсь, что уже сейчас поступает очень много заявок на эту книгу. Может быть, тираж у нас не очень большой, но хорошо было бы как-то тоже, если найдем средства, еще увеличим. Я поздравляю, я очень рада, поздравляю наших коллег, моих молодых коллег с замечательным успехом, победой, вот с вашим вот таким, на мой взгляд, очень крупным достижением всей нашей арктиковедческой, наверное, североведческой науки Якутии. Спасибо. Спасибо большое, Сардана Ильинична. А сейчас мы перейдем уже к выступлениям разных наших и спонсоров, и организаторов, и наших коллег. И вот начну вот этот вот блок с приветствия от Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, СОРАН, заместитель директора и по совместительству соавтора данной монографии Александру Альбертовичу Сулейманову. Пожалуйста. Спасибо, Вячеслав Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники презентации. Я рад, что сегодня именно мне выпала честь приветствовать вас от имени старейшего научного исследовательского учреждения на северо-востоке Российской Федерации, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. В этом году нам исполнилось 85 лет. Практически с первых лет деятельность института, важное место в исследованиях его сотрудников, занимает юкагирская проблематика. Это неудивительно и не случайно, поскольку юкагиры являются одним из древнейших аборигенных этносов Российской Арктики, в многих отношениях уникальным народом. В этой связи хотел бы, вот Сардана уже озвучил, хотел бы также остановиться на том, что именно нашим институтом была организована до сих пор крупнейшая научно-исследовательская инициатива по изучению юкагиров, юкагирская комплексная экспедиция в 1959 году. После скрупулезной обработки ее авторами полученных историко-этнографических материалов в 1975 году была издана работа «Юкагиры» в издательстве «Наука» в Новосибирске. И вот с тех пор, к сожалению,
Нашими сотрудниками было, к счастью, конечно, что было выпущено много работ филологического плана по языку, по фольклору, очень много действительно сильных, фундаментальных работ, а вот с монографическими исследованиями по историко-этнографического плана, к сожалению, ситуация была не такая хорошая. В этой связи то, что сейчас в свет вышла подобная работа, в которой на основе анализа очень большого комплекса материалов, привлеченного авторами, в том числе архивного и полевого, анализируется такая оригинальная проблематика, как историческая динамика пространства жизнедеятельности юкагиров в его самом широком понимании. Это большая радость для нашего института. В связи с этим я поздравляю всех авторов, всех присутствующих здесь с выходом в свет монографии «Пространство жизнедеятельности исчезающего этноса Юкагира Якутии в 20-21 веках». Ну и, как правильно сегодня сказала Виктория Викторовна, публикация этой работы была бы невозможна без помощи отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия, международного кооператива Snow Change. И с этим я, Дмитрий Иванович и Тера, по-моему, не присутствует, да? Большое спасибо от института, что помогли нашим сотрудникам опубликовать эту работу. Спасибо за внимание, желаю всем успешной работы. Спасибо большое, Александр Альбертович. И теперь я хочу предоставить слово человеку, без которого бы у нас сегодня, наверное, мы бы не смогли бы издать вот большую часть средств, с помощью которых мы издали с помощью финансовой поддержки международного кооператива Snow Change. И я сейчас хочу предоставить слово Тера Мустанину. Now, Tera, can you switch on your microphone? Yes. Yes. And we give you a floor, please. Will you translate when I speak? Yes, we can. Well, dear participants of the seminar and book launch, I'm Tero Mustonen and I'm phoning in from Finland. It's wonderful to take part in this seminar. Уважаемые участники семинара, я подключился сейчас с Финляндии и очень рад участвовать в этом семинаре. I'm representing Snow Change cooperative that has been working in the Saha-Yakutian area with Yukagiris for over 15 years. Я представляю Snow Change кооператив, который работает с юкагирами в Якутии уже более 15 лет. And let me congratulate both all of the book editors and authors, as well as the living Yukagir people for this remarkable achievement. И я хочу поприветствовать и поздравить и редакторов, и авторов, как и весь юкагирский народ, вот именно с выходом такого знаменательного издания. I'm geographer myself, and when I have been reading now the book over the past few days, I'm very impressed about the exact details and maps and information the book has, so it's a great achievement. Thank you very much. И я географ, и я читая эту рукопись, я очень, как сказать, поражен, или как сказать, тем, что какая проведена большая работа, особенно точными данными, картами, деталями разных, которые отражены в данной книге. And as if you look at the conclusions, one of the most important things that the book is saying is that this is not about some past issues. This is about the living Yukagir culture. И самое главное, наверное, такое важное, что в заключении этой книги написано, что это не про прошлое, а именно про настоящий живущий юкагирский народ. I'm also happy to report that in early 2021, so in about 2 months, myself and Chief Shadrin will release a scientific paper on the Alaseia in the international scientific journal Arctic that will discuss many of the similar issues and bring key messages from the book also to international audiences.
Ну и я рад сообщить, что в начале 2021 года статья вот, совместная Теры Муснанина и Вячеслава Шадрина выйдет в журнале «Арктика». Это тоже является важным достижением. And we will, of course, utilize this as the scientific reference book for the future. And let me conclude by saying that Snow Change remains committed to the support of Yukagir cultural heritage, language, and other spheres of cooperation with Russian Academy of Sciences to make sure that we are able to support this unique cultural group. Ну и в завершение разрешите еще раз сказать, что Snow Change будет также продолжать поддерживать уникальную язык, культуру, деятельность вот именно юкагирского народа, и эта деятельность, сотрудничество будет продолжаться. And I would like to take the hope that over the next year we can translate this book into English and have it available for broader scientific readership. Thank you very much. Thank you. И в заключение Тера сказал о том, что он надеется, что в следующем году он попробует найти средства для того, чтобы перевести данную монографию на английский язык и сделать его более доступной для более широкого круга исследователей во всем мире. Thank you very much, Tera. Okay. Спасибо большое, Тера, за очень хорошую такую надежду, которую он дает нам на то, что наша монография станет еще более доступной во всем мире. И сейчас я хотел бы предоставить слово Дмитрию Ивановичу Соловьеву, исполнительному директору регионального отделения Русского географического общества, который также выступил спонсором нашего издания. Дмитрий Иванович, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, ну, сегодня очень знаковое, важное событие не только для института, не только для научного мира, но я думаю, что для всех, кому интересна культура, жизнь самобытных народов России, Арктики. Вот. И я поэтому хотел бы поздравить, во-первых, всех участников презентации, которые здесь находятся с этим важным событием. В первую очередь руководителя проекта Викторию Викторовну Филиппову, весь авторский коллектив монографии, ответственного редактора Сардану Ильичу Баякову, вот, с выходом в свет столь крупного комплексного научного труда, который результирует более чем 10-летний труд его авторов. Ну, в основе деятельности Русского географического общества лежит огромный пласт фундаментальных исследований в области географии, этнографии, культуры народов нашей страны, мира. И в этом смысле поддержка этого издания, этой монографии со стороны нашего отделения, конечно, и закономерность, и большая честь. Юкагирский народ действительно является совершенно уникальным, что было неоднократно отмечено, и то, что наш головной институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера и научные сотрудники института провели такую фундаментальную исследовательскую работу, обобщающую всю имеющуюся источниковую базу, современные исследования юкагирского народа, неоднократно выезжали для проведения экспедиционных исследований, сбора материала о жизнедеятельности народов, его географических, административных, хозяйственных, правовых, общественных отношений, функционирования этноса в контексте динамики самых разных общественно-экономических процессов, значит, в последние годы и ранее. Это здорово. Я полагаю, что вот данная книга станет очень важным источником получения информации о самобытном народе, его укладе жизни, традициях вот для широкого круга читателей. И, конечно, мы рады, что мы к этому процессу имеем отношение, потому что отделение Русского географического общества в Якутии имеет славную историю, вот, славных людей, которые с самого начала не только нашего отделения, но и много ранее как раз-таки вносили вклад в изучение
народов Якутии, народов северо-востока нашей страны, и природы, и географии, и культуры. В общем, поэтому мы гордимся, что у нас в отделении, а многие вот присутствующие являются членами нашего отделения, и научный руководитель института Анатолий Николаевич, и Сардана Ильинична, член нашего коллегиального органа управления нашим отделением, здесь присутствует. Я очень рад за институт, за коллег и за наше отделение, что такая книга нашими совместными усилиями увидела свет. Я бы хотел пожелать всем, кто здесь присутствует, дальнейших успехов в исследовательской работе, крепкого здоровья в этих непростых условиях и всех поздравить с наступающим Новым годом. Всем счастья и благополучия. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Сейчас разрешите предоставить слово рецензенту нашей монографии, кандидату исторических наук, доценту Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Валентине Семеновне Акимовой. Пожалуйста, Валентина Семеновна. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники презентации. Да? Ну, прежде всего, я бы хотела, наверное, поздравить авторский коллектив как раз вот с выходом вот такой солидного научного издания о юкагирах, который, как мне кажется, является как бы продолжением тех предыдущих, наверное, исследований о юкагирах, которых уже Сардана Ильинична сказала. Да? Это эпохальное, скажем, такое направление, которое как раз показывает нам эволюционность развития как раз вот юкагиров как раз вот в 20-21 веке. Ну, с точки зрения как рецензента, мне вообще работа показалась очень актуальной не в силу не только недостаточности изученности, да, этой проблематики, но и так ее практическое значение. Да? Почему? Потому что юкагирский язык и народ сегодня является как исчезающий этнос, да, выступает как исчезающий этнос в современных условиях, поэтому актуальность вот этой темы исследования, она как раз вот выходит за рамки как бы практической части. Да? И поэтому вот этот процесс как бы изучения юкагиров, да, мне кажется, он вызван как раз вот процессами, которые сегодня происходят во всем мире. Это процесс глобализации, всеобщей глобализации, которая затрагивает как раз вот территории компактного проживания именно тех, скажем, малочисленных народов, да, судьбы которых на сегодняшний день представляет. Как бы, поэтому вот та структура монографии, которая была предложена, она как бы соответствует как бы тем, наверное, научным подходам и идеям, которые сегодня очень актуальны. Вот, например, мне, по крайней мере, очень отрадно было смотреть, что в своих суждениях, в своих выводах авторы, тем более сказали молодые авторы, да, они, в принципе, опираются не только на научную литературу, да, существующую, но и используют неопубликованные архивные источники, статданные и полевые материалы, и новые подходы для изучения как раз вот народов, да. Вот, картографированы и так далее, которые как раз вот сегодня являются самыми как бы как инновационными подходами. Да? Вот, то есть практически междисциплинарный подход, который присутствует и сегодня очень часто используется в исторических исследованиях, да, она как раз можно видеть как раз вот в этой монографии. Ну, наверное, еще вопрос, который был тоже очень интересный, да, это вопрос, который затрагивает как расселение численности юкагиров. Да, я, в принципе, согласна с теми высказываниями, которые сейчас были высказаны, да, о том, что изменения как раз вот административно-территориальных преобразований и так далее, которые происходили в 20 веке, да,
начале 20 века, да, они, в принципе, потом в середине 20 века, они практически отразились как раз на численности юкагиров. И, в принципе, был дан анализ вот современной ситуации, да, роста численности юкагиров, каковы были причины как бы резкого увеличения и роста численности, да, и вот эти выводы, которые делает автор, она, в принципе, очень как бы достоверно, да. Значительное место было отведено и к вопросам хозяйственной деятельности. Почему? Потому что и особенно на современном этапе, да, показано практически все виды хозяйства юкагиров, да, периоды их подъема, периоды их упадка, то есть практически показана вся вот эта палитра современного состояния, да, к которому мы пришли как хозяйство юкагиров, да. И, конечно же, вот это процесс трансформации очень хорошо показан, да, процесс трансформации хозяйственной деятельности юкагиров, да, какие-то различные периоды, исторические периоды, которые как раз выявляют и дают обзор тех, скажем, наверное, государственных решений, которые были, как бы являлись как бы отражением как раз вот этих кризисных явлений. Например, господдержка, это особенно 90-е годы, да, то есть советская эпоха, потом период, как бы постсоветский период, да, и то, что я, в принципе, работала в госслужбе, да, и как раз вот занималась этими вопросами, поэтому мне было очень легко как бы читать и так далее, поэтому вот это тема, которая практически, наверное, работа, да, которая практически... Ну и следующее, на что я хотела остановить ваше внимание, да, это то, что мы как бы общественная или опыт самоорганизации, да, это тоже один из самых основных, наверное, пластов изучения и как юкагирского народа, потому что суктул, как вы помните, есть как форма самоорганизации юкагиров, да, то есть она только как раз вот является характерной только для юкагиров, да, вот, в принципе, больше никто в России, наверное, не имеет вот такой самоорганизации, да, поэтому вот деятельность и так далее общественных организаций, они, в принципе, очень, поэтому, ну, в целом, в принципе, заканчивая, я бы хотела поблагодарить всех участников и весь коллектив, авторский коллектив, с выходом вот такой работы, да, и пожелать, конечно, дальнейших успехов. И я думаю, что это не одна работа, которая будет представлена нашими молодыми, скажем, коллегами, да, как раз для того, чтобы изучить историческое прошлое, историческое настоящее и будущее как раз вот юкагирского народа. Спасибо всем. Спасибо большое, Валентина Семеновна. У нас осталось совсем всего 10 минут, поэтому мы попросим как-то немножечко убыстриться. Но я не могу не дать слово нашему московскому коллеге, исследователю юкагирской истории, культуры Немировскому Александру Аркадьевичу. Пожалуйста, Александр Аркадьевич, пожалуйста, вам даю слово. Здравствуйте. Прежде всего, большое спасибо за приглашение выступить. И, конечно, я должен прежде всего поздравить и авторов, и аудиторию, и в целом отечественную, и не только отечественную науку с выходом этого замечательного труда. Я бы отметил в нем две стороны. Вот там не случайно в заголовке стоит слово «исчезающее», стоит в кавычках. Начиная с середины XIX века и по вторую половину XX и в академической науке, и в популярных работах звучали с большей или меньшей уверенностью нотки неоднократно на тему о том, что юкагиры – это исчезающий без кавычек этнос, что на его пути неизбежна ассимиляция, утрата идентичности, размывание и тому подобное. Давно стало ясно, что этого не произошло и не произойдет, а эта работа еще показывает очень наглядно и ярко, как этого не произошло и не произойдет, и каким образом юкагирские сообщества ответили на очень тяжелые, действительно и трудные вызовы, которые поставили перед ними события конца 19-20 веков, как они с этими вызовами
справились и справляются. Второй момент, который я хотел бы отметить, что всякое научное направление нуждается в обобщающих фундаментальных трудах, которые решают самые главные проблемы или подытоживают существующие на данный момент и, возможно, на данный момент решение главных проблем данной области и намечают, очерчивают и кратко характеризуют широкий фон других проблем. И эта работа, по сути дела, хотя она так не называется, является именно такой фундаментальной историей ЮКОДИРу 20-21 веков. Сосредоточилась она при этом на двух моментах, на хозяйственно-административном существовании ЮКОДИРов, на вот этих самых вызовах, на общественных реакциях на них, на правовом пространстве, в котором все это осуществлялось, и на двух районах наиболее компактного проживания ЮКОДИРов. Но при этом поставлены и намечены там куда вот эти проблемы разрешены на фоне поставленных и намеченных проблем более широкого круга, начиная от общей численности ЮКОДИРов и кончая, например, таким важным вопросом, как существование ЮКОДИРских так называемых родов, реально территориально-патристальных группировок начала 20 века, по разным источникам, включая архивные, привлечение архивных и вообще не публиковавшихся до сих пор данных, вообще очень характерно для всего этого труда. Вот. И вопрос о том, как эти территориальные группировки, так называемые роды, перерастали потом в администрацию, какова была дальнейшая их судьба. Совершенно правильно представляется выбор сосредоточения на двух этих основных направлениях, на хозяйственно-административном существовании и на двух районах компактного проживания, но при этом хотелось подчеркнуть, что вопросы там намечены и кратко характеризованы намного более широкие. Таким образом, это тот самый фундаментальный труд по истории юкодирского этноса во всей полноте его существования, в котором очень нуждалась и сибиреведение, и отечественная наука в целом, и этнология в целом. Вот очень рад был услышать, что имеются перспективы перевода его на английский. Еще раз хотел бы поздравить и авторов, и в особенности читателей с тем, что они эту работу получили. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас я хочу слово для приветствия от Ассоциации ЮКОГИРов предоставить Ирине Сергеевне Куриловой, исполняющей обязанности председателя Ассоциации ЮКОГИРов. Пожалуйста, Ирина Сергеевна. Добрый день, уважаемые участники презентации. Я от имени ЮКОГИРов поздравляю авторов этой замечательной монографии. И вдвойне приятно, что одним из авторов этой книги является наш сородич Вячеслав Иванович Шадрин. И здесь он выступает не как сторонний исследователь, как ученый, но также как практик, который, в общем-то, участвовал в процессе вот всей вот этой, в тех процессах, которые мы переживаем сейчас, ЮКОГИРов, в современное в это время. И очень надеюсь, что вот эта монография, эта книга будет интересна не только ученым, исследователям коренных народов Севера, но и самим ЮКОГИРам, которым интересна история своего народа и которым не безразлична судьба своего народа. Еще раз спасибо авторам, и всем я желаю успехов в вашей исследовательской деятельности. Спасибо. Спасибо, Ирина Сергеевна. Уважаемые друзья, прежде чем перейти дальше к обсуждению, к ответам на вопросы, я бы хотел включить музыкальное приветствие, пришедшее к нам с Нелемного, именно в связи с данной презентацией. И вот я бы хотел сейчас вам его показать. Так, сейчас... Так.
Станислав Иванович, а звук можно сделать чуть громче? Так. Извините, пожалуйста, друзья, в связи с тем, что у нас какие-то, в общем, чистые... В связи с тем, что у нас проблемы возникли, то видео вы не увидите, к сожалению. Так. Так. Пожалуйста, если, может быть, есть вопрос, то что можно сказать? Никак у меня что-то не получается это видео установить. Я сейчас попробую все. Извините, пожалуйста. Когда я его включил, он наоборот без звука, а когда выключил, наоборот, звук пробился и пошел. Еще раз извините. Так, пожалуйста, предоставляю. Кто-то, может быть, хочет высказаться. Я просто скажу, что у нас есть несколько было вопросов. Главный вопрос, где можно приобрести данную монографию. Я уже написал в чате. Эта монография будет реализовываться у нас в институте. Вот, пожалуйста, можете обратиться в сектор, то есть в отдел истории и арктических исследований, непосредственно к авторам. Или вот я дал вот в чате, записал свой телефон. Через этот телефон вы можете узнать где-то, я думаю, в январе, после праздников, мы уже сможем его по вашим заявкам и так далее реализовывать. Но тираж действительно у нас ограниченный, к сожалению. Я там тоже был вопрос, какой тираж, 300 экземпляров тираж. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Какие-то еще, может быть, есть вопросы? Но уже фактически, извините, пожалуйста, для вопросов у нас времени не осталось. Вот, последние минуты. Я еще раз хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял сегодня участие. Еще раз поздравить своих коллег с выходом данной монографии. И, с другой стороны, поздравить и весь наш юкагирский народ, потому что для них это также возвращение своей истории. Вот Сардана Ильинична сказала, что действительно очень много исследователей приезжает, но очень мало возвращается. Вот те как раз спонсорские деньги, которые поступили, особенно вот от Тера Мустанина, его пожелание было, чтобы данная монография была распространена максимально среди юкагиров и будет отправлена и в Верхнеколымский, и Нижнеколымский район, роздана активу Юкагирской ассоциации. Вот. То есть значительная часть этого будет именно для этого разделена. Ну и немного, конечно, среди авторского коллектива, немного мы оставляем, буквально 30-40 штук для вот реализации. Ну вот такая информация. Спасибо всем за внимание. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем. Спасибо всем за участие. До свидания. Позвольте от лица организаторов фестиваля науки поздравить авторов с выходом монографии и с тем, что вы
подвели такой большой, значительный итог большой работы, кропотливой и долгой. Желаем, чтобы ваши мечты и чаяния в отношении продолжения изучения данной темы продолжились, и чтобы ваша монография обязательно вышла на иностранном, на английском языке и нашла своего читателя не только в нашей стране, но и за пределами Российской Федерации. Удачи вам, спасибо, что пришли, сегодня выступили. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. В дальнейшей работе. До свидания. До свидания. Успехов всем. Уважаемые слушатели, вот в 5 часов у нас сейчас начинается 3 мастер-класса, будет целый цикл, и просим вот слушателей оставаться с нами. Сейчас мастер-классы начнет Васильев Сергей Ефимович, это ведущий специалист физико-технического института Северо-Восточного федерального университета. Он проведет мастер-класс 3D раритеты Якутии, и за ним последуют еще 2 мастер-класса. Мы будем их представлять по мере того, как они будут начинаться. Сергей Ефимович, вы к нам присоединились? Дайте, пожалуйста, нам знать, напишите в чате. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, участники фестиваля науки. Это мероприятие, которое уже больше 10 лет проходит в нашем университете. Я участвовал в этом мероприятии в разные годы. Мне как-то удалось, даже вот посчастливилось, можно сказать, участвовать в фестивале науки вместе с коллегами в Ростовском университете на фестивале науки Южного федерального округа. Вот. Но сегодня в таком формате онлайн я тоже немного, как бы скажем, чувствую себя странно, когда нет возможности видеть аудиторию и чувствовать дыхание. Но я думаю, что это для нас уже ситуация становится привычной, к сожалению. Сегодня я буду рассказывать о раритетах Якутии в формате 3D. То есть в формате, который позволяет зафиксировать объекты культурного наследия для того, чтобы сохранить его для будущих поколений, для того, чтобы иметь так называемый страховой экземпляр для музея, для того, чтобы можно было такие экспонаты, редкие экспонаты, демонстрировать как можно больше аудитории, используя современные технологии, создавать новые выставки в новом формате, когда несколько музеев могут в формате именно онлайн демонстрировать коллекции, и в этом случае они избавляются от больших-больших проблем, связанных с перевозкой экспонатов, и тем более, если это отправлять за границу, то это занимает, по отзывам коллег моих из музеев, что это занимает очень много сил, очень много времени. Я сейчас подключу компьютер персональный для того, чтобы продемонстрировать с экрана то, о чем я рассказал, то есть о том, чтобы мы могли в новом формате демонстрировать объекты культурного наследия. Я очень рад, что этот проект объединяет
уже довольно много людей, несколько организаций. В проекте 3D раритеты Якутии сотрудничает уже несколько музеев. Это и школьные музеи, совсем небольшие. Это и муниципальные музеи в разных улусах. Это и наши республиканские музеи. Вот сейчас я переключу, точнее, вот демонстрацию экрана, поэтому я сейчас свой телефонный экран уберу. Ну, когда будет необходимо, я с него тоже трансляцию проведу. Так. Сейчас я буду демонстрировать демонстрацию экрана. Ну, давайте мы сейчас с вами посмотрим экспонаты, с которыми я работал. Смотри за ним. 4 глаза. 4. Куда ты укидываешь его назад? 4, 5, 6, 7, 8. Давай. 7. Куда мимо? Это видео, но, к сожалению, немного задержка видео идет, ну, так как говорят, лагает. Так. Но здесь мы с вами видим посуду, традиционную якутскую посуду. Она называется сар-чабычах. Этот экспонат мы сканировали несколько лет назад во время выставки «Раритеты Вилюя» в Национальном художественном музее. Национальный художественный музей, он проводит этот проект, который в течение уже нескольких лет и несколько музеев, несколько районов показал в Якутске, и мы смогли познакомиться именно с раритетами, с очень уникальными экспонатами, которые находятся в разных музеях. Ну вот сейчас вот по мере возможности, вот у меня интернет, к сожалению, не очень хорош в эти дни, поэтому демонстрация, она в виде таких, знаете, как фотографии получается, но это достаточно плавное изображение. То есть мы можем заглянуть этот предмет внутрь, но вот сейчас вы увидите, что на самом деле это абсолютно виртуальное изображение. То есть это не является реальным объектом, хотя он достаточно хорошо выглядит именно на экране рядом с реальными предметами. И вот сейчас вы видите метку, которая формирует именно этот 3D объект. То есть это мобильное приложение, метка, вот эта вот метка с изображением самого объекта и черная рамка, которая позволяет позиционировать в пространстве этот объект. Я сейчас покажу еще два объекта. Это объект тоже с выставки «Раритеты Вилюя». Это часть конского убранства, лапся, то есть это вот украшения, которые вот, сбоку лошади. И тоже вы можете увидеть, что это на самом деле виртуальное изображение. То есть мы стремимся к тому, чтобы получить 3D-объект. Для этого можно использовать различные технологии, в частности, технологии сканирования.
Например, можно использовать и технологии 3D-моделирования. Но если мы стремимся к тому, чтобы максимально точно воспроизвести эти объекты, то вот мы стремились в данном случае использовать сканирование. То есть это на основе реальных фотографий, полученных изображений. Я сейчас вот тоже смогу вам показать, как эта технология работает, основу этой технологии точнее. Ну вот тоже здесь мы можем совмещать уже два объекта. Это в данном случае Балхах и Лепсе. Ну, давайте вот посмотрим теперь свадебный лимузин, свадебный якутский лимузин 19 века. Это седло, женское седло, богато украшенное. Она производит очень большое впечатление, потому что очень красивый, очень тонкий рисунок нанесен на основу металлическую этого седла. И представьте, что вот такое седло, украшенная лошадь, невеста, одетая в целый ряд, в целый набор красивых, богато украшенных одежд. И вот она, довольная сама собою, гордая сама собою, едет к жениху, он ее встречает. И вот свадьба традиционная якутская. И вот обязательный атрибут – это вот богато украшенное седло. Вот вы можете посмотреть, что достаточно детализированное изображение. Вот я постарался максимально приблизить к этой монетке для того, чтобы... И обратите внимание, вот как себя ведет металл. То есть отражение от металла, оно соответствует именно отражению металла, такого вот, какой был во время выставки и вот именно присущий именно этому предмету. Вы можете зайти на сайт 3D раритеты Якутии, 3D Якутия, извините, 3D Якутия. И в этом сайте вы можете посмотреть различные экспонаты виртуального музея, которые начинаем мы формировать. Этот сайт, он пока в режиме пробного, то есть мы тестируем различные технологии для демонстрации объектов, для того, чтобы можно было отработать технологии онлайн-демонстрации, потому что это связано с тем, что мы сталкиваемся с тем, что нам приходится выбирать между детализацией, высокой точностью, но при этом модель становится очень тяжелой, и, соответственно, для демонстрации онлайн это вызывает определенные сложности. Ну вот, например, вот мы работаем с разными мастерами в том числе, и вот работаем с мастерами, которые под руководством Светланы Ивановны Петровой, доцента Института культуры народов, языков и культуры народов северо-востока Российской Федерации. И вот мастера под ее руководством, и она сама прекрасный мастер, они реконструируют традиционную одежду по материалам археологическим, по материалам историческим, по рисункам, картинам таких художников, как Михаил Михайлович Носов. И вот, в частности, я хотел бы показать вам шубу. Надеюсь, она сейчас не будет очень долго загружаться, потому что модель очень тяжелая. Я, наверное, параллельно, вот сейчас она будет загружаться, я параллельно, наверное, вот загружу
тоже 3D Якутия, 3D Якутия, такой сайт. Вы можете на него зайти, посмотреть. Я просто параллельно запущу другую демонстрацию, чтобы можно было продемонстрировать вот особенности технологий, которые мы сейчас вот разрабатываем. Ну вот это шуба Тангалай Сон. Они у меня сейчас, надеюсь, достаточно быстро загрузятся. Ну, давайте, пока этот процесс загрузки идет, я сейчас переключу презентацию, включу другую, и мы с вами сможем посмотреть другие презентации, где Ой, у меня загрузилось через Яндекс. Ну ладно, сейчас будет. Сейчас проверим, как у нас шубы грузится. Шубы грузится не очень быстро, к сожалению. Но сейчас, смотрите, мы при сканировании и вообще вот когда создают трехмерную модель, очень сложно формировать такие объекты, как, например, мех, как кожа, обработанная кожа, ну вот как похоже на замшу. Например, это связано с тем, что, например, у меха нет сплошной поверхности. Вот сейчас я покажу вам некоторые модели, которые... Ну вот тоже Сар-Чабычах уже в формате таком, когда вот мы трехмерную модель смотрим, очень богато украшенный, великолепный объект. Вот это его трехмерная модель сейчас будет видна вам. Вот это вот трехмерная модель, то есть это информация не просто о форме сосуда, но и информация о микрорельефе поверхности. То есть именно узоры мы в данном случае рассматриваем как микрорельефы поверхности, и они, естественно, несут ценную информацию, которую необходимо сохранить. К сожалению, вот объекты материальной культуры народов Севера, они недолговечные. Почему? Потому что они сделаны из природных материалов: дерево, мех, кожа. И эти объекты легко уходят обратно в природу. Ну вот, например, из музея Ярославского вот мы можем видеть чорон, который очень сильно пострадал, но обратите внимание, какая великолепная форма, какой красивый чорон, который, форма этого чорона позволит, точнее так вот, сохранившиеся части этого чорона, они позволят воссоздать исконную форму этого объекта. Ну вот сейчас я показываю тоже вот по технологии. Все, кстати, этому объекту уже, наверное, лет года 4, как мы его сканировали несколько лет назад. Сейчас технологии мы свои развиваем. И вот сейчас вот вы увидите так называемую полигональную сетку. То есть это вот сетка, которая формирует поверхность объекта. Ну, чтобы было понятно, для компьютерных игр всегда стремятся делать низкополигональные модели. То есть чем меньше вот таких вот сеточек, треугольников или четырехугольников, тем быстрее в компьютерах эта модель обрабатывается. А в нашем случае, чем она детализированнее, тем больше информации мы стремимся сохранить. И вот поэтому вот мы стоим перед определенным таким вот выбором оптимизации. Поэтому версия для непосредственной демонстрации, она может быть высокополигональной, высокодетализированной.
А для того, чтобы демонстрировать по интернету, например, то там, конечно, приходится уже делать более низкополигональную модель. Но текстура – это вот фотографическое изображение, то есть вот как бы, условно говоря, расцвеченная кожа этой модели. То есть вот поверхность у нас, она не имеет цвета, вот эта вот сетка, она вот, когда будет демонстрироваться, вы увидите, что она такого серого цвета. А вот фотографии, которые делаются во время работы, они накладываются на эту полигональную модель и формируют так называемую фотографическую текстуру. Сейчас давайте мы посмотрим, как у меня с демонстрацией моих моделей. Тавалайсон. Как они долго грузятся, печаль какая. Но я надеюсь, что вы, когда зайдете в 3D Якутия, вы обратите внимание, что вы сможете на шубе, которая, ну так вот скажем, расположена выше всех, вот там есть выбор, возможность выбора различного меха. Вот мы здесь просто продемонстрировали возможности технологий, когда на трехмерный объект с мехом мы попробовали показать, как бы смотрелся мех разных животных. Причем мы экспериментируем и с длиной этого меха, с его разной расцветкой. Но это не для такого иллюзиона, не для того, чтобы, скажем так, вот побаловаться. Мы просто здесь отрабатываем саму технологию, то есть как показать мех. Мех, у которого каждая ворсинка, она в отдельности, и вот это вот конгломерат этих ворсинок, он не формирует сплошную поверхность, и поэтому при сканировании мы получаем нечто похожее, ну вот как, кстати, вот мы в одном из видео здесь вот видели, он становится похож на вату, на какой-то войлок, и поэтому, естественно, это нас не удовлетворяет, наверное, и мастеров вряд ли удовлетворит, которые хотели бы увидеть свои изделия максимально в правдоподобном виде. А музейщики, конечно, хотели бы, чтобы все экспонаты выглядели аутентично тому, как они выглядят. Конечно, можно делать и виртуальную реконструкцию объектов, которые необходимы для того, чтобы воспроизвести внешний вид. Но я вот сейчас вам просто покажу демонстрацию вот этих вот объектов 3D, и мы сотрудничаем, как я сказал, с разными музеями, мы ищем гранты. Такого рода проекты сейчас мы инициируем не только в Якутии, внутри Якутии, когда общаемся с музейными работниками, выезжаем в экспедиции, но также на Чукотке в экспедиции, например, вот Большой музей в столице Чукотки тоже такому проекту присоединяется. Ну и, например, вот два небольших музея районных в Магаданской области, это в Североивенске и в Сеймчане. Поэтому к этому проекту мы уже присоединяются и специалисты, и музеи из федеральных центров, из Москвы, Петербурга, из научных центров. И вот интерес к такого рода проектам, он очень такой вот большой. И мы сейчас вот формируем как раз вот такие команды, которые, распределенные команды, которые могли бы в таких проектах участвовать. И поэтому участники фестиваля, если у вас есть определенное желание участвовать в таком проекте или предоставить свои экспонаты для работы, мы рады будем с вами сотрудничать. Но у меня, к сожалению, вот что-то с интернетом, какие-то большие проблемы, поэтому я вот сейчас не смогу вам показать, но я еще раз повторю, 3dyakutia.ru, и вы там сможете увидеть различные 3D модели, не только, кстати, этнографические, но и археологические. Это работу, которую мы проводили с Розалией Иннокентьевной Бравиной во время экспедиции. Это местность Кудук. Это, ну так вот, чтобы было понятнее, это Покровский тракт и местность недалеко от Улах-Ана и Актемцев.
там вот захоронения, которые мы тоже в формате 3D фиксировали. Также я могу сейчас показать еще одну презентацию. Так, я сейчас ее открою. Вспомни, как называется профессия. Это была презентация вот представлена на одной из конференций, поэтому я вот сейчас просто вот перескочу через некоторые слайды. И вот если мы говорим о культуре, то мы, естественно, не можем отделить мир духовный от мира материального, потому что, например, вот в эпосе Лонхо описывается материальный мир, оружие богатыря, снаряжение коня, убранство, внутреннее убранство, например, жилище, внешний вид героя, его одежда и так далее. И, например, вот когда мы говорим о этнографии, о фольклоре, то, естественно, вот отделить исполнение, живое исполнение от, опять же, от материального мира невозможно. Вот мы можем говорить о чароне, мы можем дать его определение, что такое чарон, мы можем познакомиться с архивными материалами, мы можем посмотреть, в каких ситуациях используется чарон, какие формы чарона бывают, мы можем изучать в музеях эти формы. И вот этот вот чарон, который, вот, к сожалению, вот пострадал, обратите внимание, что у него есть части сохранившиеся, которые позволят повторить эти фрагменты и воссоздать реальную форму этого чарона. Ну вот я вам покажу сейчас чарон. Это вот, кстати, чарон моего отца. Он, будучи на охоте, его нашел. К сожалению, в то время вот очень много чаронов, оказывается, погибло, потому что люди переезжали. В 50-х, 60-х годах вот можно было еще чароны находить. Вот посмотрите, здесь вот сетка, которая демонстрирует микрорельеф поверхности, то есть резьбу, мелкую резьбу. И вот нам очень важна эта информация, которая сохраняется вот при таком сканировании. А вот дальше вот нанесена именно, как я сказал, текстура, то есть как этот чарон выглядит, когда мы смотрим на него. Но если мы используем специальное оборудование, специальные сканеры, то мы можем получить уже инструментарий, то есть у нас появляется возможность делать очень точные измерения расстояния, определять диаметры, определять углы, под которыми находятся те или иные элементы. Это тоже, так скажем, дает для исследователя новый инструментарий. И вот, в частности, вот я, будучи в Североивенске, попытался сканировать корякский чум лыгедян. Это корякский традиционный чум. Он похож на чукотский, но отличается. То есть за такие знают, чем он отличается. Естественно, таких чумов сейчас очень мало. Но вот мне повезло, что в поселке люди у себя во дворе такой чум построили и дали возможность с ним поработать. То есть вот, во всяком случае, мне удалось его хотя бы частично зафиксировать. Вот тоже так же вот работа мастера, это вот мальчик, который реально носит эту одежду, сшита тоже традиционным образом, эвенская одежда. И вот тоже вот мы зафиксировали, хотя, как я вам говорил, очень сложно разделить, точнее вот мех сканировать, очень сложно сканировать мех. Ну, сейчас вот напоследок, как говорится, в конце нашей лекции я вам покажу вот эти вот картинки. Вы можете увидеть, что это не
фотографическое изображение, а это виртуальные объекты. То есть это объекты, созданные человеком, ну, правда, с помощью, как мы говорили, сканирования. Это из музея, школьного музея Амгинского, средней школы номер 1, музей имени Киринского. Вот они нам позволили работать со своими экспонатами. Мы в свое время в 2012 году начали работать и вот отрабатывали технологии. Вот спасибо за внимание. Если есть возможность, то я сейчас, наверное, начну сразу вторую лекцию. Она называется «Как создать свой аватар». Наверное, мы не будем прерываться. У меня 3 лекции идут подряд, поэтому я попытаюсь это сделать. Сейчас я покажу уже механизм того, как вот можно это сделать. Вот мы приступили ко второй лекции 3D аватар. Эта тема лекции очень тесно связана вот с моей первой лекцией. Почему? Потому что это делается по одной и той же технологии. Ну вот, например, я сейчас вам покажу, буду с разных, наверное, экранов показывать, как это получается. Так. Давайте сейчас я включу другой экран, остановлю эту демонстрацию и подключу свой смартфон для того, чтобы показать, ну, некоторые изображения. Здесь используется технология фотограмметрирования. Фотограмметрирование – это технология, которая связана, или точнее так вот, появилась, когда начали использовать аэрофотосъемки с летательных аппаратов, и таким образом последовательность фотографий и обработка этих фотографий для создания карт топографических, для того, чтобы расшифровывать эти аэрофотоснимки и понимать, что на них изображено. Вот как раз вот эта технология фотограмметрирования стала развиваться, и в настоящее время с развитием вычислительных возможностей компьютеров, тем более сейчас вычислительные возможности смартфонов, они, наверное, сравнятся с возможностями персональных компьютеров очень многих, которые у нас стоят на столе. Поэтому вот эти технологии, они, условно говоря, новые, но они основаны на математическом аппарате и на технологиях, которые развивались уже несколько десятилетий. Я сейчас вам включу презентацию экрана, поэтому сейчас я должен тут нажать правильные кнопки. Так, вот я сейчас включаю экран и подключу группы своих студентов или ребят, с кем я работаю. Давайте вот сейчас вот найду, наверное, здесь. Где-то у меня они высоко, далеко. Кажется, вот. Ну вот можете посмотреть, вот, примерно, что можно получить с помощью такого рода технологий. Ну вот это вот я. Правда, это, как говорится, рельеф и микрорельеф поверхности меня примерно 4-летней давности. Естественно, микрорельеф моей поверхности, он с возрастом меняется, но макрорельеф по большому счету нет. Поэтому я думаю, те, кто меня увидели, вы меня вполне узнаете вот по этому 3D
3D-изображению. Как получить вот такого рода аватар? Я, кстати, могу рекомендовать вам самим себя это сделать. Вот я сейчас со своими студентами, со школьниками работаю и даю им задание, как это сделать. Ну, во-первых, что нужно сделать? Во-первых, нужно сделать фотографии. Как сделать фотографии? Теперь вопрос. Суть метода заключается в том, что необходимо сделать определенное количество фотографий с разных ракурсов. С разных ракурсов это означает с разных сторон. Ну вот, например, вот рекомендованная мною, ну вот я такой вот рисунок сделал для того, чтобы ребятам было легче понимать, как это делается. То есть, вот смотрите, первый снимок делается фронтально, анфас. Снимки профиль. Но вот по этим 3 снимкам, которые обычно, скажем, вот публикуются как wanted, то есть разыскиваются, они не совсем подходят. Потому что между этими снимками нет сходства. Ну, условно говоря, если мы нос видим прямо, то мы не имеем информации о том, как этот нос выглядит сбоку. Ну и, соответственно, все кости черепа, мышцы лица и овал лица, как он выглядит. То есть эти фотографии необходимо дополнить. Сергей Ефимович, вы с нами? Это только у меня звук ушел. Технические неполадки. Я прошу прощения, вот мне сейчас вот позвонил школьник, который в 6 часов будет мастер-класс проводить, поэтому вот я был вынужден прерваться. И вот посмотрите, мы делаем фотографии, условно говоря, примерно 0 градусов, потом плюс 25, плюс 45, плюс 75, плюс 90. Ну, так, условно говоря, до 360, то есть вот до затылка. Дальше мы идем уже с левой стороны. Ну, вот примерно получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, где-то 15, 14, 16 фотографий делается на уровне лица. Но надо иметь в виду, что у нас с вами, когда вот мы какую-то вещь рассматриваем, вот, например, нам что-то подарили, вот представьте себе, то мы начинаем этот предмет рассматривать с разных сторон. И, естественно, мы поворачиваем его верхней частью, нижней частью, смотрим сбоку, сзади и так далее. Естественно, поэтому делать снимки нужно еще и вот с этих вот ракурсов. Почему? Потому что если мы, например, не сделаем фотографии ниже линии подбородка, у нас с вами потеряется низ подбородка. У нас с вами нижняя поверхность носа, возможно, губ, ушей также будет неправильно проработана. И поэтому нужно делать еще и ракурсы сверху, потому что у нас с вами таким образом программа, которая будет эти фотографии обрабатывать, она получит информацию с других ракурсов. То есть форма головы, она будет зафиксирована именно вот когда у нас чем больше ракурсов, чем больше фотографий, тем лучше. Ну, в принципе, для того, чтобы хорошую 3D-модель получить, достаточно порядка, там, как я сказал, ну, давайте, пусть будет 20-30 фотографий.
Если нет ассистента, который бы вас фотографировал, то можно делать селфи. Но обратите внимание, что тело человека должно быть жестко зафиксировано, ну, максимально жестко зафиксировано. Например, нужно сесть на стул, крепко опереться позвоночником, спиной к этому стулу или к креслу, зафиксировать положение головы. Даже иногда вот я рекомендую вставить в одежду вплоть до джинсов и внутрь джинсов вставить палку, ну, например, от какого-то, ну, например, от щетки, которой мы пол моем. Например, можно вставить ее и использовать именно как фиксатор. И таким образом у нас с вами не должно быть смещения головы относительно шеи и плеч. Конечно, когда делаете селфи, у вас одна рука будет в движении, но тем не менее левое плечо более или менее сохранит неподвижность, статичность, и это позволит получить статичное изображение. Следующее. Если мы будем вот смотреть вот на нашу камеру, как она фотографирует, то в итоговом результате мы получим вполне такое странное изображение, где у нас с вами будет 24 зрачка. Вряд ли это, наверное, правильно, поэтому я тоже советую вам зафиксировать взгляд в каком-то направлении. Проще всего это не в пустоту, потому что в пустоту смотреть невозможно, а зафиксировать взгляд на каком-то предмете, в крайнем случае на обои приклейте какую-нибудь бумажечку, просто на нее лизнуть языком и приклеить к стене, и таким образом можно вполне получить ориентир для того, чтобы туда напряженным взором смотреть. И таким образом у вас фиксируется и мимика лица, потому что взгляд жесткий на этот предмет позволит зафиксировать именно все лицо. И таким образом вы делаете фотографии, и сейчас я покажу, что можно получить. Что примерно можно получить на основе этого. Так, давайте я сейчас включу еще одну презентацию. Сейчас, секундочку. Не презентацию, а вот небольшой ролик, который мы делали. Так, сейчас я найду его. Ну, давайте вот сейчас я фотографии мальчика, вот Чернышов Никита, он делал селфи. Вот я примерно покажу, что получится, какие фотографии получатся. Вот это вот верхний ракурс он сделал. Вот. Нижний ракурс, но, к сожалению, фотографии недостаточно. Нужно было бы сделать нижний ракурс, но под углом 45 градусов. То есть вот чтобы... Вот представьте себе, вот между двумя этими фотографиями с точки зрения компьютера нет ничего общего, понимаете? Это мы с вами понимаем, как устроено лицо человека, и поэтому, ну, как бы нас это может вполне удовлетворить. А с точки зрения компьютера, представьте себе, вот уши видны на верхнем снимке, а вот компьютер вряд ли воспримет эти вот выпирающие такие вот пластинки на фотографии снизу, и поэтому вот именно нужны переходные снимки, то есть между положением фронтальным и положением, вот когда у нас находится снизу. То есть вот промежуточные фотографии тогда позволят программе находить так называемые стереопары, то есть изображения, в которых есть близкие элементы. Ну вот примерно Никита постарался сделать эти снимки. Ну, я вам сразу скажу, что, к сожалению, получилось, знаете, что лучше всего? 3D-модель получилась из надписи «Surf». Я вам покажу, и вы, ну, увидите именно вот эту вот надпись, которая у него на футболке, она
получилось. Лицо, к сожалению, у него не получилось. Но что получилось, возможно, что возможно получить у других? Я сейчас найду. Так. Шел по дорожке, шел под ветками, шиповник, камешок. Гоша шел по дорожке. Шел под ветками, шиповник, камешок. Нашел бумажки. Нашел под ветками. Шиповник, мешок. Ой, куда у нас фотография делась? Мешок шевелился. Вот, вот она. Вот сейчас вот будет видео, очень быстро оно будет меняться, поэтому я подольше подержу. Вот вы видите, вот там вот белое такое вот пятно сквозное. Это вот как раз там, где не было сделано фотографии с нижнего ракурса, с нижней позиции. Поэтому нижняя часть подбородка у Василия не получилась. Это вот студент, магистрант. И обратите внимание, что вот я уже вам говорил о том, что мех трудно сканировать. Точно так же и волосы будут выглядеть как-то по-другому. То есть вполне возможно, они будут не очень хорошо получиться, но тем не менее форма черепа достаточно хорошо получится, и это позволит в дальнейшем, скажем, эту модель доработать и использовать для тех применений, которые вы хотите использовать. Но он делал тоже селфи, и поэтому снимков задней полусферы нет. Но вот обратите внимание вот на те изъяны, которые здесь получились. Это вот нижняя часть подбородка. Далее, значит, вот ноздри и уши. То есть вот уши, нижняя часть, вот где мочки, пробелы получились. И внутренняя часть раковины тоже не совсем хорошо получилась. Ну вот это, кстати, правда, это была сделана фотография, я вам сразу открою, скажем, тоже здесь один есть маленький секрет, что он делал это с помощью не той программы, которую я вам буду показывать, а программа, которая доступна для обладателей айфонов, iPhone 10 и выше. Вот я вам эту презентацию покажу и другую еще презентацию, где тоже вот моя студентка, ну, как бы скажем, не учащаяся, а магистрантка, она сделала объект уже культурного назначения, культурный объект. Так, ну вот еще раз последок посмотрите, вот как, что можно получить с помощью технологии Agisoft. Это уже 3D-модель. Обратите внимание также на освещение. Потому что освещение, вот у нас здесь получилось так, что у него одна половина лица не очень хорошо освещена, это вот, скажем, ну, не очень полноценная трехмерная модель. Поэтому постарайтесь разместить источники света с разных сторон. В крайнем случае, с одной стороны, где тень, разместите отражатель. Это может быть хотя бы даже белая бумага, даже белая ткань уже создаст какие-то поток световой, который будет подсвечивать ваш объект. Ну и сейчас я покажу вам, как тоже с технологией, используя технологии iPhone. Так. Ну, вот сейчас я вам покажу картину. Сейчас я подвину. Добрый вечер. Извините, да я вас перебью. Да. Скажите, пожалуйста, вот на 16 часов, на 18 часов запланировано мероприятие, да? Мастер-класс. Ага. Да. Вы не можете передать модератору, чтобы он взглянул на экран, что там творят эти дети? Это ужас. Они ждут, видимо, заранее. И там есть один пользователь, Даниил Шестаков и Андрей Высоцкий. Это ужас. Пожалуйста, срочно пусть кто-то туда зайдет и посмотрит.
Ой, Спасибо большое. да? Это вот Марьяна, товарищ Марьяна, вы можете? Да, я услышала, но у нас вот на экране все нормально показывает. Но Это в другом? 18:00 мероприятие начнется. Вот там зашла группа ребят, и зайдите, пожалуйста, посмотрите туда по ссылке, посмотрите, что они там делают. Спасибо. Извините. Спасибо. Да, спасибо. Администраторы, вы посмотрите. Ладно. Обратим внимание. Вот посмотрите, вот она сканировала тоже смартфоном. Вполне достойный результат. Я, кажется, могу сейчас свой смартфон повернуть боком, наверное, смогу, да? Было. Да, вот так вот. Вот это изображение, повторю, изображение, чтобы оно было. Малый, то есть это для рукоделия коробка. Вот это вот ее домашний предмет. Я вот тоже вот задание студентам, которые у меня проходят курс, они делают такие вот. Она, кстати, это сделала с помощью опять смартфона iPhone. Там, значит, у нее программа клоун. Вот тут написано, видите, вот клоун внизу написано, да? А Василий делал с помощью программы Capture, захват Capture, Capture. Поэтому, если у вас возможность есть использовать айфоны для таких целей. Я думаю, что для последних версий Android телефонов тоже такого рода программы есть. Дело в том, что там эти программы должны, эти смартфоны должны иметь просто несколько объективов и так называемые глубины определять. Поэтому наверняка такая возможность есть. Я сейчас перейду к программе, которая обрабатывает эти снимки. Очень кратко вам успею показать. Я сейчас переключаю на демонстрацию своего компьютера. Так. И вот покажу, как это делается уже на компьютере. Это чорон трехножный. Ну, вот представьте, что это просто фотография человека. Мне было не очень интересно самого себя делать селфи. Вот ребята еще не успели сделать, поэтому я покажу, как это делается на чороне. Ну, смотрите, эта программа называется Agisoft Photoscan. Есть программа Zephyr 3D, Free Zephyr, Z-E-P-H-Y, то есть Y и буква R, Zephyr 3D. Тоже можете использовать. Это free программа, там до 50 фотографий можно разместить, и селфи ваш прекрасно получится. Но я надеюсь, что вы будете делать в том числе объекты культурные раритеты и присылать к нам, и мы с вами, ваши работы будут размещены на нашем сайте. Так вот, мы размещаем сюда фотографии, так, находим их, и эти фотографии загружаем. Вот у меня в данном случае вот эти вот фотографии, они здесь вот внизу показаны, я могу их чуть-чуть прокрутить, показать, что их довольно много у меня с разных ракурсов. Этот чорон обрабатывается. Дальше вот это так называемое облако. Мы строим плотное облако. Так. Ну, тут можно выбрать качество высокое, очень высокое. Если компьютер не очень сильный, точнее не сильный, то этот процесс может занимать десятки минут. И мы получаем плотное облако. Вот я просто результат вам покажу. Вот как он выглядит. Но вот видите, тут очень много каких-то шумов. Такая вот не очень неряшливо выглядит. Дальше мы подчищаем вот эти вот шумы по мере возможности. Потом строим модель. Вот здесь вот это видно вот в обработке этот раздел. И мы с вами получим примерно вот такой вот результат. То есть, посмотрите сюда вот. Мы с вами зафиксировали так называемое облако точек. Облако точек. То есть наша программа преобразовала эти объекты в точки. Эти точки имеют свои координаты в пространстве и имеют цвет, каждый цвет.
Ну, а дальше идет уже обработка. Мы получаем, вот как я вам показал уже, полигональную сетку. Это вот так называемая треугольная сетка, бывает четырехугольная сетка. Вот. Я стремлюсь к тому, чтобы эта сетка была как можно более подробной. Но вот представьте себе, вот такая модель, она для компьютерных игр совершенно не предназначена, очень будет тяжелой, будет лагать. Поэтому, ну вот эта вот поверхность, когда вот сформирована, ну вот вы видите, что даже вот такая подробная сетка, она не передает в достаточной мере микрорельеф поверхности. Но если мы нанесем туда текстуру, посмотрите, вот сейчас будет текстура нанесена, и мы получим совершенно другой результат визуальный. Это вот чурон из коллекции Северо-Восточного федерального музея, Музея археологии и этнографии. Вот. Мы можем посмотреть вот с разных сторон. Были сделаны фотографии. В отличие, например, от одежды, это жесткий предмет, то есть он форму свою сохраняет независимо от того, как он расположен. Но, правда, надо сказать, что здесь есть определенная трудность, связанная с тем, что если я вот этот чурон буду поворачивать, то мы с вами не поймем, где условный север, где условный юг, где условный запад. И поэтому я сюда наклеивал такие небольшие метки. Вот они на фотографиях потом, если мы успеем, я вам покажу. Просто потом, когда уже готовил эту модель к публикации, я, используя Photoshop, на фотографию это все удалил. Так, вот мы с вами получили 3D-модель, которую, в принципе, уже можно демонстрировать. Но если мы с вами говорим о том, что если мы хотим создать его... 3D-моделирование конструкторларды. По программам вот видите, тут звук можете отключить, да? Алло, Анка, да? Извините, пожалуйста, Марьяна Петрова, выключите звук, пожалуйста. Ну вот восхищенные зрители не смогли сдержать эмоции. Меня это радует. Вот мы с вами получили достаточную информацию о рельефе поверхности, о том, как это все выглядит. А вот фототекстура, она позволяет уже получить выставочный экземпляр. Но, как я сказал, для того, чтобы получить 3D-модель, используя которую на многоосевом фрезерном станке из правильного дерева выточить вот эту вот 3D-модель, которая является цифровым двойником оригинала, то, к сожалению, придется еще поработать. Но вот такой вот опыт, он уже существует, и вот такой опыт хотелось бы у нас его реализовать. Ну вот если кратко, очень кратко о том, как такая технология работает, я вам рассказал. Но, как еще раз я сказал, эта вот программа называется Agisoft Photoscan. Есть программа, например, Zephyr 3D. Там тоже можно эти программы использовать для того, чтобы создать свой аватар. Ну, аватар в данном случае это можно и самого себя, своего соседа, члена семьи. Мне кажется, это было бы интересно сканировать детей, потому что, например, в 3 года, в 5 лет, в 10, в 15, 25 и в 95 лет у этого человека будут его 3D аватары разного возраста. Но можно успеть сделать и свои коллекции и повторять их, предположим, каждый год или каждые 5 лет. И причем вполне можно уже и распечатать, поставить на полку. Ну, сейчас даже делают такие сувенирные фигурки. В интернете вы, наверное, это все видели. И вот как раз основа для того, чтобы это сделать, вот я вам показал вот эту вот технологию, постарался вам продемонстрировать. Ну, спасибо за внимание. Если есть вопросы, давайте мы 1-2 минуты, наверное, успеем это сделать.
Сергей Ефимович, Да. спрашивают вот в чате наши слушатели, какой объем файла спрашивают, и еще раз просят назвать программу для Apple. Для Apple, да? Напишите, значит, Capture. Извините, это для iPhone. Capture через C. Capture C через C. Capture – это захват. И вторая программа Clone. Clone. Через K, не через C клон было бы, да, это по-английски, а просто огласовка одинаковая. Через K – это вот О с таким вот хвостиком внизу, Clone. Сейчас я просто с телефона, мне будет сложно показать. Давайте я напишу тогда, да? Да, напишите, пожалуйста, да. в нашем чате. Так, где у меня чат? Вот он чат. Так. И вот интересуется еще, а какие для андроидов? И вот в чате написали, какой объем файла будет. Наверное, очень большой, да? Это уже очень сложная программа. Нет, не надо бояться. Вот абсолютно первый чат выскочил у меня. Нет, программа не такая тяжелая. Клон. Вот одна программа. Так. И вторая Capture. Capture, да, правильно сказал? Capture. Есть еще какие-то программы. Это для айфонов. Но для айфонов, как мне вот мои студенты сказали, вот они обладатели айфонов, что это 10-й и выше должны быть, потому что там, ну вы знаете, там у них камеры дополнительные появляются, которые дают глубину и так далее. Там они, то есть эта технология основана именно вот на том, что с разных позиций можно определять стереопары, на их основе выстраивать модель. Теперь я напишу программы, которые можно скачать вот для Windows. Zephyr 3D. 3D, то ли 3D Zephyr. Найдете так. И вот еще есть программа Agisoft. Так, Agisoft Photoscan. Сергей Ефимович, и подскажите, вот если вот желающие получить у вас консультацию, как они с вами могут связаться? И, возможно, у вас есть какие-то курсы для обучения 3D-моделированию? Ой, да. Запишите мой телефон, и там уже можно связаться. 908 914. Я сейчас напишу тоже здесь. Да, напишите, пожалуйста, чтобы наши слушатели, если что, могли с вами связаться и, возможно, пройти обучение, потому что это действительно очень интересно. И думаю, в принципе, каждый захочет сделать что-то подобное и для себя. Ну, конечно, обучайте своих детей. Мне кажется, здесь не все дети, да? Мне так кажется. Поэтому, да, в основном я, взрослые уже часто. Вроде бы Аизу Петровну увидел, да, вот кажется, было. Нет, не у всех я увидел, но Музей музыки и фольклора, мои коллеги, вам привет. Так. Поэтому вот я сейчас навскидку пытаюсь увидеть знакомые имена, фамилии, лица. Сергей Ефимович, Да, слушаю. С какого возраста можно привлекать детей к моделированию на 3D? 3D. Вот сейчас я работаю в рамках Дома научной коллаборации. Сейчас я выступаю от имени Дома научной коллаборации. Мы там работаем, по-моему, 5 класс есть. ДНК. Можно там. Да, хорошо. Ага, спасибо. Университета. Ну, учиться в 3 классе. Надеюсь, что в будущем мы как-то соприкоснемся с этим делом. В 3 классе вполне есть такие детские программы. Вы просто немножко уделите время и наберите этот
3D-моделирование для детей, для малышей и так далее. Там есть очень забавные... Я сейчас просто не готов был к такому вопросу, но есть программы, которые вот я когда просматривал, и они очень быстро нашлись. То есть это для андроида, в частности, вот такие программы, которые можно было использовать. То есть вот на самом телефоне. Сейчас для ребенка проще на телефоне работать, чем на персональном компьютере или даже ноутбуке. Поэтому вот такие программы, где можно брать уже готовые образцы, с ними работать, их анимировать. И там есть такие программы, где элементы скульптинга. Есть такое понятие скульптинг. Это то есть, когда берется такой виртуальный кругляшок пластилина, и из него начинают лепиться фигуры. Вот, Да-да. например, да, вот Это вы очень хорошо, ага, мы умеем с пластилином работать. Да, вот Спасибо поэтому будет большое да. за ответ. Я какой-то найдете есть, вот, кстати, для сейчас я по памяти напишу, сейчас если вспомню, программа скульптинг сейчас так Pixologic. Так, это мне просто Pixologic. Что такое? Извините, я тут английские, Ага. латинские. Я потом смогу прочитать, да? Да, сможете, конечно. Pixologic, Pixologic Sculpting, по-моему, называется. Что-то я сейчас Sculpting. Скульптинг. Вот примерно так вот называется. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, я увидела. Да, вот еще есть, наверное, у нас там уже начинается, правда, другое мероприятие. Но вот задайте вопрос. Вот написано Аня Кириллина, наверное. Нам надо написать вопрос. Задайте его на слух, если он не такой секретный. Но я свои координаты дал, вы можете мне написать, я постараюсь ответить, хорошо? Окей? Давайте продолжим, да, Сергей Администратору Ефимович? все права. Сергей Ефимович, а вот Да, третий мастер-класс тоже за вами записан, его тоже Можно вы, задать да, один вопрос? Давайте мы туда войдем. Сейчас там безобразия творятся, уже прекратились безобразия. Вроде бы, Можно да, у задать меня один вопрос? не показывает, все хорошо. Сейчас, наверное, будут сюда входить, наверное, да, вот эти вот ребята. Можно, пожалуйста, задать один вопрос? Да, задавайте, ага. А планшете получится сделать? Да, конечно, планшет же у вас, он или Android, наверное, или iPhone, Apple-ский, наверное, поэтому вполне, То и да. другое. Да, ну я говорю, вы поищите программу, я вот написал в чате, вы посмотрите. Запись же будет, да, это сохранена, да? Да, запись сохранена будет. Спасибо. Да, вот вы найдете в чате, я назвал программы, которые можно использовать для айфонов. Ну, айфоны и айпады, наверное, возможности с точки зрения программных, ну, одни и те же, конечно. Для андроидов сейчас я просто не могу сказать, но наверняка для них тоже появилась, потому что технология многообъективная, ну, когда много объективов, она одна и та же. И для Windows я написал программы, которые можно использовать для настольного или для компьютера, ноутбука, Windows программы. Так, я сейчас, наверное, выйду, ладно, я сейчас позвоню своим ребятам, как у них там идут дела, ладно? Можно там вот Хорошо. несколько минут, чуть зайдем позже. Мгм. Хорошо, мы немножко подождем, когда Да, Сергей я Ефимович я зайдет. просто позвоню. Да, и, уважаемые слушатели, не забывайте о том, что фестиваль у нас длится несколько дней, и завтра, послезавтра мы также ждем вас на разных мероприятиях.
будет также интересно, и направления будут разными тоже. Вот, вы можете по своим интересам найти любое мероприятие. Следующий мастер-класс называется «Виртуальные и дополненные реальности», и его проведет Сергей Ефимович, но со своими вот помощниками, со своими ребятами, которые с ним работают. Если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете их писать в чате или можете в конце выступления задать так же, как вот, допустим, сейчас. У меня голову закладывает. Где таблетки? Закрываю, страшно. Сделай, пожалуйста, постель. Для вновь присоединившихся к нам слушателей мы делаем объявление о том, что вы можете оставить свои данные для того, чтобы мы могли воспроизвести какую-то статистическую информацию в последующем для того, чтобы более качественно еще проводить какие-то мероприятия и узнать свою целевую аудиторию намного лучше. Также, если вы, допустим, не успели задать интересующий вас вопрос, мы ведем запись чата, вы можете оставить в чате свои данные, фамилия, имя, отчество и адрес электронной, например, почты, для того, чтобы мы могли ответить вам в последующем на вопрос. Сергей Ефимович сейчас к нам присоединится, и мы продолжим наше мероприятие.
последнее на сегодняшний день по этой ссылке. А завтра мы продолжим с вами работу по программе фестиваля науки. Мы очень рады приветствовать вас всех, дорогие наши слушатели, посетители фестиваля науки, и надеемся на очень плодотворную работу в течение этих дней. Сергей Ефимович, вы к нам присоединитесь, мы вас ждем. Как у вас дела у слушателей Дома коллабораций? Интересно знать, можно ли отправлять лепки пластилиновые, чтобы потом как-то ее смоделировать? Ну, наверное, вот как говорит Сергей Ефимович, если его сфотографировать со всех сторон, то вы, наверное, можете получить его модель. А вот насчет работы в специальной программе я, к сожалению, не являюсь специалистом, и ответить на данный вопрос сейчас я не могу. Но вы можете задать свой вопрос в чате, и в последующем Сергей Ефимович может вам ответить, или можете ему позвонить, он давал свои данные, а также название программ, вы на них можете их скачать и попробовать свои силы. При нашем университете для ребят разработаны курсы, я думаю, в принципе, среди них вы можете найти интересующие курсы по любой тематике, а также для ребят школьного возраста и также для взрослых людей. Время от времени у нас проводятся разные часы науки, мастер-классы, и, в принципе, отслеживая информацию на сайте, вы можете пройти по ссылкам, да, сейчас у нас все идет онлайн, пройти по ссылкам и посетить те или иные мероприятия. Мероприятия проводятся круглый год, и курсы организовываются тоже у нас все время. Во время каникул раньше организовались очные лагеря для ребят, да, школьников разного возраста. Но сейчас, конечно, в условиях пандемии все проходит онлайн. Вы можете отслеживать по сайту университета и находить интересующую вас информацию. Сергей Ефимович? Спасибо вам большое. Пожалуйста, всегда рады с вами сотрудничать, всегда рады ответить вам. Сергей Ефимович? Слушатели ждут вас. Видимо, небольшие какие-то технические проблемы, потому что данный мастер-класс Сергей Ефимович проводит не один, а со слушателями Дома научной коллаборации нашего университета. И, сами понимаете, особые погодные условия не позволяют нам иногда работать в том темпе, к которому мы привыкли. И сейчас, по ходу, у нас не получается вот подключение наших лекторов. Подождем еще чуть-чуть. Надеюсь, у нас все получится. Добрый день. Я сегодня хотел бы вам представить проект, над которым мы сейчас работаем с учащимися. Это группа школьников, которые обучаются в Доме научной коллаборации Северо-Восточного федерального университета. Эта группа называется
дополненная реальность и виртуальная реальность. Это школьники 9, 10, 11 классов из разных улусов, из разных школ города Якутска. Ну, а костяк, пожалуй, это СУНЦ, то есть это учебно-научный центр СВФУ. Запись тülöönü. Çakka tohtun kaldırın dedi. Ben ne gidin? Elektronla poştasını toxudun. Akçavanın Уважаемые слушатели, выключите, пожалуйста, звук. Вы мешаете нашему лектору. И мы решили выбрать проекты, которые будут интересны нам, будут интересны многим и будут интересны всем. В частности, поэтому мы выбрали такие вот картины. Сейчас я вам просто в интернете наберу, вы эти картины сразу узнаете. Это картины, которые известны всему миру. Ну вот картины художника Винсента Ван Гога. Когда мы говорим о Ван Гоге, то мы, наверное, прежде всего воспринимаем это, вот, например, вот такую картину, которая называется... Так, извините, я сейчас демонстрацию экрана начну. Так, я сейчас с двух экранов показываю, поэтому что-то немножко у меня идет расхождение. Вот она. Когда мы говорим о Ван Гоге, то мы, конечно, прежде всего, наверное, говорим, например, вот о таких картинах Starry Night, то есть «Звездная ночь», картина «Подсолнухи». Вот у него примерно 1,5 десятка таких картин. Сейчас я найду эту картину. Например, вот такая картина. Это серия картин, которые он делал в разные периоды своей жизни. И мы решили сделать такой коллаж в трехмерном формате, используя картины Ван Гога. Мы опирались на следующие вот наши, скажем, предпосылки. Эти картины очень красочные, они известны всем. То есть мы таким образом внимание потенциальной публики, аудитории к себе привлечем. Второе, техника живописи такова, что она, кстати, вот трехмерна, потому что крупные мазки, техника живописи такова, что прямо эту картину, наверное, можно было бы и руками ощупывать. И вот поэтому мы ее преобразуем в трехмерную картину. Например, вот на этом полотне 12 подсолнухов, и каждый из этих подсолнухов, он отделен в пространстве друг от друга. То есть вот наша идея заключалась в том, что мы таким образом могли бы выбрать отдельные слои пространства и выстроить в них часть вот этого живописного полотна. Ну вот я вот снова вернусь к картине Starry Night, «Звездная ночь». Так. Очень много копий, оказывается, этих картин пишут, и вот они даже мешают увидеть оригинал. Вот сейчас Здравствуйте, открою. извините за опоздание.
Алло, что вы говорите? Извините за опоздание. Ага, ну вот фрагмент картины Starry Night. Мы видим кипарис, вот он здесь вот темным виден. Дальше мы видим вот такие вот звезды и гало вокруг этих звезд. Мы видим вот такой вот космический вихрь, который мы попытаемся анимировать. То есть это все вполне такое вот осязаемое и картина, которую нам захотелось преобразовать в 3D формат. Ну вот, например, вот Starry Night, тут горы, это следующая часть пространства, луна, облака, которые вот проходят по небу. Далее вот дома, каждый из которых отдельно расположен, это тоже для нас привлекло наше внимание. Поэтому мы решили на основе этих картин создать трехмерное полотно. Значит, в чем заключается идея? Мы в фоторедакторе делим изображение на отдельные слои. Вот, например, вот сейчас я, наверное, смогу что-то здесь показать. Вот, например, вот слой гор, дальних гор. То есть мы выделяем эти горы. Дальше выделяем ближние горы. Дальше идет вот пашня. Вот она здесь вот таким вот темно-сиреневым, фиолетовым, рыжеватым цветом выделена. Небольшой домик с красной крышей. И, например, вот на переднем плане мы видим убранное поле, скирды соломы. Каждая из этих скирд соломы, она тоже объемна, ее можно в 3D формате представить. Ну, а дальше просто вот такое вот роскошное заходящее солнце, и небо, очень такое красочное тоже, которое вполне можно выделить в отдельные слои. Ну вот, например, если вот сравнить, например, вот с картинами, ну, предположим, Рембрандта, сделать бы это было бы сложнее. Почему? Потому что у него, ну, я так условно назову, как бы вот манера живописи, как бы, скажем так, вот фотографична. Для нас, вот, когда мы будем 3D-модель создавать, естественно, вот, вылепить, выписать, сформировать трехмерную поверхность фотографической картины было бы сложно. А в данном случае вот эти вот формы, они вполне создаваемы простыми инструментами, простыми способами, и поэтому вот эта идея нас вот захватила. Ну, чтобы было понятно, я сейчас вам покажу на примере другой картины, как эта работа идет, делается точнее. Так, сейчас я, извините, открою. Можно задать один вопрос? Да, задавайте. Ага. А это надо по слоям сделать? Еще раз спросите. Это надо по слоям сделать? Да, вот по слоям. Я вот сейчас хочу свой непослушный компьютер заставить слушаться меня. Я сейчас вам покажу другую картину. Да. Хорошо. Вам будет понятно сейчас, о чем идет речь. Вот смотрите, это картина Питера Брейгеля «Падение Икара». Ну, это у нас другой проект, с другой группой. Тоже здесь вот можно выделить отдельные слои, которые можно сформировать. Вот как картина выглядит. Посмотрите. Сейчас я вот слои, это вот Photoshop,
программа Photoshop. Я вот тут просто сейчас буду выключать отдельные элементы, и вы поймете, о чем идет речь. Вот оригинал картины. Мы здесь можем выделить корабль и аккуратно отделить парус, такелаж от моря. Причем даже от моря особенно отделять не надо. Почему? Потому что у нас будет плыть по морю, и, соответственно, каких-то сильных огрехов здесь, наверное, ну, они будут простительны. Далее фигура нас интересует, это вот пахарь, плуг, лошадь. Дальше, значит, мы работаем, можно выделить фигуру самого пахаря, с ней работать. Дальше вот вырезали холм. Вот если на картине посмотреть, то вот он этот холм здесь вот виден. На этом холмике одежда пахаря, его оружие, сумка. Ну а дальше смотрите, вот здесь вот мы дорисовали тот участок, который скрыт за этим холмом и которого, естественно, нет на картине. Посмотрите, вот. Если, например, вот мы станем в каком-то смысле с авторами Брейгеля, то мы можем дополнять эти картины. И вот таким образом, вот когда мы вот такие вот слои создаем, мы их будем соединять с трехмерными моделями. Вот это вот как раз технику дальше будет рассказывать Артем. Всем добрый вечер. И я сегодня буду показывать, каким образом... Артем, ты сейчас на связи, да? Да. Артем. И я тут. О, я не слышу. Артем, ты на связи, да? Да, он здесь, он уже начал выступать. Давайте тогда я свою демонстрацию остановлю. Видите? Он включит сейчас демонстрацию экрана. Это программа Blender. Мы запустили программу Blender, и сегодня я буду вам показывать, каким образом можно сделать подсолнух с картины Ван Гога в 3D-пространстве. Давайте же сразу сюда закинем данную картину, сделав вид сбоку с помощью цифры 3 на нумпаде. Можно таким образом скачанные из интернета текстуры перенести прямо на рабочее пространство. И на открытом окошке давайте уже включим Shader Editor, чтобы изменять текстуры. Предлагаю удалить начальные объекты и создать вот такую окружность с помощью комбинации клавиш Shift-A. Кнопкой Tab перейдем в режим редактирования и английской буквой F заполним это поле одним полигоном. Вот таким образом мы получили круг, который мы в режиме редактирования можем с помощью английской буквы И увеличивать в размерах в какую угодно сторону. И давайте таким образом сделаем форму подсолнуха. Можно
и изменять по всем сторонам осей, то есть x, y, z, их, и их можно сразу же нажимать на клавиатуре. У меня тут вроде была программа, которая, вот это, так скажем, аддон, который показывает, каким образом, какие кнопки я нажимаю. А вот она, кстати. Все. Погодите. Я тогда лучше на этой версии сделаю. Сразу же вот таким образом перенесу все. Ctrl-C и Ctrl-V в другое рабочее пространство. Вот. Правой кнопкой можно включить Shade Smooth, шейдеры сглаживания, и в вкладке Normal, включив Auto Smooth, мы можем убрать эти артефакты данного шейдера. Давайте-ка сгладим углы таким образом. Вот. Получился базовый меш. Давайте же перейдем к его текстурированию. Текстуру можно просто скачать с интернета, как я на данный момент сделал, или же можно его сделать в Photoshop самим, обрисовав. Подключаем к главному ноду шейдеры и текстур и image texture. И выбираем текстуру подсолнуха. Мы применили данную текстуру подсолнуха, и давайте для большего объема еще применим текстуру нормальный, которая даст больший объем нашей модельки. В вкладочке UV Editing, изменение текстур, мы можем нажать букву U английскую, и UV Mapping у нас открывается, и тут можно сразу же Smart UV Project включить, и таким образом наша текстура налаживается вот таким образом. Или же Unwrap можно сделать. Но он скорее работает для более легких моделей. И таким образом можно подставить данную текстуру под размеры нашей окружности вот таким образом. Вот. А заднюю часть мы тоже можем изменить вот таким образом. Просто сделай вот так. И из-за того, что заднюю часть мы все равно потом накроем. Вот так. И кстати, тут можно добавить, скорее необходим Normal Map. И туда уже подключать данную текстуру. Тогда он будет работать намного корректнее. И таким образом у него появляется объем и отражение. Вот. Далее давайте перейдем к созданию листочков. Для этого можно создать обычную плоскость, разрезать ее на две части, комбинацией Ctrl-R, удалить один полигон, добавить во вкладке модификатора модификатор озеркаливания
И тут уже начать работу над листиком. Не забываем включить клиппинг, чтобы полигоны не отсоединялись, что нам будет необходимо в данной работе. Мы придали данной плоскости форму листочка. И далее давайте его согнем. Включаем данную функцию, и таким образом мы можем охватывать сразу же несколько полигонов и редактировать их вот таким образом. У нас получилась вот такая форма. Применим шейдер сглаживания, поставим автосмус, и во вкладке скрипинга можно придать еще более близкую форму к листочку. Давайте же применим модификатор отзеркаливания. И вот тут продолжим работу над полигонами. Вот у нас получается форма листочка. Уменьшим силу сглаживания. Появились незначительные артефакты. Вот. С помощью сглаживания можно их устранить вот таким образом. Давайте дадим нашему листочку материал. Подсоединим опять же image texture. И изменим текстуру. Подобрав ее под размеры нашего листочка. Вот таким образом у нас получился листочек. Можем и растягивать, и уменьшать уже по всей мире. И давайте же применим этот листочек к нашему подсолнуху. В виде спереди. Будем копировать и вставлять по кругу. Сделаем полуокружность.
Сделаем второй слой. И заполним эту пустоту. Выделим их всех в wireframe моде, чтобы удостовериться, выделили мы их все. Скопируем. Shift-D. И прокрутим под градусом 180. И подставим на вторую ее половину нашей подсолнух. Вот таким вот образом. Давайте же их все объединим. Сочетанием клавиш Ctrl-J, Ctrl-Join. И теперь это один целый объект. Можно еще У меня вопрос. объединить с центра. Что? А а потом лепестки разного цвета как можно сделать? Это можно сделать в программе в Photoshop. Но у нас есть текстура и лепестка, которые мы взяли с интернета. Мы можем в данной программе изменить его цвет и поставить таким образом. Допустим, возьмем этот цветок и сделаем ему отдельный материал вот таким образом. И тут уже поставим лепесток другого цвета. Хорошо, спасибо. Давайте вернемся, как было. Мы сделали верхушку на нашего подсолнуха. И давайте же сделаем ветвь. Сначала будем создавать вот такой базовый меш, и потом изменять под картину. И, кстати, насчет картины. Мы сейчас скорее будем создавать более реалистичную версию этой картины, а не полностью ее скопировать. Мы можем придать данному подсолнуху именно вот такой же вид, как будто его нарисовали с помощью одной интересной программы. Например, на этом сайте мы можем видеть одну картину, которая была воплощена в 3D-пространстве. И вот таким же образом ее разукрасить. Но мы сейчас это делать не будем. Можно это посмотреть в интернете, если вас заинтересует эта тема. Давайте же перейдем к основе нашей подсолнуха. Поэкструдим. Добавим вот такую форму изначально.
У меня опять вопрос. Мгм. А Слушаю. розы делать сложнее? Розы, если делать из шипами, то да, но розы состоят только из лепесточков, думаю, розу делать будет даже легче, чем подсолнух. Хорошо. И данная программа, кстати, бесплатная, и ее можно скачать на официальном сайте в просторах интернета и изучить. Альтом можно выбрать по окружности все полигоны. Таким вот образом. Как мы видим, сзади подсолнуха тоже есть маленькие лепесточки. Давайте их тоже смоделируем. Кстати. Я забыл одну вещь. Мы сделали лепесточки только из плоскостей, чтобы дать им объем. Можно применить модификатор Solidify. И тогда они станут более объемными. Таким вот образом. Можно возвращать изначальный вид, соединив. Давайте работать над задними листочками. Опять разделим на две части. Применим отзеркаливание. Включим клиппинг. Задние лепесточки должны быть зелеными и более продолговатыми. Давайте придадим вот такой форме. Добавим больше полигонов, разделив один полигон на 4 составляющие. Опять же, давай добавим изогнутые формы. Артем, наших слушателей интересует, где вы проходите обучение, и спрашивают, получается, каждый цветок нужно отдельно сформировать? И вот, например, чтобы воссоздать такую картину, нужно каждый цветочек сделать отдельно, да? Да, Прорабатывать. если вы хотите сделать ровно как на данной картине, что мы в рамках данного мастер-класса не сможем вам продемонстрировать, мы скорее всего, сделаем только один и скопируем их на остальные объекты. Но да, можно сделать один, скопировать его вот таким вот образом и тут уже изменять под структуру другого цветка.
Я проходил уроки в школе Алексея Илларионова, закончил 2-й курс, то есть проучился 2 года. Они там очень долго, конечно, тянут с временем, но все очень доходчиво объясняют, советы посетить. А какое у меня ограничение по времени? Хочу узнать. У вас Вот осталось Артем уже 5 минут. Мгм. Вот Артем, в принципе, вот он очень с высокой точностью сделал вот этот вот цветок. А, Здесь вот можно так вот сделать. Дело в том, что когда вот мы эту 3D-модель создаем, там могут быть разные цели. Одна задача, например, когда мы создаем абсолютно точную копию этой композиции, и, соответственно, наверное, нужно будет стремиться к тому, чтобы каждый лепесток выглядел так же, как он выглядит на картине. А в нашем случае у нас будет, знаете, вот у меня какой-то образ пришел, как будто мы с вами сидим верхом на мухе, эта муха летит и пролетает мимо этого цветка. И поэтому основная масса цветков, ну вот этих вот соцветий, она может быть более примитивно сделана, тем более, что, как мы видим, некоторые формы, они не имеют вот таких вот раскидистых этих лепестков, и поэтому, например, можно будет так вот сделать, детализированно изготовить 2-3 цветка, потом их в зависимости от ситуации деформировать, например, им загибать вот эти вот лепестки и цветоножки в разные стороны. То есть основа 2-3 цветка, 2-3 модели. А дальше уже можно будет их накладывать текстуры попытаться взять текстуры из этой картины. Ну и кроме того, если вот у нас мы верхом на мухе пролетим или на пчеле мимо этого цветка и между лепестков пролетим, то там вот, где мы между лепестками пролетаем, там детализация высокая нужна будет. А те, что останутся у нас сбоку и будут видны в какой-то момент лишь боковым зрением, то там, конечно, такая трудоемкая работа не потребуется. Да. Но я надеюсь, что Артем так считает, потому что он стремится, конечно, максимально сделать детально каждый цветок. Но это будет, конечно, очень трудоемко. Интересно знать, он на каком курсе, Артем Соловьев? Артем Соловьев на каком курсе? На каком курсе чего? Обучение. В каком классе? Или уже преподаватель? И я 10 класс, солнце, да. Не слышу ответа. Артем, он в 10 классе учится? Артем учится в 10 классе. Ученик. И кроме того, Я как раз догадалась, учится. что он в Сумсе учится. Молодец какой. Очень подробно рассказал, но эта технология, конечно, очень сложная, да, Артем? Да, но если подучиться, так скажем, попрактиковаться в создании базовых объектов где-то год, то для вас не составит особого труда делать вот такие модельки. То, что начинающий делает за, скажем, неделю, вы сможете сделать за день.
если у вас будет достаточно практики. Молодец. Оказывается, можно такой живой букет сделать из разных цветов. Цветков, то есть. Спасибо. Видимо, наше время подходит к концу, так что давайте У меня вопрос. под конец сделаем стол. Угу. А когда вы начали заниматься этим? Где-то года 3 назад, скажем. Я 1 год назад закончил 2 года обучения в школе Илларионова в IT-парке. Вот таким образом можно сделать вазу для наших подсолнух, опять же, создав вот такую плоскую окружность. В Edit моде можем поэкструдировать. У меня опять вопрос. Угу. Слушай. А ты сам научился или куда-то ходил? Как я и говорил, я 2 года учился, ходил на научное обучение по 3D-моделированию, но там скорее учили, каким образом расставлять свет, освещение и так далее, а не делание, например, цветков. Этому я сам научился. Данная школа Алексея Илларионова дает ученику, скажем, сильную мотивацию к саморазвитию в какой-нибудь отрасли. Вот таким образом. А продукцию получили? Нет. Вживую. Имеется в виду, вот, чтобы можно было поднести, подарить. Или только вот компьютерный вариант? Вы про то, что можно ли эту модель сделать в реальной жизни, воспроизвести? Да. Об этом. Да, можно. И очень даже легко, если у вас есть 3D-принтер. Ну, в наших краях, в Якутске, 3D-принтеры — это большая редкость, хороший 3D-принтеры, но они есть в акваториуме, в университете детства. Вряд ли на ваш заказ они сделают полную копию вашей модели, но можно у них спросить. Спасибо большое. Желаю успехов. Молодец. Спасибо. Здравствуйте, можно вопрос? А как вы сохраняете, точнее, в каком файле сохраняете вот этот 3D? Или файл не сохраняется? Про сохранение. Хороший вопрос. Мы можем просто взять и сохранить в вкладке файл Save As, куда нам будет удобно, в формате .blend, назвав предварительно ваш объект. И таким образом он сохранится в том месте, куда вы его указали, вот, с такой вот иконочки. И после того, как вы 2 раза на него нажмете, ваша моделька откроется. Но если вы удалите до этого все текстуры, то все у вас будет фиолетовым. Чтобы этого не допустить, тут в External Data нужно поставить галочку тут, чтобы Blender автоматически сохранял все текстуры в данные, данную программу запуска вашей модели, так скажем. Можно вопрос, пожалуйста? Да. Можно ли эту модель добавить в какую-то, в движок компьютерной игры
Какая Да, конечно. модельки. Но для этого эту модель нужно сильно упростить, чтобы была оптимизация. Мы тут видим, что она создана из мельчайших полигонов, и сейчас на нашей сцене находится 107 полигонов. Мы это можем видеть справа снизу. И, 107, да? да. И есть специальные программы, с помощью которых можно упростить все это дело. И таким образом то можно перенести данную модель, например, в Unity. Очень даже легко в интернете есть видеоуроки по этому. Ну, если, допустим, Слупс какой-нибудь. Что? Движок. Не расслышал. Ну, да, данная модель сохраняется в программе .blend и в конвентерах, конвентаторах онлайн. Можно данный формат изменить под что угодно. И таким образом, ну, допустим, OBJ самый распространенный формат 3D-объектов. И таким образом эту модель можно перенести в какой угодно игровой движок. Спасибо. Стоит ли мне заморать сейчас с освещением и так далее? Показать ли мне, как делать настройки рендера, или время уже подходит к концу? К сожалению, да, время вышло. Да. И да, мы завершаем наше мероприятие. Благодарим Артема и Сергея Ефимовича за такие прекрасные мастер-классы. И надеемся, что мы в последующем обязательно вас, Артем, увидим в качестве одного из наших студентов. Желаем вам удачи в завершении обучения в школе, при поступлении. И, конечно же, желаем творческих успехов. Надеемся, что мы также увидим вас на наших мероприятиях. И, Сергей Ефимович, большое спасибо за то, что вы подготовили вот целых практически 3 мастер-класса и украсили наш фестиваль. Спасибо вам большое. Спасибо большое нашим дорогим слушателям, которые очень заинтересовались вот этой темой, задавали вопросы. Мы были очень рады, что вам понравилось, вызвало очень такой большой интерес. И в последующем, конечно, мы будем стараться проводить такие же интересные мероприятия. Всем большое спасибо за то, что посетили сегодня, в первый день нашего фестиваля, наши мастер-классы, лекции и наши игры. Спасибо всем большое. Всего всем доброго. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо До большое свидания. организаторам Всего доброго. фестиваля и нашего мероприятия. Спасибо всем гостям. Молодцы.